Есть уже все? Да, Давай, есть уже все. поехали. Да. А те, которые будут подключаться, так Все, мы их примем всех. Labą rytą sakau visiems susirinkusiems šiandien į Trakų meno mokyklą. Labai man malonu šiandien jūs visus matyti čia vietoje gyvai. Po tokio ilgo laiko, kada vieni kitus matėme tik tai per ekranus, tikrai, man atrodo, šiandien yra labai graži šventė. Kadangi mes šiandien turime seminarą su lektore, labai puikia lektore, tai su jūsų leidimu pereisiu prie rusų kalbos. Būkite drąsios, klauskite, dalyvaukite diskusijoje, užduokite klausimus. Ir tikrai norisi, kad tas seminaras ir dalyvavimas jame toks būtų betarpiškas, tikrai su jūsų dalyvavimu labai aktyviu. Taip pat kreipiuosi ir į tuos, kurie šiandieną prisijungia, stebi šį seminarą per Zoom. Sveikinu jūs, labai džiaugiuosi, kad esate tokie aktyvūs. Taip pat kviečiu jūs klausti ir užduoti klausimus, jūs galite rašyti juos į chatą, aš juos kiekvienos dalies pabaigoje perskaitysiu lektoriai ir jeigu jūs nedrįstate rašyti rusiškai, tai galite rašyti lietuviškai, mes čia visi tikrai bendromis jėgomis jūsų klausimus arba kažkokią tai nuomonę būtinai išversime. Приветствую всех, приветствую нашего лектора сегодняшнего, мне очень приятно всех вас видеть. И сегодня у нас праздник в нашей школе. К нам приехала прекрасная скрипачка, педагог, уважаемая профессор Евгения Эпштайн. И мы сегодня будем говорить о физическом напряжении при игре на скрипке и как помочь педагогу в его работе каждый день в классе. И с вашего разрешения я хочу представить нашу сегодняшнюю лектору. Евгения Эпштайн училась у Артур Цисерман, Яир Клес, также Ирина Светлова. Получила степень магистра в Королевской академии Роттердама в классе Бенсон Шамир. Во время учебы она принимала участие в мастер-классах у Исаака Стерна, Генри Майера и также Захара Брона. Больше чем 20 лет играла в струнном квартете «Авив», который выиграл 5 международных конкурсов камерной музыки. Квартет «Авив» был признан лучшим молодым ансамблем Министерств культуры Германии и Израиля многократно. Также лектор на это время работает и преподает в Академии искусств города Сплит, Хорватия. Сегодня мы будем работать по программе, будем придерживаться нашей программы, которую я выслала всем вам, всем участникам нашего семинара. И сегодня мы начнем с первой темы «Физическое напряжение при игре на скрипке. Самые распространенные причины, признаки и последствия». Будьте активны. И, пожалуйста, Евгения, приглашаю вас. Я приветствую всех здесь сидящих и тех, кто на Zoom. И для меня это большая честь находиться перед таким огромным количеством детских педагогов. Я считаю, что это одна из самых святых профессий. И я мою шляпу уже заранее перед вами за то ваш удивительный и благодарный, и, может, и не всегда благодарный труд, который вы делаете. Огромное вам спасибо заранее. И я благодарю Еву, которая пригласила меня сюда, и эту замечательную школу искусств города Тракаи. И это для меня действительно большая честь, прежде всего. Сразу хочу вам сказать, что играть мне гораздо проще, чем разговаривать. Поэтому я надеюсь на какой-то диалог и совместную работу, потому что вы знаете, как второй скрипач квартета, он всегда хорошо играет, но молчит. В общем, это типично про меня. Я стала разговаривать в основном, когда я стала преподавать. С чего бы я буду очень придерживаться программы, которую написала Ева, но я думаю, что я коротенько немножко все-таки расскажу о себе, потому что, конечно, идет вопрос, что эта девочка, которая родилась в провинциальном городе в Заурале, делает сегодня здесь, в городе Тракаи. Как я сюда попала. О чем я хочу сказать? Мне в жизни повезло.
Мне повезло, потому что я родилась очень у веселых родителей, которые как бы решили поэкспериментировать с ребенком, дали мне скрипку в руки и дали попеть. Вот, я попела, поиграла на скрипке, они меня подхватили так в охапку и поехали в спецшколу города Свердловска. Вот. И это было первое, я считаю, огромное везение в моей жизни, потому что у меня были такие легкие на подъем молодые родители, которые взяли меня, мы так переехали в город Свердловск. И я попала в спецшколу города Свердловска, которая тогда еще сохраняла настоящие традиции советской школы, дисциплины, и действительно это было 10 лет огромного труда, счастья и школы жизни, я могу сказать. Мне повезло с первой преподавательницей, я хочу начать действительно издалека, чтобы вы понимали, как я здесь оказалась, которая вела нас первые 3 класса, она нас очень жалела и как бы дала приоритеты в жизни. То есть до 4 класса ты уже выяснил свои приоритеты в жизни, что тебе главнее и что тебе нужнее. И в этой школе мне попалось 2 удивительных педагога, мы их называли 2 Петровича. Владимир Петрович Мильштейн – это тот мой первый педагог, который меня учил на скрипке с 1 класса. Я у него была первая первоклашка, поэтому это тоже был своего рода эксперимент его и мой. Он одессит, сейчас он живет в городе Мексика, я надеюсь, в Мексике, я надеюсь, что мы скоро увидимся с ним. И почему мне повезло? Меня окружал всегда очень хороший звук скрипки. То есть на что меня ориентировали, это на прекрасное звучание инструмента постоянно. То есть я, как ребенок, слышала его показ вокруг, то есть звук был всегда хороший, это была основная цель его как бы вот работы со мной, даже меньше, может быть, технически, но звукоизвлечение, звук. То есть все, что делалось, чтобы вот я хорошо звучала. И второй человек, который оказал огромное влияние на меня и помощь, это был Валерий Петрович Куприн, который до сих пор жил в Свердловске, это был мой первый педагог по квартету, который, в принципе, вот он меня в эту стезю с 9 класса и впустил, и сказал: все, Женечка, я уезжала, вот ты сядешь в квартет. Это было как бы такое благословение, напутствие. В 90-м году мы уехали из Советского Союза в Израиль, и мне опять повезло, потому что я попала к великолепным педагогам, которые там находились уже давно, которые уехали в 70-е годы Советского Союза. Первый был удивительный, один из последних учеников Столярского, Артур Зиссерман из Одессы. Звук, отношение к музыке. Это была безумная музыкальность, безумное тепло человека. Это был мой первый папа, такой израильский. Вот. И там организовался мой квартет «Авив», и там я познакомилась немножко уже с другой школой. Это была Ирина Васильевна Светлова, это была московская школа. То есть у меня был такой синтез интересный. Как бы я могла сравнивать, что такое Свердловск, что такое Одесса, что такое Москва. Но мне повезло, потому что это опять была очень хорошая школа и очень прекрасная культура звукоизвлечения, звук. Квартет. В 96-м году на кухне у нас дома мы организовали квартет. Это я не преувеличиваю, это было на кухне. Мы сели, поиграли, решили: давайте продолжим. Ну, давайте продолжим. Поменяв пару людей, мы остались вдвоем, когда основные члены квартета — это Сергей Островский из Нижнего Новгорода и я. Вот мы приехали в Израиль. Давайте сделать квартет, давайте. Мы поехали на конкурс, почему-то сразу получили 2-ю премию на Пражской весне. И так как бы въехали в программу Альбанберг квартета в Кольне моментально. То есть нас приняли первый номер, повезло. Мне повезло, потому что был профессиональный квартет и уникальные педагоги по квартету. Звук, культура, стиль, звук, культура, стиль. Никто никогда не говорил про тело. Но это все как бы культура звукоизвлечения, ты очень старался это делать, чтобы у тебя был звук. И вот я написала, о чем я сейчас буду говорить. Я буду говорить, что все вовремя. Вы понимаете, как бы отъезд в город, отъезд в страну, появление педагогов в твоей жизни, появление людей. Мы говорим сейчас, Ева, ничего случайного не бывает. Все вовремя. Все вовремя. Квартет, гастроли. Квартет ездил безумное количество. Мы объездили весь свет, мы объездили Америку. И вот в Канаде, видимо, было и очень холодно, и была какая-то стрессовая ситуация. Вдруг в Канаде я поняла, что с левой рукой у меня что-то не то. Она почему-то не хочет играть. Ей больно. Ну и как бы неприятно, потому что гастроль продолжается, надо ездить, таскать чемоданы, летать, как бы, а играть после чемоданов, вы понимаете, это очень приятно. Больно. Ну, я в массаже, в ванной, больно.
а надо еще и бисы после концертов играть. И я так старалась, я говорю, давайте, может, повторять не в этом повторении в квартете Бетховена, давайте. Не-не-не-не-не, может, бис, не-не, бис обязательно надо играть. Я вот это вот через эту боль, я пришла, в принципе, в какое-то такое вот серьезное отчаяние, честно вам скажу. У меня болела левая часть шеи, болело предплечье левой руки, у меня немели пальцы. Неприятно. А гастроли продолжаются, как бы все в порядке. И вот, как я говорю, все вовремя. Мы сидели с друзьями. Я случайно своей подруге-пианистке, не близкая моя подруга, но очень хороший профессионал, я говорю, слушай, вот так и так. Она говорит, а что ты учишься? Вот сидит человек, у нас тут старичок в кулоне. Иди. Я говорю, так кто? Так это же Владимир Фомович Мазель. Я ни сном, ни духом, что у нас такие люди живут, оказывается, под боком. Я ему позвонила. Вот здесь я хочу немножко задержаться, потому что это везение самое огромное в моей жизни, я считаю, после того, как я родилась у своих родителей, встретив вот этого человека. Я поехала, я ему позвонила, я приехала. Чтобы вы понимали, куда я попала. Это небольшой город в центре страны, город Хулон, маленький. Я зашла, квартирка, наверное, как эта сцена. Огромное кресло. И сидит вот такой старый, красивый старый человек, который на тебя так смотрит, говорит, ну давайте. А мне 35. Я что-то там сыграла, он так благословно на меня посмотрел, ну я вас возьму. Это такой, знаете, как в Советском Союзе, ну хорошо, деточка, давай мы с тобой попробуем. И деточка так посмотрела на это все, а было большое кресло, бумаги, бутылки, бутылки, бутылки. Я не привычу, Владимир Ханович очень люблю хороший коньяк, как все советские музыканты. Я говорю, ну давайте. Потому что что мне уже было рисковать? Или оставлять скрипку, или пробовать что-то еще. И вот, значит, этот человек, это уникальная личность, это музыкант, это человек, который, в принципе, поменял всю мою жизнь. Он просто всю мою жизнь поменял с 35 лет. Я хочу, чтобы вы представили, вам 35, у вас карьера. И он говорит, все, не надо на скрипке играть, не занимайся. Вот давай мы будем делать с тобой упражнения. Я ничего не понимала. Он мне стал давать какие-то упражнения. И он мне рассказал, что, оказывается, у нас есть ноги, что ни один скрипичный педагог мне не рассказал. У нас есть ноги, и их две. А не только левая иногда, как нам все говорили. У нас есть две ноги. Потом, оказывается, руки-то растут из того самого места, а нас же ругали, что ж ты играешь так, что у тебя руки растут не из того места. Они из того и растут. Это для меня тоже было большое открытие, что руки растут из того места, на котором мы сидим. Оказывается, есть две лопатки. Если вам нужно на английском, может быть, вот эти термины, я буду переводить, потому что я знаю на английском, на хорватском, на русском вот эти термины физиологические. И он начал показывать упражнения, как, в принципе, оказывается, все тело-то оно функционирует в этом во всем процессе. Очень стало странно и интересно. Я стала делать безумные упражнения. Я стала сидеть в квартете вот так, потому что почему-то я же пришла к нему с левой стороной, он почему-то начал лезть мне в правую. Когда я ему говорила, Владимир Иванович, у меня болит слева, он говорит, ты дура, ты не понимаешь, надо же правую сторону. Потом до меня дошло, что я действительно дура, потому что надо же правую сторону поправлять. Я сидела так в квартете, что творилось вокруг меня, было сопротивление коллеги, никак не понимали, почему я так странно сижу, почему я так странно держу смычок, почему так, меня достали. Ну я же знаю, что делаю, потому что стало лучше. И стало приходить осознание того, что я делаю. И вот это осознание собственного тела и что я, в принципе, делаю, когда я играю на инструменте, привело меня к тому, и Владимира Афанасьевича, что один прекрасный день меня посадил, сказал, ну что, Женечка, будем делать из тебя педагога. Я говорю, я? Да, ты, пиши. И вот так мы с ним, наш роман длился, я думаю, лет 8-9, потому что когда бы я не приезжала в Израиль, я всегда ходила к нему на уроки, мне надо было к нему прийти. Мне просто надо было. Мне сейчас его искренне хватает. Я думаю, что он сейчас там смотрит и видит этот человек, который мне необходим. То есть я
по любому поводу могла с ним советоваться и делать все, что угодно. Тяжелый человек был, тяжелый. Как все большие музыканты, он был тяжелый человек. Он не мог позвонить раз 10 в день. Ну, вы знаете, как, если уже ты берешь под крыло ученика, ты ему звонишь. Это так было, это такая была система. Он мне звонил, говорит: Женька, я сделал гениальное открытие, приходи. И так это вот было всегда. Я действительно, одна какая-то фраза ключевая могла поменять полностью концепцию преподавания какого-то момента, элемента, что-то такое. У него написано много книг. Честно вам сказать, они у меня все есть дарственной надписью, и дорогие для меня вещи, что это единственное, что у меня от него осталось. Но там сложно что-либо понять. Каким-то чудесным образом я его понимала. Действительно, каким-то чудесным образом я его понимала. И основные его моменты, они были довольно простые. Он сам изучил много литературы, анатомии. Ну, вот я буду потихоньку затрагивать ключевые моменты. Это все не так сложно, это все довольно понятно. И просто если понимать, как мы все устроены и как нас мама родила. И параллельно с этим, естественно, когда жизнь твоя связана с инструментом, а там не идет, вы понимаете, начинаются и психологические проблемы, как бы это все в комплексе же идет. Никогда не бывает боль отдельно от тела, отдельно от души. Это я хорошо поняла на себе. Это всегда идет вместе. И, естественно, жизнь, я искала еще помощь из ней, и я нашла удивительную женщину, тоже в Израиле, ее зовут Дана. Она бывший доктор, но сейчас у нее тоже своя методика как телесного образования, и она меня как бы и душевно, и телесно очень поставила на ноги и ставит. И вот это двойной как бы вот инпут, вот эти два аспекта, они очень мне в жизни помогли. И плюс в это время я стала дружить с людьми из балета, которые мне тоже очень много рассказали о технике танца, о технике балета, как держится тело, что они там делают. Была у меня девочка-студентка, которая увлекалась тайчи, мы нашли очень много общего. То есть появилось, как вот я говорю, все вовремя, появился вот этот вот синтез разных вещей и информации. И когда я созрела, я попала в Хорватию. Вот именно, видимо, тогда я созрела начинать что-то делать с учениками, я попала в Хорватию, я вот совершенно тоже случайным образом открылось место в академии, я его выиграла, и вот по сей день я там и сижу. За время пандемии я написала такую маленькую статейку, которую я назвала «Понимать значит творить осознанно». Это мой опыт десятилетнего преподавания в Академии Сплитов, то, что я посмотрела. Это немножечко будет чуть-чуть отличаться от вашей работы, потому что я работаю со студентами, но я думаю, когда будут там картинки, мы сделаем в этой же книжке есть картинки, это все мы вернемся уже к концу нашего разговора и диалога, мы уже подойдем к детям, потому что я детей тоже консультирую. Я хочу вам рассказать, что, в принципе, я делаю. Я себя ощущаю почтальоном, проводником. То есть вот передо мной есть человек, и он попал ко мне, а у меня нет случайных людей, и мы начинаем искать не только его скрипичные проблемы, естественно, а как бы я его вижу целиком. Я не могу сказать, что это идет сканирование, я не гипнотизер, я не шаман, никто там из этих передач с телевизора, это не я. Но то, что я делаю, я диагностирую проблемы в теле своими собственными руками, я выстраиваю тело, и вот с этим контактом я как бы ощущаю и руками, и какой-то аурой, я смотрю, что закрыто, где какие блоки в человеке. Вот что я еще хотела, забыла сказать, что Владимир Ханонович обладал удивительным даром, который он мне передал. Когда я уезжала, он мне говорит: Жень, поставь телефончик, поиграй мне по телефону. Я говорю: как? Он говорит: ну телефон поставь, поиграй мне. Я играла. Я ставила телефон на пульт и ему играла. Это были
фантастический комментарий, точно, что со мной происходит, то есть по звуку. Потом я решила попробовать, я поняла, что он мне это передал. То есть вот это есть, сначала мне нужен тактильный контакт с учеником, а потом уже не тактильный. И это меня спасло в пандемию. Я на ушах, не видя учеников, я их продержала 2 месяца, мы не виделись 2 месяца, я их продержала на ушах только по звуку. Да, но вот это уже чуть-чуть попозже. Вот тактильный, не тактильный контакт, вот потом я потихонечку начинаю объяснять биомеханика. Что такое биомеханика? Это осознанное, обоснованные действия тела в определенной последовательности, в определенных ситуациях. То есть последнее, что я для себя вывела, что для тела нужна ситуация, а для мозга нужно состояние. То есть ресурсное состояние мозга, тогда появляется хорошая ситуация. В теле физической мы вот это все как бы даем. Если кто-то не сталкивается с таким понятием, как чакры, это тоже на некоторых людей очень хорошо действует. Это энергетические центры в теле человека, которые позволяют энергии жизненной, духовной энергии жизненной течь спокойно, свободно, и это тоже очень влияет на нашу игру. Если что-то непонятно, пожалуйста, задавайте мне вопросы, потому что я сказала, что я не лектор. Если есть уже по ходу вопросы, прям свободно задавайте. Я хотела понять, что я делаю на самом деле, как я слышу по звуку, как это происходит. И наверное, вы знаете, есть такая удивительная Татьяна Черниговская, я ее очень много лекций послушала по интернету. И вдруг я поняла, что она упомянула профессора из Италии Ризолатти, который открыл теорию зеркальных нейронов. То есть, когда ты отождествляешь себя с человеком, который рядом с тобой. То есть, что происходит? Когда человек играет, я понимаю, что это я это он. И тогда я понимаю, что делает его тело и рука. То есть, это нормально. То есть, я думаю, что это даже можно развить всем. Есть потренироваться, потому что я специально не тренировалась, мне было просто интересно, откуда это. И я знаю, что есть люди, которые этим занимаются. Я хочу сейчас... Прежде чем я иду дальше, кому-нибудь из вас просто показать, как я ставлю тело. Если есть волонтеры, пожалуйста. Да, это Стелла Норрис. Спрашиваю Стелла. Здравствуйте. Мы до всех дойдем. Здравствуйте, очень приятно. Да, я вас буду трогать, если вас... Значит, когда ко мне приходит ребенок, студент, в общем, что я делаю? Я смотрю. Вы скрипачка, да? То, что я вижу, что очень разная позиция ног и разные соотношения ног, разный вес тела в ногах. То есть это первое, на что обращал внимание Владимир Михайлович, это на что обращаю внимание. То есть у меня нет гармоничного состояния. Потом, если вы помните, нас учили играть вот так же всех, да, на левую ножку встали. И я видела очень много случаев, когда ко мне вот так приходили буквально в таком состоянии, приходил студент и играл. Вот я сейчас поставлю примерно, как я представляю, и как меня учили. Значит, очень важно, чтобы соотношение ног, оно было равномерно распределено. Я все делаю, вы отдыхайте. Равномерное распределение веса. Между у вас правая нога намного тяжелее, чем левая. Намного. Если можно, чуть-чуть, не так сильно. Не, это все 1 миллиметр идет. Чуть-чуть сбалансировать между. Так. Дальше, что мы делаем? Очень важно. Это уже как раз на детях можно делать. Вы можете это уже с ними так играть. Пятки хорошо вкопаны в землю. Пальцы ног тоже вкопаны в землю, и равномерное распределение веса тела вот на середину стопы. То есть это первое, что мы должны ощущать. Ага. Все равно у вас что-то с левой ногой там не то. Сейчас идет перекос, чуть-чуть. И все это вы делаете своими собственными мозгами. То есть я только направляю, а мозг дает, в принципе, команду, что делать. Это уже лучше, это уже лучше. Если можно, мне правую ножку чуть-чуть, я сама все буду делать, если можно. Вот так. Чудесно. Да, теперь
Очень важно в нашей игре, смотрите, кто как опирается. Допустим, очень нужны нам сильные колени. Они просто нам необходимы. Сильные колени. И вот Мазур мне говорил, что лучше, чтобы коленный сустав ушел немножко внутрь, как бы так усилить вот эту часть. Сильные, чтобы были колени внутрь. Да, лично мне всегда помогают вот эти вот икры. Когда я играю быструю технику, я на них становлюсь, как бы так, у столбчика все стоит. Следующее, что мы делаем, очень важно ощутить, сейчас я на вас посмотрю, о, да, прекрасно, ощутить тазобедренный сустав. Как меня учили, что вы берете тазобедренный сустав как игрушку Лего. И так раз ее на кости, вот эту часть, ее прямо так раз на косточке ставим, и вот, очень устойчивый, у вас, кстати, прекрасный тазобедренный сустав, и очень устойчивые бедра, что большая редкость. Да, обратите еще иногда внимание для женщин, почему-то для женщин, потому что центр тяжести ниже, для женщин очень интересно вот эта вот выворотность балетная с правой стороны, она очень хорошо раскрывает организм. Вот именно для девочек, для женщин почему-то это прекрасно работает, вот эта часть. Чудесно. Да, дальше что мы делаем? Мы все делаем вот этого, да, чтобы живот шел внутрь, а вот этот хвостик, который нас тянет в этот куб, да, а это вниз. Вот, видите, насколько все-таки, да, это мы даже не представляем, насколько наши мышцы сокращаются. Дальше, если мы сокращаем мышцы, мы сокращаем тело, мы сокращаем звук, в общем, до свидания, здоровья. Вот, это внутрь, да, и вот, что самое классное, вот когда мы делаем живот внутрь, копчик вниз, плечи начинают сами по себе раскрываться, потому что естественное состояние мы им это даем. Вот. Дальше я буду употреблять другие немножко вещи. Видите, как хорошо рука сама пошла? Это же она сама пошла. Вот. Дальше очень важно понять. Плечо, вот то, что я называю плечом, я называю плечом вот это место. Я знаю, что в русском языке плечо называется вот это. Но я как бы перевод уже с английского, с хорватского, для меня плечо вот это, а я называю вот это верхней частью руки. Вот это самый сустав плечевой, он всегда спокоен. Он всегда спокоен, и он должен быть спокоен, несмотря ни на что вы делаете, что вы играете, какую технику, что угодно. Вот. И мы мысленно, видите, как у вас, через лопатки, мы начинаем плечевой сустав связывать с пяткой мысленно. Это потом я все покажу еще раз на картинке, как эта линия, да, с двух сторон. Вот, только живот, если можно внутрь, иначе у вас спина сломается. Немножко у вас есть напряжение с левой стороны в лопатках. Вот, хорошо, спасибо. Это тоже у меня свои фишки, когда все хорошо, я кашляю. Вот, чудесно. Теперь очень важно, это тоже отмазали, вот эта мышца, она идет ведь горизонтально, да, она же нас раскрывает. А все скрипачи что делают? Все сюда, вот все сюда. Нет, вот это все открывается. Да, и как мне говорили умные люди, это же другое дело. Вы должны играть, как вас мама родила. Мама вас так не родила, мама вас родила. И обязательно посмотрите, вы на маленьких можете это делать, чтобы природные линии тела не совпадали. И мы с вами потом будем говорить, очень важный момент, что когда ребенок растет, у него меняются природные линии, соблюдать их, потому что очень часто проблемы подросткового возраста с тем, что линии детства остаются в подростковом возрасте и в студенческом. И мне приходится это делать в 19 лет, вместо того, чтобы уже в 19 ко мне приходили здоровые. Так, вот это, давайте мы с этим поработаем. Это не волшебство, я просто вот куда руки идут, туда идут. Очень хорошо. Вот видите, сколько там вы держите чего-то, ничего не знаю. Это вам уже решать, что вы там делаете. О, прекрасно. Прекрасно. Чудесно. Вот. И последнее, что мы делаем на первой встрече, я вот сюда, вы растете мне в голову, а тело вниз.
То есть у меня там будет на картинке, когда я говорю, тело идет к земле, музыка идет к Богу. То есть вот это ощущение тела, оно должно быть всегда. И шея автоматически увеличивается в длинец. Ну, красавица. Всё. Спасибо большое. Спасибо. Это первый урок. И потом мне нужно 4 урока, чтобы человеку объяснить, в принципе, вот эту биомеханику. Вы очень хорошо выглядите, у вас кровообращение сейчас по-другому идет, у вас цвет лица. Вот. Если, кстати, если вас станет немножко вести, это нормально. Потому что вот это все, что я делаю, оно добавляет, мы вчера с вами говорили, оно добавляет кислорода в голову, и тогда как бы избыток кислорода приводит наше тело в шок. И не забудьте, что тело, оно имеет свойство сопротивляться. Оно говорит, что ж ты хочешь от меня? Я привык 20 лет так играть. Нет, давайте менять это вместе. Вы должны как бы, тело, оно пойдет за мозгом, оно всегда пойдет за головой, если очень правильно его направить. Вот, и мы как раз подходим, то, что я написала, интуиция. Опять же, замечательно, Татьяна Черниговская всегда цитирует Эйнштейна, который говорил, что интуиция – это язык Бога, а разум – это уже все остальное. И я уверена, что вы все применяете интуицию, иначе никто бы с детьми не мог работать. Как бы. Если без интуиции работать с детьми и с музыкой вообще невозможно. Честно вам сказать, иногда вот вы меня спросите, почему я делаю так или иначе, я делаю так. Ну вот как-то так, вот потому что идут руки, потому что, опять же, это я слушала, все врачи от Бога, учителя от Бога, они иногда делают чисто интуитивные вещи, не знают как. Но это принимается какое-то сверху решение, и это все начинает функционировать. Также я выстраиваю каждому тело по-разному, то есть это основа, но у каждого же разное, то есть вы посмотрите, я потом объясню как бы психологические и физиологические типажи людей. Вот, выстраивается тело по-другому. Например, если человек левша, иногда это вижу, ноги вообще параллельно нельзя ставить. Если человек сколиоз, ставятся ноги вообще по-другому. Это всегда или разная высота, мы это пробовали, экспериментировали со студентами, или разная высота, или разные параллели для ног, если это левша, если это сколиоз. Это можно лечить скрипкой, это не конец света, это можно поправить. Можно заставить, не заставить, как бы подсказать телу и позвоночнику хорошее положение, чтобы избегать болей и продолжать заниматься любимым делом. Это все возможно. Как мне говорил Владимир Ханонович, шеф мой, он говорит, Женя, говорит, болят руки практически у всех. Только мало кто об этом говорит. Люди стесняются об этом говорить. Это считается какой-то порог, что ты там не в порядке. Говорить об этом надо, и как бы надо этого избегать. Да, так вот, с интуицией я смотрю даже и физиологический тип, и откуда человек, и что он хочет, и какой у него настроение, мальчик, девочка, репертуар, все у меня идет, как бы я так смотрю и думаю, так, вот можно дать вот такой вот концерт, можно дать вот такое произведение. Но я уверена, что вы это делаете тоже, что это все происходит из чисто таких душевных и интуитивных моментов. Очень мысль, которая мне пришла в голову, когда я начала работать в сплите, потому что я вдруг поняла, что у меня идет определенный контингент людей ко мне в класс. И вот меня находят. Меня находят. У меня нет ни одного случайного человека в классе. Почему? Потому что я вот себе вывела такой тезис: мышечные зажатия – это зажатые мысли. Я хочу, чтобы вы подумали то, что я сейчас сказала, потому что мы все с этим сталкиваемся. Они меня находят, ко мне приходят студенты, подростки, студенты, очень часто обиженные в детстве, обиженные в отрочестве, обиженные незначительным, может быть, словом или фразой, которая оставила след на всю жизнь. Поэтому мы решили не играть хорошо. Вот почему. Вот. Кто-то там что-то когда-то сказал, и поэтому вот мы до сих пор с этим и носимся, и это несем в себе до 21, до 22, если не дальше, честно слово. Потом приходят ко мне, конечно, с больными шеями, руками, ногами,
Я иногда вижу детей 12-13 лет, мама дорогая, почему такие зажаты, каменные тела, каменные мышцы, боже мой, как это все сложно. Приходят психологически какие-то слабые люди. Вот они меня находят, честно, я вам не ищу, потому что всем же нам хочется с лауреатами работать. Нам всем хочется работать с лауреатами сразу на конкурсе Елизаветы Чайковского, пожалуйста. Нет, у меня ко мне вот приходят, давайте ручки, ножки, головы, души, вот и так, и так. Видимо, что-то происходит там, или Владимир Иванович мне посылает этих людей, которым надо объяснить, как работает мозг. И вот это я хочу немножко зачитать, это опять же мне подсказала моя замечательная Дана. У нас существует, значит, это по теории Маклина, я здесь использую теорию Маклина, существует 3 мозга: рептильный, лимбический и неокортекс. И 3 блока мозгов полурии, и я немножко почитаю про Маклина, это очень быстро. Рептильный отвечает за базовые функции, необходимые для выживания, рефлексы, удовлетворения основных потребностей, его контролировать невозможно. Это то самое, когда страшное быстрое произведение, хочется его играть еще быстрее или уйти со сцены, или провалиться сразу. Это когда хочется закрыться за инструментом, ни в коем случае не выходить на концерт, даже если ты очень талантливый. Это тот базовый инстинкт, который сохраняет нас в безопасности. То есть страшно? Не надо. То есть это вот так происходит. Я сама это все пережила, я вам расскажу попозже. Следующий тип, лимбический, отвечает за эмоции, социальные отношения. Мы его также не можем контролировать, но он нас да. Этот тип мозга стремится к получению сиюминутных удовольствий и не любит напрягов. То есть можно понять, что вот оно получилось на уроке, ну хорошо, а дальше не надо. Вот сиюминутное удовольствие пришло, а чтобы повторить, это же надо закрепить. Это же надо повторить, это как спорт, это же как танец, это же нужно сделать. Вот. И как бы поэтому мы что мы делаем? Мы видим на следующий урок одну и ту же картину. То есть ты сказал, ой, все хорошо, получилось, на следующий урок еще хуже. То есть все пришло в такое же состояние. Это тот тип людей с таким типом мышления, который, ну это все как бы, это все естественно поправляется. И третий тип – это неокортекс, визуальный мозг. Отвечает за мышление, речь, сенсорное восприятие, интеллектуальное развитие, самосознание, интеллект. Благодаря ему мы строим планы на будущее и мечтаем. И вот, зная эту теорию, можно объяснить некоторые особенности поведения, такие как, например, борьба с самим собой, страх нового, проявление неожиданных базовых инстинктов и многое другое. Вот. На это я стала обращать внимание, когда ко мне стали приходить, вот я сейчас как раз буду разные очень психотипы людей. Вот, что я делать? Я стала практиковать. Не знаю, как с детьми, но со взрослыми это немножко работает. Вы можете пробовать на себе, потом на детский язык переводить. Я почему с вами разговариваю, мне нужны ваши, кстати, ваша помощь мне просто жизненно необходима, потому что иногда подростки меня шикарно понимают. Прекрасно, с подростками нет проблем. Детям на детском языке вот такие вещи же не объяснить, поэтому я вам сейчас рассказываю, а вы пробуйте это на детский язык переводить. Есть у меня замечательная девочка, талантливая, безумно, с таким красивым звуком. Ну, вообще, неуправляемая. И память, и текстовые блокады, это все кошмар какой-то. Вот. И мы с ней начали экспериментировать. Я говорю, давай Марьяна, говорю, есть несколько Марьян. Вот одна играет, одна стоит за тобой, одна стоит перед тобой, а там еще одна где-то там вот сидит, тебя слушает, а еще одна находится рядом со мной. И как бы есть такое вот расщепление личности, когда человек начинает, она чувствует себя спокойно. Почему? Потому что это не все она делает, как бы, получается, идет, и вот это вот самый тот главный контроль со стороны, как бы, он очень хорошо работает на спокойствие, но это надо тренировать, тренировать, тренировать. Опять же, поскольку Марьяна 7-минутная девушка, мы с ней это до сих пор и делаем уже несколько лет. А если это у меня есть не 7-минутные люди, которые очень хорошо это берут и начинают, я смотрю, как бы самоконтроль на сцене за год улучшается. То есть вот это ощущение себя, что ты контролируешь, а не только мозг тебя контролирует, что вы вместе что-то делаете, это очень интересно. Вот
что я говорю, вот сейчас как раз я подошла к этим психотипам людей, и опять же, это все сплит, это кладезь, конечно, у меня, это удивительные появляются личности там. Например, я думаю, что вы все с этим сталкивались. Повышенная эмоциональность, музыкальность, но нетерпение, проблемы с логикой, сольфеджио, ритмом. Сталкивались, конечно. Да, То есть, конечно. вот есть такое, да, есть это, раз. Второе, повышенная природная моторика, все бегает, не без головы, вот вообще, вот все, да? Но головы никакой нету, ужас, неосознанное мышление, исполнение. Зато хоть вот Олимпиаду сейчас. Есть еще интересный момент. Заторможенная и нераскрытая музыкальность в детстве, закрытые эмоции, абсолютная потеря веры в себя. Таких вариантов это мой случай. Но прекрасная работа мозга при смысле логики, быстрая реакция на замечания. Есть и такой, когда человек как бы не очень музыкален, но он такой умный, что он тебе своим собственным разумом и логикой это все раз, и тебе сделает. И такой случай у меня был, была девочка профнепригодная, которую не хотели брать в академию, закончили с концертом Чайковского прекрасно. То есть потому что аналитический, математический ум. Я говорю, ты просто гений. Ты своей головой сделал за 5 лет то, что ты не сделал за 19. Как бы вот получается так. Еще один типаж. Перфекционизм, закрывающий глаза на собственные достижения, даже если педагог хвалит. Это еще одна моя проблема. Если я уже говорю, уже хорошо, нет. Я говорю, я сказала, что хорошо, поверь уже мне, поверь, хорошо. В общем, и вы все это точно знаете. Вот, что я стараюсь делать? Я называю это метод от противного. То есть метод от противного. Если вот, допустим, очень слабая эмоциональность, мы ее раскачиваем до предела. Если там все происходит, как бы я делаю все наоборот. Вот то, что я пишу, извините, что я читаю, это мне просто попроще. Есть архетипы, я думаю, что вы слышали такое понятие. Вот. Если ребенка не хвалили, уравнивали со всеми, а в душе он тореадор или пантера, безумно сложно вытащить из него самое настоящее. Поэтому я нажимаю на болевые точки спрятанные, я вызываю намеренно слезы, я вызываю намеренно выход этих закрытых эмоций, чтобы наконец-то человек позволил себе играть. Вот. Внешне суетливый и беспокойный, казалось бы, ищущий человек, на самом деле ему просто хочется встать спокойно и положить руки. И вот я отдаю как бы такие, кстати, то, что я почему-то не написала, есть же прекрасное упражнение «Звезда Алиева», может быть, кто-то слышали. Это, посмотрите, это комплекс упражнений, который Алиев создал для космонавтов. Это очень простые упражнения, которые помогали им справляться в шоковом состоянии невесомости в космосе. Очень хорошие упражнения. То есть я вам сейчас покажу, потом, может быть, я с инструментом покажу, что сделал со мной Мазер неосознанно, он не знал про звезду Алиева, мне кажется. Мы делали такую вещь. Есть тут один человечек, который слушает нас на зуме, мы с ней это делали. То есть я это называю вертушка. Допустим, человек играет, вы его растрясти, он играет, мы делали вот так, он меня крутил. То есть можно крутить человека. Можно. Потом, что он со мной еще делал, это дело происходило. Извините, хочу спросить, во время игры? Во время игры. То есть, но это надо делать умно. Это не значит, что это происходит вот так. Ноги стоят, это все устойчиво. А вы начинаете вот этот механизм, вот эта звезда Алиева, вы начинаете этот механизм раскручивать. Это очень помогает от мозга убрать напряжение, снять. Потом делал Мазер со мной очень классную штуку. Он мне доказывал, что звук идет из тела. Я играла вот так. Вот. Ксения, здравствуй, если ты меня слышишь, мы это с тобой делали. Вот. И еще очень поможет снять напряжение с головного мозга и играть вот так, с коленями. То есть это делал Мазер со мной. Вот это вот, представьте себе, я там в сайте лауреат прихожу, и мы приседаем. Вот. Поэтому есть такие вещи, которые чисто уже и в механику, и в инструмент это все вводить. Потом могу вам предложить, чем еще помочь ребенку, как им поиграть. То есть я играю со студентами, вы играете с детьми. Я надеюсь, что это понятно будет, потому что мои студенты это не понимают. Когда мы играем, в основном, да, у нас как бы цель впереди, правильно? Вот у нас текст, мы его видим. Вот она цель, вот мы туда идем.
Но такой эмоциональный тип, как я в школе, я опережала эту цель, то есть меня несло. Я уверена, что вы знаете, что такое, когда человека несет. Меня несло. То есть я опережала цель. Цель оставалась где-то там, а я уже концерт закончила, я уже все, я готова. Это кошмарное состояние, я должна вам сказать. И это стресс для ребенка, это было мне, наверное, дочка в 10-11. Вот, когда я поняла, что меня несет, а почему я уже начала понимать, только когда я начала преподавать, почему меня несло. Вот. Что я практикую с некоторыми людьми? Значит, я говорю, давай так, вот время не там, оно перед тобой, вот она цель, вот здесь. И ты делаешь вот это вот. Вот ты здесь, и ты вот это выполняешь здесь. Это раз. И если еще есть затруднения со собственным психологическим состоянием на сцене, я еще помогаю, что я стою там. Это, кстати, не моя идея, это идея моей ученицы. Ей помогла мысль о том, что я сзади, и что мы играем назад. Не вперед, а как бы мы играем назад. Ощущение, что все спокойно, все хорошо, мы играем назад. И тогда можно спокойно идти вперед. Я надеюсь, что вам понятно, что я думаю. Это лучше, конечно, показывать на студентах, это немножко попроще, потому что, чтобы успокоить человека, иногда вот мы расщепляем игру на вот такие мелкие кусочки, картинки, лоскутки, вот что-то вот такое. Это безумно интересно. Поэтому в последнее время иногда у меня время на то, чтобы человека привести в порядок, уже потом мы начинаем разговаривать. Скорость, мешка, деление, вот это. Мы до этого дойдем. Обязательно. Просто я не очень типичный лектор именно по... И вообще не лектор, я не лектор. Я не очень такой человек, который вот рассказывает пальчик туда. Я все это рассказываю безумно. Мне вот интересно, как до этого пальчика дойти, как там это все сработает, пока мы уже, в принципе, возьмем инструмент. Вот, теперь, что я хочу взять, рассказать. Так, вот сколиоз я сказала. Ага, вот теперь мне нужен еще один человечек. Давайте кто-нибудь еще хочет. Вот, то, что я называю «можно все». Я вообще очень люблю нарушать правила. Поэтому я не типичный советский педагог. Я люблю нарушать правила, мне нравится идти от противного. Так, давайте мы на вас тоже посмотрим немножко. У вас очень красивые сапоги. Вот. Но они вот сейчас вот мы на это посмотрим. Да. Угу. Да. Не-не-не, я поняла. Давайте мы попробуем вас для начала выстроить, а потом мы поговорим про разные физиологические типажи. Чтобы вы понимали, это не показательное выступление. Я так делаю всегда. Ноги у вас нужны. Давайте мы поэкспериментируем немножко. Вам удобно вот так всегда? Вы так всю жизнь стоите вот так? Да. Так. И вы устойчиво себя чувствуете? Вам удобно? Тогда я вас трогать не буду, просто обратите внимание, что у вас правая нога гораздо тяжелее, чем левая. Да, у меня проблема с спиной. То есть первое, что я вижу, я не знаю, что у человека сколиоз, если бы мне сказали, я вижу, что правая нога намного тяжелее, чем левая. То есть, давайте будем пробовать, чтобы уравновесить вес ног. Вы пробовали ставить одну ногу, допустим, левую чуть-чуть сзади? Чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Это все левую чуть-чуть сзади, чтобы уравновешивать, чтобы вы стали немножко чуть-чуть. Нет, вы знаете, если я говорю чуть-чуть, это значит вот так. Вот буквально и чуть-чуть пошире. Посмотрите, какая линия ног, ну, это уже что-то. Какая линия ног вам поможет? Пожалуйста, я вот так, только я вам буду мешать немножко. Мы это сейчас вот как раз, вот это я и нарушаю. Вот это я и нарушаю. Мне нужно, чтобы было у человека две ноги. Посмотрите, какое положение. Может быть, а если мы вот так вот сделаем? Давайте. Мы же тут для эксперимента все собрались. Давайте попробуем. И теперь, что вам, поговорите с вашим телом, что нужно вашему телу, чтобы уравновесить линию бедер и плеч? Где должна быть левая нога в этом случае? Посмотрите, что вам тело скажет.
Это хорошо. Это очень хорошо. Потому что вот это состояние, это 5-я позиция балетная, она вам не очень в жизни как бы нужна. Нам это не надо для скрипачей. Нам нужна устойчивость. Для вас, для вашего здоровья нужна устойчивость. Посмотрите, где у вас устойчивость. Может быть, левую чуть-чуть назад, буквально на 1 миллиметр, чуть-чуть назад. Вот, посмотрите, как сейчас. Евгения, извините, немножко в сторону, спасибо. А рассказывайте, мне что же интересно, что вы чувствуете? Я же экспериментирую, я же не знаю. Так, а у вас сколиоз появился во сколько лет? Давно, наверное, уже. Это, ну, вы играли уже на скрипке? То есть, а вы думаете, что... Это хорошо, а вы думаете, что скрипка спровоцировала сколиоз? Давайте мы сейчас посмотрим. И может быть чуть-чуть шире. Вот та же позиция, только пару миллиметров шире. Сейчас. Я не знаю, что я делаю, но я делаю. Вот так я работаю. Ой, извините. О, как мне нравится вот это. Мне это очень нравится. Так, давайте дальше посмотрим. Так, я должна, сори. Это вы сами или это тело? Это тело. Это хорошо. Вы ничего не делайте, пожалуйста. Дайте телу сделать то, что он хочет. Ну, это же гораздо лучше. А теперь, извините, как вас зовут? Ингрида. Ингрида, чудесная моя. Можно чуть-чуть вот это, то, что... Да. И вот это назад, только не специально. Чуть-чуть внутрь, чуть-чуть вниз. Здесь больше напряжения. Давайте вместе со мной. Вот сейчас представьте, что вы с моим вместе рукой мы спускать. Что мы делаем? Так мы будем играть на скрипке. Звук же идет через большие мышцы. Мы сейчас до этого до всего дойдем. Чтобы вместе со мной, давайте вместе со мной. Лопатка вниз, вниз лопатки, ребра, открывайтесь, живот внутрь. И вы идете сюда вниз и заполняете энергией вот эту всю часть спины. Не сопротивляйтесь, пожалуйста, бесполезно. Со мной сложно, меня обмануть очень сложно. Вот. Видите, как сопротивляется тело? Очень хорошо. Так. В основном здесь. Давайте. Давайте эту точку дышать в нее. Вот молодец. Чудесно. И спускайтесь, спускайтесь, спускайтесь на нижний этаж, спускайтесь. А плечо почему такое напряженное? Зачем вам плечо? Ничего нас не интересует. Вы знаете, у вас верхняя часть позвоночника проблематичнее, чем нижняя. Обратите на это, пожалуйста. Но это у нас у всех профессионально. Ой, как хорошо вы пошли. Спасибо вам большое, огромное. Ох, как хорошо. Чудесненько. Чудесненько. Прекрасно. Теперь рассказывайте мне. Если я вам говорю, а вы можете сами на себя потом попробовать. Плечо правое идет к правой пятке, а левое плечо идет к левой пятке. Как вам так? Трудно все соединить. Давайте представим, что вам не столько лет, сколько нам всем. А что, вот когда у вас колес начался, сколько вам было? Идите туда. Ну, у меня спина и здесь правая эта сторона болит уже, ну, полгода. Ну, полгода так уже. Но это следствие, понимаете, да? А причина-то она где-то в другом месте и в другом времени. И все фотографии, извиняюсь, когда я вот теперь был огромный концерт, всегда вот вижу себя со стороны, как вот. Так вот, давайте, вот работаем. Во-первых, вы не теряете то, что я сделала с ногами. Живота нету, но
всегда вот как вот так. Ноги, пожалуйста, не теряйте, потому что я вам их выстроила, по-моему, как для вас идеально. Давайте отключаем разум и включаем внутренний интеллект. Правое плечо к правой ноге, левое плечо к левой ноге. Работает или нет? Я вам потом дам другой вариант. Да, я расслабляю. То есть вам идет, да, круг? Нет, так хорошо. Вот я стою вот так вот. Вот давайте представим, идет такой вот этот полукруг. Да, я еще массажем занимаюсь. Я говорю детям, давайте кушетку поставим, будем делать психологию и массажи еще на уроке делать. Чудесно. Но это не... Вот здесь очень много напряжения. Очень много. Ну, давайте расслабим шею. Ой, миленькая. Вот здесь, конечно, много всего. Так, это вариант. Значит, смотрите, есть, я их называю, есть, это параллельный тип, да? Плечи к пяткам, плечи к пяткам. Есть другой тип. Давайте представим, что мы рисуем X на спине. Левое плечо идет к правой пятке, а правое плечо идет к левой. То есть вы получаете, что вы делаете как бы такую X-образную энергию, выпускаете на спину. И каждый человек выбирает, кто он, собственно. Параллельный или крестообразный. Я спросила, у меня был друг йог, я говорю, слушай, я вот это выдумала. Он говорит, молодец, правильно, такое и есть. Можно так энергию пускать. То есть вы подумайте, кто вы. О, хорошо. Значит, мой совет обратить внимание на верхнюю часть позвоночника, вот здесь плечевой. Что-то здесь и очень много держите. Тут очень много всего держите. Тут, но это не как физиология. Знаю, вот поэтому я вам это и говорю. Вот я, честно, я вас никого не знаю. Все, что я чувствую, я сразу говорю честно, я не скрываю. Вот поэтому у меня на уроках, спасибо вам большое. Поэтому у меня на уроках плачут, смеются и все. Смотрите, значит, что я вот сейчас начала говорить. Как раз про сколиоз, как раз про параллельный крестообразный тип. Посмотрите на детях, кто они, что им легче, как им легче. То есть мы соединяем ножки с плечиками или мы рисуем X. Смотрите, какое идет положение тела наиболее природно. Все, что делал Владимир Хананович, это природа. То есть все, что есть в теле, оно должно функционировать так, как оно функционирует без инструмента. Поэтому теория и то, что мы стараемся, я всегда говорю, идет инструмент к телу. Не тело за скрипкой, как обычно, а инструмент идет к телу. То есть то, что делал он со мной. Я стояла как ребенок, он говорит, туда смотри, сюда не смотри, он мне сам скрипку говорит, ты маленькая, 35, ты маленькая, вот он мне клал сюда скрипку, как ребенку, вот как мы кладем 7-летнему ребенку, вот голову положила, все, сюда встала. И вот именно прикладывая инструмент к телу, а не чтобы вот, все же дети приходят ко мне, если надо сразу схватить эту шейку несчастную, это же с бычок, надо же все это схватить. И вот я к чему это сейчас все веду. Скрипка к телу. Распределение мышечной работы, точки опоры, хватательный рефлекс. О чем Мазель со мной говорил максимально много? Он говорил о хватательных рефлексах. Что такое хватательный рефлекс вообще? Значит, и я еще сейчас читаю одну книжку интересную. В принципе, самое естественное состояние для человека, когда он ползает. Потому что Почему? Потому что тактильное ощущение мира, фаланги, как самые интимные части нашего тела, ладони, вот мы все, осязание мира идет через ползание. Я тут прочитала, что и первые ведь организмы на Земле, если как бы верить теории Дарвина, как бы они все ползали, как бы это было очень удобно. А потом уже начали появляться членистоногие, позвоночные, и мы с вами. В общем, как-то так. Поэтому ползание, оно хорошо. Потом ребенок растет, сразу тебе вот ручка, ложка, вилка, нож, сразу вот все схватить, как бы, и вот это ощущение хватательного рефлекса, оно почему и переносится, естественно, на инструмент. То есть ребенок понимает, что его надо удержать, чтобы оно не упало. Вот, поэтому что мы делаем? Максимально приблизить состояние инструмента к природе.
Шикарное упражнение, которое я даю всем. Я ничего, у меня нет секретов. Вот давайте мы сейчас это сделаем. Давайте вот так вот ручки сделаем. Очень все просто. Вот что это такое? Вот посмотрите, как прекрасно у вас у всех легли руки. Чудесно. Вот это тот самый вес тела, о котором все так много говорят. Вот это оно, оно здесь. Я это буду сейчас подробно объяснять. Это вес тела, вы его можете ощутить только здесь. Поэтому, когда вы ребенку говорите вес тела, он не понимает, что вы от него хотите. И он не понимает, как расслабься, что расслаблять-то. Вот. Теперь представьте каждый из вас, что вы хотите взять инструмент в руки. Просто разведите его. Это ваше натуральное положение тела, когда вы будете играть на инструменте. И теперь сравните, играете ли вы так, или вы делаете что-то другое. Вот об этом и речь. То есть что происходит обычно? Но Это какие сюда. разные у всех, вот я посмотрела, у хорошо. одного рука так, у другого так. У Это же кого-то вот прекрасно. Поэтому мы не можем говорить, что надо держать скрипку только чтобы вот кисточка сюда, или кисточка сюда, или большой палец туда, или большой палец сюда, или это так, или это вот так. Конечно, существует очень много основных правил, против которых мы идти не имеем права, я против них не иду. Но все, что касается натурализма нашего тела, природы, это должно быть как бы соблюдено в соответствии с нашим организмом. Иначе это идет насилие над телом. То есть то, что произошло со мной, если бы я не встретила Мазаля, я, наверное, тут и не сидела дальше. То есть было очень больно. Мы можем ходить к массажистам, это большая помощь. Это действительно. Каждый находит для себя спорт, там, витамины, смена дисциплины жизни, там, бегать, прыгать, плясать. Но когда инструмент возвращается на неправильный инстинкт, никакой массажист тебе не поможет. То есть нужно все время понимать причину. Боль – это следствие, причина. Причина, она сидит где-то уже давно, и почему-то она вылилась в боль. А боль – это знак. Но это я вам не буду рассказывать, это все умные, все знают, что это такое. Вот, что сейчас мы уже наконец-то начинаем подходить к немножко практической. Как у нас со временем, все нормально? Да, у нас еще немножко 5 минут, тогда мы будем задавать вопросы, если есть. Сейчас тогда... Есть там у нас вопросы в чате? В чате нету. Тогда я закончу. Все вопросы, пожалуйста. Я закончу тогда сейчас теоретическую часть, вот, и потом после перерыва уже пойдем сюда. Что основное правило Мазаля? Очень простое. Большие мышцы ведут маленькие. Сильные мышцы ведут слабые, большие мышцы ведут маленькие. Все нормально. То есть, если посмотреть, у нас везде есть большие, маленькие, большие, маленькие, большие, маленькие. То есть это все подходит вот под эту концепцию. Но всегда, вот, поэтому там будет картинка, он мне говорит, ты должна понимать, кто кого везет. Конь повозку или повозка коня, как бы вот кто кого везет. То есть большие ведут маленькие, и это распространяется на каждую часть тела постоянно везде. Потом очень важный момент, о котором я буду и говорю, и постоянно говорю. Пальцы ведут кисть. Подумайте, пожалуйста, пальцы ведут кисть, а не кисть пальцы. Поэтому, когда ко мне приходит вот так, я понимаю, что сейчас надо опять все назад менять, потому что почему-то кисточка должна быть, она должна быть свободной, но вы понимаете, что она идет, она второстепенная, это самый слабый сустав в организме. Самый слабый – это кисть, а пальцы сильнее, они ведут ее. А кто ведет пальцы? Вот этот товарищ, большой палец, про который очень редко, я уверена, что советская школа, все, что я вижу еще, все, что осталось, все разговаривают про большой палец. Очень часто вообще люди не знают, что он существует. Что это самая главная силовая мышца в ладони, которая ведет. Вот эти 3 основных правила я как бы на стенку и ставить в футляр, чтобы все понимали, что есть это основное. Поэтому первые 4 урока, мне нужно 4 урока, чтобы объяснить соотношение биомеханики в теле и как функционирует правая рука, за счет чего.
за счет чего функционирует правая рука, ну и левая, естественно, просто про левую идет остальная часть работы. Идет распределение параллельной мышечной работы. Звукоизвлечение происходит из силовых частей. Вот откуда растут руки? Вот отсюда. То есть если мы выстроили хорошо ноги, тазобедренный сустав, вот это все село, поехали дальше. А дальше существует вот эта точка чудесная, вот она, вот. Отсюда начинается линия, отсюда растет рука, это рука. Это не рука. Это не рука. Вот она. Рука идет отсюда. Звук проходит через ребра, через лопатку. Идет в спокойное плечо, опускается в верхнюю часть через локтевой сустав. И только потом мы попадаем в руку. И только потом в пальцы. Поэтому очень просто. Это я покажу картинку. Мазаль объяснял. Существует силовая часть тела и артистическая. Силовая часть тела, где мы чувствуем нашу стабильность и звук, и звукоизвлечение, она кончается на локтевом суставе. То есть все идет, пришли сюда. Это вообще любимая моя точка. Вот. Нас этому учили, но нам не рассказывали, почему. То есть нам все что-то там такое показывали, и мне тоже в школе показывали, но никто не объяснял, вот только вот это мне вот показывали. Но это, в общем-то, то, что Мазаля очень раздражало, что я с ним согласна, что на скрипке нет прямых линий. На скрипке есть все круглое, как и в теле. Нет прямых линий на инструменте, ни в теле, ничего. Практически, вот. Значит, это все кончается здесь. А вот дальше, когда уже здесь все хорошо, мы спускаемся сюда спокойно. Вот это уже, это искусство. Это краски, это штрихи, это динамика, это настроение, это все. Но только с условием, что если мы видим, что вот это состояние, человек очень красиво играет, до 120 ему, чтобы он был жив-здоров, но это может привести к очень большим проблемам. То есть и это существует, и оказывается, оно существует то же самое с левой стороны, что левая сторона, она выглядит более статично, чем правая, естественно. Но абсолютно те же правила работают и на левую руку. То есть, опять же, звукоизвлечение, посыл звука через ребра, лопатку, плечевой сустав сюда. Это важный момент, потому что вы точно видите, когда приходит вот так вот, допустим, очень высокий человек, а приходит вот так, ну все, конец, все, ни звука, ни здоровья. То есть если очень высокий и длинный человек, ему же надо раскрывать сюда, а кто-то поставил, потому что по правилам сюда. Вы знаете, очень часто я вижу момент, если, допустим, я маленькая, да, вот мне тут удобно. Но я же не могу так всем ставить, как мне удобно. А если у меня пришла девочка-голландка вот такая, вот я же не могу и так руки ставить. То есть надо обязательно посмотреть, как, что и перспективу. Вот вы, как детские педагоги, вы видите перспективу. Допустим, вот он растет ребенок, потом мы все знаем, ой, потом тело-то меняется, и вот вы видите, как оно меняется, и вот с этой перспективой уже как-то надо подстраиваться под это новое тело, и ребенку сложно, это безумно сложный период, когда идет новое тело, новый инструмент, и дать ему вот это спокойствие нового тела и потихонечку приучать, что вот у нас есть теперь другие немножко линии, но это все равно ты. Это все равно ты остался, ты такой же прекрасный, красивый и талантливый, вот, чтобы это осталось. Потом, естественно, очень много споров, как высоко держать скрипку. Да? Вот как? Вот не надо всем быть пионерами, может быть, и коммунистами, не надо это вот так. Не всем это идет. Я вообще начала с Мазалем все с низкой постановки. Мы стали все делать низко, специально. Вот поэтому очень возмущались коллеги. Я сидела как никогда низко, как никогда лево, потому что мне нужно было снять напряжение мышечное с шеи и пути кровообращения. То есть посмотреть, если человеку удобно низко держать инструмент, ну так пусть он держит низко, ну так ну здоровье. Потом положение локтя, где оно, как оно, все настолько индивидуально, что оно есть правило, но можно из него выходить. То есть и под лекало ставить людей, это не очень, мне кажется, правильно с моей точки зрения. Я опять же, что, мне-то легко говорить, с одной стороны, я же получаю готовый материал, а потом, с другой стороны, если я получаю вот такой готовый материал того, чтобы вести профессионала, я год-два занимаюсь тем, что я расчищаю школу. Мне очень жаль этого времени. И жаль психику человека, который понимает, что он мог играть, а создано столько всего.
А с другой стороны, если я говорю, что все вовремя, может, ему надо было пройти вот это все мучение, чтобы попасть ко мне и понять, что, ага, вот поэтому у меня из класса выходит много педагогов. То есть у меня в Хорватии как бы очень много уже распределено разных девочек и мальчиков, которые преподают детям. Вот. Я думаю, что вы там про смычок, пруд звука мы поговорим, когда будут иллюстрации. Я хочу закончить, я хочу закончить вот все, что я сказала, одной фразой. Ради чего вот это мы все делаем, да? Ради звука. Это то, с чего я начала. Я выросла в хорошей культуре звука, мне повезло. То есть, чтобы человек звучал так, как его душа хочет, потому что это фрустрация страшная. Вы понимаете, да? Я сама через это проходила. Ты слышишь, как ты хочешь, и не знаешь как. Это очень напрягает и вводит в депрессию, раннюю депрессию подростков, раннюю депрессию студентов. Вот ради этого как бы я вот это все вот сейчас вот так долго рассказывала. Все. Теперь, если есть вопросы до иллюстрации, Спрашивайте, пожалуйста, я буду коллеги, только пожалуйста, рада. у кого есть какие-то вопросы, может быть? Что-то непонятно, что-то хотите, чтобы я еще детально рассказала. Что-то... Да, если левша. Скажите, пожалуйста, вас же, то есть вам не перестраивали, есть же люди, которые перестраиваются. Вы знаете, с левшами очень интересно. То есть Боря Бровцин, есть такой замечательный скрипач в Вене, он тоже левша. И он сказал, что нет проблем, как бы, его учили как обычно, как всех. Вот. Но я к нему девочку привезла, которая вот она была левша. Ноги выстраиваются немножко по-другому. То есть силовая часть ног, то есть если у нее, если у нас как бы на левую, я ее ставила немножко на правую. Все наоборот, зеркально. Вы поворачиваете себя зеркально. Это раз. Потом, если у вас левая рука сильная, сядьте на нее. Потому что у нас как бы у правшей левая слабее. А вам проще, у вас есть на что опереться. Теперь, что я поняла с правой рукой? Вот мы ведем смычок, да, вот так мы его ведем, да, вот так идут правши, да, вот, ну как бы по правилам, да. Что мы делали с ней? Наоборот. Я утяжеляла конец смычка. Вы понимаете, конец смычка, он самый слабый, да? Он же слабый, там же нет веса. И чтобы слабая рука и слабый конец смычка, она все время теряла там звук. Я ей предложила, идем, и завернуть, и сделать как бы сильнее, специально искусственно утяжелить руку и искусственно утяжелить конец смычка. Мы его все равно должны искусственно утяжелять, но вот так. А для левшей я предложила вот такой момент. То есть вот это кручение. Потом очень сложно было для, ну я не знаю, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю, вот это вот ощущение колодки, когда вы подходите, оно и для правшей-то не для всех хорошо. Очень мало людей знают, что делать у колодки, как бы какая идет связка у колодки, вот этой большой палец, третий, четвертый. Усугубить. Одна из ключевых фраз вот Мазеля, я думаю, она и для правшей, и для левшей, максимально удалить большой палец от указательного. Чтобы избегать хватательного рефлекса, мы максимально удаляем большой палец от указательного, и получается вот это кольцо. Я вам должна сказать, как девочку из советской школы меня учили, что основное кольцо вот это. Да. А Мазель мне сказал, Женя, ведь можно и так. И вот это сделало меня. Для меня кольцо, большой палец, третий, это сделало революцию во мне. Это сделало просто для меня революцию. Что можно, есть три положения. Есть большой, есть между, и есть третий. И кто как хочет. Но то, что он мне сказал, что Женя, ну можно же держать напротив третьего, я говорю, да вы что? И что мы получаем? Мы получаем прекрасную виолончельную руку. Если им можно, почему нам нельзя? Это вот оно, виолончелисты почему природно играют? Потому что у них все, во-первых, у них все спущено, и у них вот это. То же самое, чем скрипачи хуже, чем виолончелисты. Ничем не хуже. Вот, то есть вот это для меня была революция, оказывается, можно. Вот, поэтому, если мне кто-то говорит, что по правилу так, я говорю, можно и так, можно и так. Вот эти вот маленькие выходы из правил, да. С левшами, посмотрите, уровень ног, он не параллельный, он другой. И мы делали с одной девочкой, у которой сколиоз. Вы знаете, что мы с ней делали? У меня есть этот коврик для йоги, да? Она приходила ко мне, она разувалась. И я его сворачивала вот так.
Мы ставили ноги немножко одну выше, одну ниже. И этим мы уравнивали сколиоз. Потом купите себе вот эти ортопедические стельки, допустим, в одну туфлю вы ставите стельку, а в другую вы не ставите, но это вас выравнивает. Какая вам разница? Вы же ни перед кем не отчитываетесь, кроме себя самой. Ну так попробуйте, вот, чтобы, может быть, платформа туфля больше одна ниже. Это нам никто не запрещает делать себе хорошо, понимаете? Есть правила, делайте себе хорошо. Поэкспериментируйте с высотой ног, с позицией ног. Главное, чтобы позвоночнику было удобно, чтобы вы себя чувствовали, ну вот как я сейчас, мне удобно, я сижу, все прекрасно, хорошо. Это легко все говорить, естественно. Но если бы я вот это все, то, что я вам сказала, не прошла на себе, все эти упражнения, все эти слезы, все эти муки, это все, честно, я вам рассказываю, как есть. Я бы здесь и не была. То есть, вы понимаете. Поэтому делать себе хорошо, это очень правильно. Вот. Есть еще вопрос? А вот с какими проблемами больше всего приходят ребята? Шеи, плечи, руки, ноги, вот вы говорили. Ног вообще никто не знает, про ноги вообще никто не знает. Что болит больше всего? Плечевой сустав. Плечевой сустав. Потому что если идет с детства хватать мимифлекс инструмента, и вот ты как выгребаешь этот звук плечами, что только вот звучать. Вот, и все. Потом мы поговорим еще, естественно, не распределение правильное занятий домашних, а у нас, я живу в очень южной стране, как вы понимаете, у нас море, у нас все хорошо, поэтому очень много делается в последний момент. Надо срочно позаниматься и что-то выучить. Естественно, когда ты ничего не делаешь, а потом раз как взялся, все болит. У меня есть такой кадр. Да. Вот. Поэтому распределение правильное домашних занятий, а мне об этом говорили, когда я еще была в школе, я не верила, что нужно заниматься 45 минут и делать 15 минут паузу. Я говорю, да ладно, я же буду 4-5 часов подряд играть, из класса не выйду. Потому что сумасшедшие были, Тель-Авивская академия, в 7 утра уже народ ловился заниматься уже. Все, класс твой до конца вечера, все, не дам никому. Ну вот и результат. Оказывается, действительно это работает 45-15, там 50-15. Она работает, потому что мозг соображает 45 минут, это академический час. Для тела, для обычного урока, да, а как бы для собственных занятий, есть у меня дети, которые выдерживают уже 1,5 часа со мной подряд, это другое. Но для собственных занятий пауза, она необходима. Но мне это было психологически сложно понять, как это я сейчас положу инструменты и буду ничего не делать. Ой, а что же будет? Вот, как бы такой отчет перед кем, собственно. Ну, понимаете, нас так воспитывали всех по-интересному, поэтому вот так. Но в основном приходит плечевой пояс, потому что хватательные рефлексы и желание доказать, показать, быстро сыграть, вот это все, конкурсы. Очень сложная работа для педагогов, особенно как бы не зациклиться на одной программе, чтобы ее же надо сыграть на конкурсе хорошо, а параллельно надо же еще что-то делать. Вот это распределить, это непросто. Это очень непросто. 9? И теперь мы начали с нуля. В первом классе теперь учится, и проблема в том, что он здесь очень интересен. Такие зажатые руки, и ему все боюсь. Я начала теперь, по-моему, На стуле. на половину, как профессия, думаю, может помочь. Я смотрю, что немножко он расслабляется. Очень хорошо. Я не знаю, что делать, это хорошая методика, не хорошая, не знаю, но просто если вы должны в это положение, потому что... А он спортом занимается каким-нибудь? Каким? Очень хорошо. Пусть он, вот скажите ему, чтобы он применял футбольную технику, ноги и тазобедренный, ему больше ничего не надо, ему нужны ноги, чтобы вот это болталось. Звезда Алиева. И, ну, как раз я несколько дней назад посадила девушку в позу лотоса с инструментом на пол.
Так, хорошо. Я говорю, вот сядь, успокойся, потому что, опять же, вот тело пошло туда. Я говорю, сядь в позу лотоса, взями скрипочку, сейчас я сесть не могу. Но как бы вы сели и посмотрели. Вот это соединение, когда как раз локтевой сустав идет вниз, вес тела природный, ты сидишь. Минухин почему-то это делал, вспомните, да? Минухин этим очень увлекался как раз. Вот это индийская всей психология, физиология. Он сидел, когда играл. Я подумала, почему нам не попробовать? Вот попробуйте тоже с ним, посадите его в позу лотоса. И да, пусть посидит, поиграет. И ему важно понять, что руки – это результат. Руки – результат, а начало здесь, особенно для футболистов, особенно для мальчиков. Мальчикам вообще проще играть. Взял, пошло. Поехала. То есть, как бы, да, мальчикам намного проще играть, девочки больше философией занимаются. Да. Но если вот так сесть в позу лотоса, так это же очень для спины большая нагрузка должна быть, очень правильно. Нет, то есть ты сидишь, так для этого я же их выстраиваю, я же не с первого урока сажу в позу лотоса. У меня же есть уже, как бы я выстраиваю понятие, то, что мы делали, понятие о теле, где линии параллельные, как это соответствует, все. Покажу, у нас же всего по два, нас же учили по одному, а у нас же два. У нас два плеча, два бедра, две ноги, два колена, две пятки. А нас учили или на левую ножку встань, или правой рукой играй. То есть как бы не было комплексного понятия, что есть два. Нас, мы, как бы, перфект, как бы, все хорошо, у нас идет сфера. Сферичности не было. Школа у меня была гениальная, они все, я этим педагогам, вот, если бы не они, кто бы я сейчас была. О теле говорил только Мазин. Вот. Тогда вот первое, что он мне сказал, ноги. И еще что он мне взял на руку, вот, тряпка. Это было так. Ну, попробуем. Женька, нет никаких мышц, такая тряпка, все. Давай мышцы делать. Давайте делать мышцы. Давайте. Я согласилась быть подопытным кроликом, и я никогда об этом не пожалею. И спасибо большое. Вот. То есть сидит человек, прямой позвоночник, равномерное распределение веса плечей, локтевых суставов, коленям и ноги. Это очень полезное, кстати, упражнение для крестца. Для тех, у кого проблемы с крестцом, то есть все массажисты дают вот эти вот развороты бедрами, ногами, то есть вот это как раз очень хорошо. 2 минуты, не повредит. Попробуйте. Попробуйте его, то, что я говорю, покрутите его. Пусть он поиграет, да пусть он поиграет, а вы его покрутите. Пусть он вот здесь он стоит, как вкопанный. Да, вот это пусть он, а вы его покрутите. Что там у вас, гамму поиграет или этюдик, а вот так. Вот. И 9 это, конечно, чуть поздновато, но в Хорватии есть люди, которые у нас в школе, которые начинают 9, я никак не могу это людям темешить в голову, что с 6 там гораздо лучше, из 7 хотя бы. Ну, тело мягче потом. Что-то еще? Есть вопросы? Есть еще вопрос? Знаете, бывает, такие современные дети, что приходят не тряпка, а наоборот, вот такие, и ему показываешь, что сделай так, он не может, ты как буратино, и все. Вот, да. Напряжение большое тело. Сердится, все, я хочу здесь и сейчас, и тогда плачет. А сделайте с ним, если позволяет время, урок без скрипки. То, что делал Мазель со мной. Попробуйте сделать урок вот там, перед каникулами, один урок без скрипки. Тогда не надо играть. Если нет технического зачета, если не надо играть гаммы или что-то там, концерт, сделайте урок без скрипки, пожалуйста. Попробуйте с ним объяснить. Я вам покажу пару там вот образов, которые детские. На детей они хорошо, может быть, и сработают. Есть масса образов, которые я для каждого человека стараюсь выбрать фразу или слово, которое сработает. Мы это, кстати, обсуждаем с людьми. На каждого ребенка что-то свое работает. Попробуйте. И, мне сумка там. Очень работала на моих 2 учениках. Прекрасно. Вот, сейчас. Я сказала, чтобы не хватать смычок, вот чтобы появилась вот эта гипс, я говорю, так, возьми ключи, брось ключи. То есть вот это ощущение, бросаешь, у тебя ничего в руках нет, а смычок же он весит столько же, сколько связка ключей, если не меньше.
То есть попробуйте, пусть он побросает что-то. Вот это ощущение, что ты позволяешь себе отдать. Потому что у всех идет интуитивный страх, что надо смычок держать, чтобы он не упал. Я говорю, ну встань на ковер, ну так упадет смычок, ничего страшного. Как бы. Но вот это ощущение чего-то, вот как будто вы, пусть он отдает от себя вот это вот нехорошее, что-то есть, и посмотрите, почему он это делает. Что-то там есть еще. То есть каждое тело, оно всегда нам рассказывает интересные вещи, которые языком не рассказать. То есть поэтому я всегда сначала смотрю на человека, а потом я уже с ним разговариваю, как бы есть, и послушать. Мне интересно там посмотреть, послушать. А потом, если даю наводящие вопросы, а почему вот, ага, вот там что-то там в прошлом дома с мамой, с папой, в школе, вот что-то такое вот есть всегда. Посмотрите, ну это бесконечный. И другие ни слова не скажут. Это очень тяжело. Это, а дома родители как? Мама хочет, он не хочет. А есть что-то, от чего... Ты играешь? Вот у меня даже в этом семестре есть такое уже, сколько ты играешь? 9 минут. Почему 9? Сколько там Яйцо. яйцо? Варит. Варит яйцо. 9 минут. Как готовить? 9 минут. Круто! А может ему пойти в повара? Пусть он идет варить яйца в ресторане. Зачем ему брать на скрипке? Вот это вопрос, который мучает, Ксения, это к тебе. Что делать с родителями? Знаете, есть такие дети, которые всегда есть такая фраза: ты хочешь учиться или Только посещать. Я посещаю школу. Я посещаю, я не учу, я только посещаю. Тогда, если вы видите, что у ребенка нет эмотивности к этому, может быть, и не стоит. Владимир Хананович почему-то мне говорит, что если есть эмоции, талант и тело, конечно, надо брать. Если есть эмоции, нет тела, пробуй, бери. Это то, чем я занимаюсь. А если есть только тело без эмоций, вот это сложно. Это очень сложно. То есть если ребенок логикой не поймет, что ему это как-то его веселит, но это палка о двух концах, это каждый кейс, это надо разбирать по-своему. Все хочет делать только, чтобы не работать дома. Ага. Сложно. Сейчас очень сложно. Мы обсуждали это с молодыми коллегами, найти терпение у детей, с одной стороны, а с другой стороны, то, что я вижу по студентам, которые приходят, вот это поколение, это очень депрессивное поколение. Это очень потерянное и очень депрессивное поколение. То есть в основном я с ними занимаюсь полурока психологии, привожу его в порядок, ее в порядок. Теперь давайте вот уже там концерт Бетховена поиграем наконец. Что-то такое. Очень сложно мозги поставить на место. То есть очень сложно. В основном я ставлю мозги на место. Это тяжело. Ну и, конечно, родители, это отдельная, наверное, тема семинара для учеников. Есть еще вопросы, девочки? Если нет вопросов, так мы выходим на перерыв, хорошо, 15 минут для кофе, и возвращаемся 11:45. Хорошо? Все Спасибо на этот момент. 15 минут перерыв. Евгения, а мы сможем поделиться слайдами с нашими участниками семинара?
Да, и я, конечно, расскажу, что вот то, что я написала, это то, что я рассказывала, теоретическая часть моей работы и практическая с картинками. В начале 23-го года будет в издательстве Санкт-Петербурга выпущена моя работа на русском языке. И я, конечно, пришлю ссылку. К сожалению, они отказались это делать на английском языке в связи с последними событиями, но уже была идея делать двуязычную книгу. Но на русском языке это выйдет официально в начале 23-го года. Вот, конечно, Ева получит ссылку, все, а слайды, пожалуйста. Да. Потому что тут есть просто на детей рассчитано. Спасибо. Ну, приглашаю всех вернуться, тех, которые смотрят нас через Zoom. Продолжаем наш семинар. И во второй части мы еще будем иметь очень интересную встречу со студентами. Евгений, пожалуйста. Значит, как я сказала, это работа, что я поставила в ее эпиграф, мне очень понравилась фраза Лао Цзи: дайте человеку рыбу, и вы сделаете его сытым на один день. Научите его ловить рыбу, и он будет сытым всю жизнь. То есть, в общем, это чудесная, по-моему, мысль философская, то, чем занимаются педагоги. Я считаю, что настоящий учитель – это именно то, что он делает. Спасибо пандемии, которая научила меня работать без контакта. Я написала вот эту работу, и потом в какой-то момент я решила, почему бы мне не сделать что-то вот свое с картинки на мою видео, как бы то, что я вижу. Я не художник, я нарисовала как могла, ужасно, а замечательная девушка с нашей академии, велончелистка, которая у нее хобби, она мне помогла сделать замечательные иллюстрации, как я это вижу, собственно, наглядно. И есть такие смешные, тут вы видите картинки, которые детям можно показывать, которые... Что я... Это как бы пособие для моих бывших студентов, которые меня знают уже очень хорошо, которые со мной прошли вот это все. От и до, от нуля. То, что вы видите здесь, этот текст, вы потом можете его прочитать. Я как бы поддерживаю мысль, что как вот нас учили, что музыкант – это не узкая профессия и специализация, это личность, которая знает много и других сфер, и это интеллигентный человек, который знает и искусство, и литературу, и живопись, и философию, и психологию. То есть это музыкант, это личность, вот не только которая знает, что смычок в правой руке, а скрипка в левой. То есть поэтому очень важно мне, чтобы попытаться, чтобы мы с вами вместе воспитывали личности, даже если они не будут играть потом инструмент, то есть оставаться, человек должен оставаться человеком прежде всего. Вот. И вот эти так, вот девочка увидела вот эти вот энергетические центры чакры, которые проходят через всю наш организм. Вот. И если кого-то интересует, можно немножко подробнее это найти в интернете. То есть каждая чакра, она, в принципе, отвечает за определенные и органы, и энергетику. Если что-то где-то закрыто, допустим, вот это вот место, во-первых, оно называется точка счастья, потом в этом месте у нас случаются панические атаки, я думаю, некоторым это... Да. Что такое паническая атака? Это когда идет очень короткое дыхание, значит, когда сокращенное дыхание в горле, не поступает кислород, начинается очень учащенный пульс, получается аритмия. Это зависит от некоторых факторов. Паника от невыученного текста, от неготовности, от страха, тра-та-та. Это все с одной стороны. С другой стороны, мне мой замечательный спортивный массажист, он сказал, что если закрыт определенный позвонок сзади, это вызывает панические атаки. То есть есть очень много моментов в теле, которые нам надо понимать, осознать. Поэтому я считаю, что нас этому никто не учил, увы. Но все-таки в музыкальной педагогике хорошо бы ввести анатомию, чтобы все-таки как-то мы немножко понимали, о чем мы говорим с детьми. Вот нас не учили. Это, если бы не Мазель, который этим занимался, я бы тоже ничего этого не знала. Это вот очень, я считаю, необходимый момент, если есть. Я думаю, что каждый, наверное, это делает по своей инициативе. Вот то, что мы находим, вот какую-то информацию, вот мы ее детям и даем. Но знание анатомии, я считаю, необходимо и музыканту, исполнителю, и педагогу. Вот. Эти правила
Мазеля тело ведет руки, группы крупных мышц движет группами более мелких, нижняя часть тела движет верхней частью. То есть вот вы говорили про мальчика. Вот если представить, что у него есть корни, да, мальчика, заземление, очень мало проходит заземления у людей, а в основном все же хотят искусства, а заземлиться надо с телом. И вот это может быть, вот этот образ вот этому мальчику, что вот эти вот ветки с листьями, как-то это немножко оно может помочь. Это один из образов, который мне помог. Кому-то каждый пройдет свое заземление. И вот это вот. Что мне нравится Мазеля, он никогда не исключал минуса. То есть для того, чтобы закон физики произошел, нужен минус и плюс. Да? Любая батарейка, которую вы вставляете в компьютер или в телефон, у нее есть минус и плюс. Также на скрипке без минуса нет плюса, без плюса нет минуса. То есть идет все время какое-то сопротивление, чтобы что-то получилось. Опять же, Черниговская все время любила цитировать фразу Шницке, который говорил: как проявляется жемчужина, когда попадает песчинка в раковину, когда что-то неправильное. Значит, проявляется какое-то трение, и появляется вот эта вот прелесть. И когда мы делаем что-то неправильное, иногда тоже получается что-то гениальное. То есть никогда нету очень расслабленного или очень напряженного, это все время идет движение минуса и плюса. То есть вот это баланс тела. Вот я пишу, что ни любовь, ни звук не могут быть по принуждению. То есть если мы будем только давить и будем только расслаблять, ничего это не получится. Вот. Дальше. Вот это то, что я говорила. Это хорошо детям показать. Кто кого везет. Бедная моя эта девушка, она очень долго это рисовала, но я так видела. Кто кого везет. Вот большие мышцы маленьких или маленькие больших. То есть это выражение Мазеля, я вот так его увидела. Просто никогда не забывать, где лошадь, а где карета. Да, и вот это то, что вот мое видение тела. Вот видите, то, что я вот то, что я выставляла своими руками, это здесь. Всего по два. Идут энергетические центры. 2 ноги, 2 колена, 2 бедра, 2 плеча. Вот. Теперь, значит, что, видите, если мы выставляем нижнюю часть тела, что происходит? Идет вот это вот вес тела, идет вниз через стопы, то, что вы почувствовали сами на себе, вниз, да? Обязательная связь колени, тазобедренный сустав, вот эта часть, которая вас поддержит, и вот это все уже, вот и задняя часть этой картинки, вот мы видим, как плечи соединяются с ногами, с этими центрами. Голова растет вверх, тело растет вниз. То есть опять музыка к Богу, тело к земле. И вот это тот плюс-минус, который как бы дает правильный баланс в теле. Вот, то, что я пишу, скрипка движется по направлению к телу, ни в коем случае на обратном направлении. Вот, теперь вот мы немножко поговорим. Тот самый вес тела. То, что мы с вами делали, вот это упражнение, он находится, вот вес тела, можно почувствовать именно здесь, как вот здесь, как бы если я говорю, дай мне все свои килограммы, вот сюда спусти, вот этот тот вес тела, вот он здесь. Когда локтевой сустав соединяется с тазобедренным суставом. Это очень удобно. И от этого, вот то, что мы открываем, и что понятно, вот они линии тела, вот они природные линии тела, не впереди, не сзади, не сбоку, они здесь. Вот как он, как мама тебя родила, так ты играешь. Вот голова вверх, вот положение ног, я пишу, должно быть различным у левшей людей со сколиозом, то, что мы с вами уже обсуждали. Просто на картинках оно немножко даже кому-то будет наглядней. Живот вовнутрь, копчик, все, что я показывала на вас, вот это здесь есть, вот это на этой картинке. Да, теперь вот локти, бедра создают естественный центр гравитации. Вот, сначала физически, потом и на ментальном уровне. То есть то, что мне говорил Мазель, вот это сделала, запомнила. Допустим, мы даже играли вот так вот. Я даже играла на скрипке вот так. Он меня заставлял. Я приезжала, он говорит, теперь отпусти. А психологически у тебя эта связь осталась. То есть эта связь, она не теряется, у тебя есть на что опереться. Почему дети приходят зажатые? Потому что они не знают, на что опираться. То есть идут плечи вверх, они опираются на скрипку. Потому что на русском языке, мы же говорим, играем на скрипке. Лучше бы нам говорили, играй из скрипки, тогда это психологически идет совершенно другой контекст. А на русском мы говорим на.
Давайте из. Я все время употребляю, что давайте играть из нижней деки, из инструмента. Как бы вытаскивать из кастрюли там чего-то, что я только не придумываю. Придумайте, что можно вот так вот вытаскивать, чтобы ребенок понял. Суп поварешкой зачерпнуть, там ямку выкопать, клад найти, не знаю. У каждого ребенка будет свой образ воображения, что мы выкапываем из. Вот. Теперь вот эти точки соединения, то, что я предлагаю подумать каждому, какой типаж, вот, параллельный или крестообразный. То есть как идет, у каждого ведь своя энергия, нету правил, это каждый будет делать по-своему. Вот опять же, звук движется снизу к верхней части туловища, вот так вот, через вот эти вот энергетические центры. То есть может это вот так, такое у меня видение, но надо просто, у нас две руки, не только правая, у нас есть левая, у нас не только левая нога, у нас есть правая. И очень важно вот это все параллельненько вот так вот мило построить, то есть вернуть человека к его естественному состоянию. Вот, теперь то, о чем мы говорили, смотрите. Значит, вот силовая часть руки, игровая. Вот смотрите, силовая часть тела, то, что это все, Владимир Ханонович, дорогой. Ноги, колени, бедра, ребра, лопатки, плечевой сустав всегда связаны с локтевым суставом. Это верхняя часть руки, локтевой сустав. Вот все от пальцев ног до этого места – это силовая часть тела. Мы играем физиологически, боль идет, вот здесь можно работать, вот здесь тело работает, вот здесь оно отдыхает. Вот это артистическая часть игры. Локоть, предплечье, большой палец, пальцы рук, кисть. Вот здесь мы уже все создаем. Мы здесь создаем музыку, мы здесь создаем искусство, мы здесь создаем картину, произведение и все остальное. А вот это оно работает. Это если вы поймете, то есть что мы говорим? Никогда никакой спортсмен не будет делать бесполезное движение, чтобы кинуть мячик. Да? Это будет осознанное движение, стабильность тела и легкие пальцы, чтобы этот мячик послать. И баскетбол, и волейбол. То есть никто не будет этот мяч хватать, его там в сетку закидывать. Нет, это будет совершенно естественно. Если очень хорошо дети реагируют, которые танцуют и которые занимаются спортом, это им понятнее. Но вот такую картинку можно, я думаю, показывать для вас и, как бы, и рассказывать, что вот эта часть – это результат, это не первая, это последняя. То есть нужно понимать, где первая остановка путешествия, где последняя. Вот. Если у вас есть вопросы, вы сразу их задавайте, пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Как объяснить человеку, что кисть, она ведомая, она идет за. Ну вот никто ж там не будет говорить здравствуйте, так, нормально. Это сразу первое, что я говорю, давайте поздороваемся. Вот, ну как ты со мной поздороваешься? Вот так. Ты же мне кисть не будешь давать, ты же мне ручку дашь. Ты же вот так возьмешь книжечку, там, ключик, палочку. Никто кистью ничего не будет делать. Поэтому смычок, вот оно здесь, оно никогда не пойдет сюда. То есть всегда кисть, она ведомая. Поэтому очень хорошо, вот это, ну, я так придумала, чтобы наглядно понять, как люди здороваются. Теперь, это вот можно включать воображение, как звук двигается. У каждого он будет двигаться по-своему. Звук может быть спиралеобразным, то есть можно представить, что волны звука, они окутывают ваш позвоночник, когда вы играете. Кого что успокоит. Для кого-то, когда я говорю звук через ребра, прекрасно работает, потому что ощущение у человека, что как бы что-то наконец-то прорывается через тело и выходит. И вот так, мальчик у меня был пару дней назад, я говорю, давай представь, что звук, он, как бы ты его вот через себя пропускаешь, через ребра, и все, и он идет назад. Очень хорошо работает. Это воображение, что через ребра проходит звук. Каждый ведь себе что-то представляет свое. Потом, звук, видите, я пишу, звук движется через ваш позвоночник волнообразно, образуя поток вокруг суставов. То есть он же не задерживается, он проходит как энергия звук. Можно представить себе вот бочка с вином, или что, кто что любит вино, пиво, водку, вот, это же, представьте, что у вас там внутри, в бочке это все живое, оно у вас внутри. Это мне, кстати, певица одна очень подсказала, это ее образ для певцов, что у тебя есть вот это вот сфера, полость, бочка, и в ней вот это вот все работает, и дышит, и бродит, что каждый для себя. Или вот по трубке, как, по какой-то трубке. То есть все, что вашей душе угодно, вы сюда вкладываете ваше положение. Вот, теперь то, что это вот идет немножко для детей. Бедная моя, мучилась этим сфинксом.
Значит, что происходит? Здесь ясно видно, в каком порядке все идет. Идет сознание, потом левое, потом правое. Очень часто сначала идет правое, потом мозг, потом левое, или все наоборот. Сначала идет осознанная идея, потом идет левая рука, потом правая. То есть мы никогда не играем наоборот. По идее, как бы правая рука должна покрывать левую всегда. То есть левая, если левая рука запаздывает, у нас не будет координации мышц, у нас не будет атаки звука, у нас не будет точного начала, середины и окончания ноты. Если левая рука запаздывает, до свидания, Моцарт. То есть это я для себя выбрала. До свидания, классика, если нет левой руки. То есть, естественно, мы все смотрим как-то там штришки в этом Моцарте, в Гайдне, все. Если нет левой руки, ничего не будет. То есть вот этого вот момента, то, что мы все знаем, эту картину знаменитую, если этого нет, нет. Но это создается, когда у нас скрипачи ненормальные люди, у нас же мозг работает по-другому. У нас нету вместе. У нас есть до, а потом. То есть сначала идет вот это, а потом правое. То есть опасно соединять левую и правой одновременно. Это не работает. Если одновременно, это будет поздно. Значит, левое, а потом правое, и вот это для скрипачей вовремя. Я думаю, что для всех струнников, в принципе, это так и идет. Что у пианистов немножко идет другая координация движения. Вот, так что вот это вы можете тоже показывать детям. Тоже это хорошо. Вот, теперь наконец-то мы пришли уже в практическую часть. Что как бы вот всегда мне говорили, что смычок круглый, я долго это никак не могла понять, когда он прямой. Вот. Помните детское ощущение, когда вы держите палку в руках, она никак не гибкая, она не гибкая. Это ужасно. Да? Вот когда вас заставляли играть аккорды и говорили, что смычок круглый, он прямой, и палка такая в руках неудобная. Вот. В принципе, как я объясняю это и студентам, и, в принципе, и подросткам тоже, есть 3 неравномерные части. Да, у нас, опять же, вот скрипичная математика, все неправильно. Вот, есть колодка, есть середина, есть конец. То есть, вот, идет совершенно разное распределение веса тела, руки и смычка на разную часть. И, соответственно, нужно понимать, сколько сил, какое применение работы, силы, не знаю чего, там, как вы это назовете, сколько труда нужно вложить в каждую часть смычка. И какой путь проходит рука, и как это проходит все вместе. Вот, то есть колодка – это самый естественный вес тела, рука, смычок. Дальше, когда мы идем в центр тяжести, вес смычка становится чуть меньше, значит, дать чуть больше веса руки, а когда мы идем вверх, то что мы говорим про левшу сюда, а нам туда. То есть и включается другое мышечное, и другой вес, и другие мышцы совершенно, когда мы идем на конец. Обычная проблема скрипачей, что конец смычка, он пропадает, да, то есть как бы звук пропадает, у нас идет, естественно, диминуэнда, потому что должно быть другое применение веса, и другая работа мышц идет в конце. Вот. Что я пишу? Использование различных ролей, изменение позиции большого пальца, остальных пальцев правой руки в нужное время создаст бесконечный звук. То есть я покажу потом, по какой траектории меня Мазель учил играть. Вот. Да. Очень интересно, никогда студент не задумывается о том, что у звука есть и начало, и середина, и окончание. Обычно все концентрируются на середине, но если нет начала, нет атаки, а это я в квартете без этого никак не играть, а если нет конца звука, нет отзвука, то есть публика ничего не получает. То есть вот это очень важно понимать, как мы распределяем все вместе, чтобы звук имел продолжительность. Вот, значит, вот эта траектория, по которой меня учил Мазель, мы с ним это дело рисовали на бумажке вместе, по его руке. Вот, все наоборот. Вот, пусть меня осуждают, но мы делаем все наоборот. Когда смычок вниз, тело вверх. Когда смычок вверх, тело вниз. То есть что получается? Вот мы идем по такой траектории, это получается тот самый круг, о котором все очень много рассказывают. Но вот видите, вот это вот вниз, то есть идет тело, открывается, а когда мы идем вверх, тело закрывается, мы рисуем эллипс, знак бесконечности, об этом все знают, об этом все говорят, ну как бы вот он вывел, вот это то, что я говорю, теория от противного, это его. То есть у меня все ученики играют, я как бы настаиваю на то, что тело открывает смычком, и идем обратно, и создается. И что получается? Нету вот этого, да?
Очень много. Получается именно вот это волнообразное движение от всего тела. То есть весь организм начинает участвовать, как бы есть звукоизвлечение и мышечная координация. Вот. Что такое атака? Он был очень настаивал на атаке. Первое соприкосновение смычка со струной через канифоль. Получается вот это то самое трение, которое создает первый хороший посыл звука, вот как у духовиков, вот так у нас вот этот первый. Но это нужно, на это я трачу час урок, то есть показать, что такое атака вниз, что такое атака вверх. Это все просто, это все объясняется максимально просто, через большой палец, энергия идет сюда, открываем, падаем, падаем. Без большого пальца, сейчас мы дойдем до ладони, это не будет функционировать. То есть вот это вот движение, вот оно, вот такое. Очень многие люди неосознанно играют вот так, но они не знают, как это объяснить. А Мазаль это как раз вот он объяснял, вот именно вот этими странными траекториями. Я рисую вот это на бумажке, то, что делал Мазаль со мной, и ученик повторяет линию по моей линии. То есть, чтобы понять. Можете нарисовать, ребенок пусть порисует на уроке. Вот именно вот это, не вот эту, а вот эту кругленькую. И тогда задействуется и тазобедренный сустав, и ребра, и все остальное. Так. Вот, это мое видение, значит, что, для чего вообще все это действует. Я вообще очень люблю слоников, вот поэтому я решила, что мы сделаем не черепах, а слоников. Значит, смотрите, если мы берем совокупность вес тела руки смычка, плюс скорость смычка, плюс количество смычка, это все нам дает распределение смычка. Что такое распределение смычка? Это наша речь. Распределение смычка – это как вы распределяете вашу речь. Без распределения смычка очень скучная игра. Она будет очень равномерная, математически скучная и невозможно. А вот если мы вот этих не три кита, вот этих три слоника, вот если мы поймем, что вот эти три очень важных составляющих вместе работают, мы получаем музыканта, а не просто скрипача. Вот это создает музыкант. Вот эти вот маленькие компоненты, которые отдают очень огромную базовую картину. Вот. Вот. Теперь, что Мазаль делал? Он заставлял меня играть буквально кулаком, то есть я брала смычок вот так. Ну и такая красота, как бы ты ни о чем не задумываешься. Дети обожают, нужно поскрипеть, наконец-то, как бы не задумываясь. Почему? Потому что когда ты наконец-то даешь, он мне говорит, скрипи, дорогая, скрипи. Вот потому что если не давать человеку поскрипеть, у него начинаются вот эти вот боязни вообще держать смычок, хватательный рефлекс. Когда мы держим смычок кулаком, причем кулак, видите, он скрипичный, он не боксерский, он скрипичный, то есть вот так. Я говорю, ну что делали? И все мне рассказывают, что включается то, что должно включаться. Большие мышцы, как бы перестает внимание идти сюда. То есть начинаешь человек понимать, ага, все-таки звук создается сзади, со спины, участвуют большие мышцы, а потом мы включаем уже пальцы, которые, естественно, продолжают движение больших мышц. То есть я это все на себе проходила, вы не думаете, на всех. То есть мы скрипим, это очень приятно, дети это обожают. Как бы, вот. Обязательно, вот. И здесь, что такое скрипичный кулак? Вы видите, что как раз указательный палец нам и не нужен. А в основном он очень доминантный обычно. Вот у меня приходит вот так вот, когда играют, вот, долго я убираю вот этот указательный палец, особенно в колодке он не сильно необходим. Вот, а скрипичный кулак, вот этот, он создает правильное ощущение. Вот, теперь и вправо, и влево, но мне очень нравится именно на левой руке. Как бы каждый пальчик, он же слабенький. Опять же, вот большие, вот маленькие, они идут к большому. Вот все пальчики падают сквозь струну на большой палец, на фалангу, на большой палец, на вот это, на мышцу. Это самая главная сильная мышца. То есть он нас всех поддерживает. Я говорю, вот у нас тут есть бабушка, дедушка, вот все дети, там мама, папа, вот они идут туда. Допустим, мы идем там, в общем, все идут сюда. Поэтому это, если можно без скрипки, опять же, сделать такое упражнение, сразу понятно естественное состояние пальцев. Да? Не когтеобразное, как говорил Мазаль, а нормальное, естественно, когда мы используем всю фалангу, когда пальцы смотрят на тебя в правильном настроении, а не хватают струну вот так. Не когтями, не ногтями, а именно мышцами. Кто-то меня что-то спрашивал.
Я, когда начала работать, я говорила, что, ребята, палец начинается здесь. Не здесь, а здесь. Теперь я стала говорить, что палец начинается здесь. То есть если ощутить, что палец идет, ощущение пальца с середины ладони, гораздо легче. И что еще говорил Мазель? Вот это мы работаем, вот это мы отдыхаем. Обычно все наоборот, правильно? Обычно нет. Вот работа – это когда отскок от, а вот это уже отдых. Как бы меня учили все наоборот. Поэтому идет безумное давление на струну, идет безумное вот это. Лучше отскочили, упали, отскочили, упали. Вот это тот минус-плюс, о котором я начала говорить в самом начале. Вы извините, это все на одной ноге, пора идет, как бы. Библия идет на одной ноге, но хотя бы так чуть-чуть это ощущения будут от того, что я делаю. Вот. И тут я каждую ладошку свою обрисовала, значит, что вот, получается. Это правая рука, да, вот, видите, кисть слабая, это главный палец, вот это надо убирать. И я пишу, что вот эти места, это нам дают цвет, чувство, страсть, любовь. Это все в пальцах. Дальше, очень ясно показано, колодка, середина, конец смычка. То есть идет распределение работы. Кто за что отвечает? У каждого пальца есть своя роль в этой жизни. И вовремя. Главное это вовремя сделать. Вот. Это. И косточки, конечно, внутрь, то, что я пишу. Опять же, это то, что делаю я, у каждого своя методика. Вот. Вы берете информацию, можете ее забыть сегодня, а можете попробовать для интереса. Так что это действительно мое. Вот. Теперь, если мы разворачиваем правую ладонь, вот идет движение большого пальца, он всегда мобилен. Если статика идет большого пальца, идет опять же тот хватательный рефлекс, очень болезненная, очень болит рука. Если сильно давить большим пальцем, очень болит потом предплечье, плечо и все остальное хозяйство. Вот. Я люблю говорить, что мы даем вибрато не только из левой руки, но и из правой. То есть ощущение правильного веса и прикосновения дает струне колебания. То есть струна колеблется из правой руки, не только из левой. Если это хорошо понять, тогда звук получается разнообразный и волнообразный, а не прямой и скучный. Вот. Мазель, опять же, я повторяю, это его, что самые интимные части человеческого тела – это фаланги, то есть все самые интимные прикосновения идут здесь. Но это результат всей работы тела, когда мы уже приходим сюда. Вот, и я нарисовала, видите, возможно, как можно держать смычок. Раз, два, три. То есть каждый находит для себя вот эти колечки. И каждый находит для себя правильное, для себя же состояние. Вот, левая. Вот здесь у нас, видите, тут немножко больше информации. Вы видите, я поставила номера, да? Что значит номер 1, 2, 3, 4? Мне ручку ставили вот так, от 1 к 4, когда я была маленькая. Я даже вижу это на своих детских фотографиях, у меня ручка стоит так. Потом мне рассказали, что нет, давай мы ставить будем руку от 4 к 1, это более правильно. Да? Если мы ставим ребенку руку от 4 к 1, появляется более естественное положение. И я для себя вывела, что я бы ручку ставила от 2, то есть 2, 4, 3, 1. И указательный палец идет последним, потому что если он идет первым, рука сразу идет вот это кольцо, и вот это вот положение, что и падание со струны, то, что у очень многих детей происходит. Я предлагаю вот этот свой вариант 2, 4, 3, 1, и вот сразу появляется вот это естественное состояние руки. Дальше, что еще я тут пишу, что вот эти два товарища, у них одна мышца. Они должны работать вместе, в связке. У каждого есть своя мышца, а вот эти двое, они связаны одной цепью, как в той песне. Вот это вот должно быть. То есть они все время работают вместе, было бы хорошо поддержка вдвоем к большому пальцу. 2 сильных пальца, 2 слабых. Потом я перейду к гаммам. Очень хорошо не только квартоли играть на технику, но и триоли, потому что идет совершенно разные комбинации сильных и слабых пальцев, и это увеличивает моторику. Когда идут триоли, каким-то образом, Маза мне сказал, мозг работает на триоле гораздо лучше, чем на квартоле. Вот так. Дальше, что я еще тут успеваю написать? Терции в
принципе, терция строится, допустим, если терция 1-3, терция по первому, а 2-4 терция по второму. Но не для всех это, оказывается, работает. Можно для некоторых детей у меня работает, что терция идет по третьему, по четвертому. Но, в принципе, конечно, сильный палец, он устойчивый. Дальше октавы. Я тут все включила. Октавы. Очень интересный метод проверить, где должен находиться большой палец. Ставить октавы, это мазали, ставить октавы в первую позицию, посмотрите, где большой палец. И вот это будет самое природное положение большого пальца для каждого человека. Октава первой позиции. И не трогать человека, если ему там удобно держать, пусть он там держит. То есть это, опять же, если ребенку удобно так держать, но вы видите, что это катастрофа, менять. Но проверьте для начала, где в октаве большой палец. Потому что это создает естественное положение. Потому что это же масса есть теорий, где он должен находиться. Но это все зависит от длины пальцев, от длины рук, от того, какая кисть толстая, худая, маленькая, большая. В общем, все вот так. И поэтому вот октавы. И, конечно, мы строим октавы от 4-го к 1-му, а не к 1-му, 4-му. Опять же, то же самое идет фингеризации. И то же самое децими от 4-го к 1-му, чтобы первый палец, у него функция растяжения, да, и скольжения. А если он будет доминантный, он не сможет ни растягиваться, ни скользить. Так, я надеюсь, что это все понятно. И большой палец – это, естественно, огромная поддержка в переходах в нижние позиции. То есть без него нижних позиций не будет. Вот. Значит, что здесь? Вот я опять же пишу «мама, дети», главный большой палец. Вот это открываем, интимность. И вот, видите, энергетическая база, скорость, виртуозность идет изнутри ладони. Вот отсюда, не из фаланг, изнутри ладони, поэтому это дает более. Да. Вот разговор, переходы, вибрация, опять же, идут от фаланг. Вот. И здесь я тоже пишу: раскрывание – это работа, падение – это отдых, любить струну. Что любить струну – это действительно быть в ней все время с таким влюбленным контактом со струной, потому что это дает очень много красок. Это не только правая рука, ответственно, но и левая. Поэтому, если мы обратим внимание на всех великих скрипачей начала 20 века, у них феноменальная левая рука и фантастический звук. Не только правая рука была ответственна, да, у них феноменальная левая. Послушайте, как звучит Пресли и тот же молодой Минухин. Это фантастика, что они делают с левой рукой. Это удивительно. Это именно идет разговор левой руки. Это очень важно. Вот любовь со струной с левой стороны. Обычно все же только на правой руке зациклены, а на левой никто. Так, переходы вибрато. Мазель приравнивал физическое движение вибрации и перехода как одно. То есть это очень похоже. Если у нас есть гибкие переходы, у нас есть гибкость вибрато и наоборот. То есть вот это движение, оно дает гибкость. Вот. Что я здесь пишу? По его теории я с ним абсолютно согласна. Когда мы идем до 4-й, до 5-й позиции, мы идем все вместе, ведем. После 5-й, 6-й вводится локтевой сустав, и уже пальцы идут за ним. Обратно все идет вместе, и только после 4-й большой палец направляет пальцы вниз. То есть разница между вверх и низ – это когда мы от 4-й идем большим пальцем. Да. Но это, опять же, это наша с ним теория, я с ней согласна. Кто как привык, уже рад. Да. И, конечно, большой палец, он очень мобильный в обеих руках, и когда мы идем в переходы, он должен скользить по шейке, а не ее держать. Поэтому как бы максимально давать вот это движение из лопатки, из локтя, давать большому пальцу базу для движения. Для вибрато есть различные, он мне давал, во-первых, укреплять без инструмента фаланги на плоскости, то есть он мне показывал, как укреплять, когда он сказал, что у меня тряпки вместо мышц, вот мы укрепляли фаланги на плоскости, на доске на разделочной, на которой салат делают, то есть буквально вот так. И ритмические упражнения на развитие фаланг плюс хроматика. Вот это то, что я даю первое, если меня спрашивают по вибрацию, я всегда даю вот такие вещи. Ритмические упражнения фаланг на раз и назад, вперед, сейчас все тут будет, хроматика, да, и укрепление фаланг. Что еще сейчас на это где-то тут будет. Вот, да, вот, движение назад, когда мы идем в вибрацию, струна находится параллельно фаланге, и первый импульс идет назад, вперед, вот это вот. Не крутить, как я говорю, не кофе мешать, а вот это движение, оно идет, не круговое.
Обычно дети начинают круговым движением делать вибрацию. То есть надо сразу воспитать вот эту вот параллель. Идет. Вот то, что как в стрелочке показано, вот это на пальце. Так. Про интонацию это каждому, конечно, тут я буквально затрагиваю какие-то аспекты. Это долгий разговор, конечно, отдельная тема. Как помогать предслышать. То есть с чем я сталкиваюсь, у меня сложности с тем, что дети не знают сольфеджио. Я надеюсь, что у вас ситуация лучше, чем у нас. Нет. Потому что это наша хорватская боль, как бы это. Я приехала в эту боль, и я поняла, что это хорватская боль. Дети не знают сольфеджио. Это катастрофа. Вот, поэтому нас-то хорошо учили сольфеджио, то есть у нас есть пение, причем у вас, наверное, до, ре, ми, фа, соль, си, до, да, а у нас-то С, Д, А, Д, Т, 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 которые не пропеть. Это же не пропеть. Вот, они там еще как-то меняют эти на та-та-та, на та-та-та, на т-ф-т, ф-тафа, я ничего в этом не понимаю, как-то еще ритмические какие-то эти дела. Нету связи между тем, что написано, и тем, что надо сыграть, и это ужас. Это ужас, это наш с вами, значит, общий ужас. Вот, то есть как понять, это что там написано, и где эта нота на скрипке, и как ее предслышать. То есть вот я тут ломаю, конечно, себе и голову, и душу, как это все детям побыстрее. Мои бывшие студенты, они параллельно сами дают детям сольфеджио, потому что сольфеджио начинается поздно и не так. И не той системы, то есть как бы параллельно. Но очень часто как бы, что вижу, то и пою, не получается, как бы получается наоборот про того барана, что он там видит в воротах. Пытаться, чтобы люди предслышали, визуализировали. Я заставляю всех сольмизацию учиться, сольфеджио, как бы на до, ре, ми, фа, соль, си, до переходить. Дальше у кого-то есть интервальное слышание, у кого-то визуализация интервалов, кто-то слышит ноты. Я абсолютист, я слышу ноты. Но есть люди, которые слышат интервалы, им попроще. Как бы соотношение вот всего. Потом, что я еще говорю, что интонирование можно объяснять как интонация речи. Допустим, если вы говорите неправду, это фальшь. Вот такая штука, она тоже может сработать чисто психологически. Если вы фальшивите, вы говорите неправду, вам не поверят. Вот, это я недавно выяснила, как бы сегодня. Интересно. Вот, и как бы, если не чистая игра, это неправда. Вот, и надо заставлять, то есть, вы думаете, я этого не делаю? Я это делаю. 2-3 курс академии. Я оставляю на каждой ноте, что надо человеку понять, что ввести в тональность, что да. Потом, естественно, если нету сольфеджио с детства, нету гаммы, они не понимают разницу в тональности. Сыграть гамму вверх одну, а вниз другую запросто. Такое тоже бывает. Вот, поэтому хотелось бы этого, конечно, избегать, чтобы не в одной руке мажор, в другой минор, что очень часто происходит, но как бы настроить на это. И не только на технический зачет. Как бы я иногда люблю сделать сюрприз, сыграть ко мне гамму внезапно, как бы так, после технического зачета. Вот. Но это, конечно, это отдельная тема. Ну, что вот я пишу? Слушание, предсказание, пение, визуализация, физическое условие, ситуация для определенного. Люди не знают позиции, то есть нужно знание позиции, создать условия для хорошей интонации, петь. Родной язык композитора тоже очень дает много для визуализации. Кого играем, что играем, почему играем. Вот, разные краски. Люди, некоторые реагируют на разные цвета тональностей. Помогает, очень помогает. Цветной слух очень помогает. И детям, кстати, очень интересно. Вот. Что я тут, в принципе, что я делаю часто. Если есть какое-то очень техническое место сложное или пассаж, я его разбиваю не на логичные части пазла, но логичные для физиологии. То есть пассаж можно разбить на несколько частей, спокойно его собрать, а не играть его вот так, как обычно это происходит. Это раз. Вот. Потом понимание соединения. Очень важно понять, как ты соединяешь предыдущую со следующей. То есть я заставляю учить связки, я заставляю учить как цепочку. Последняя нота одной техники с первой нотой другой техники, потому что меня учили, вот это сыграла, вот это.
А соединить – это самое сложное, потому что ты как бы знаешь отдельно, как это соединить через тактовую черту – это сложно. То есть вот, помогать соединять разные методы, вот именно составлять пазлы. Вот предыдущее создает новое, не думать раздельно. Это то, вот я стараюсь очень помочь детям вот в этом, детям и взрослым в этом. Так, графическое движение, то, что я сказала, угол пальцев. Вот, Ирина Васильевна Светлова, огромное спасибо, которая мне рассказала, что пальцы бывают острыми и плоскими, то есть угол пальцев тоже создает хорошую ситуацию для интонации. Это очень важно понимать, где до диез, где до бикар, где соль диез, где соль бикар, как это меняется соотношение углов пальцев для интонации. Очень классно, очень хорошо работает. И что я еще пишу, что давление смычка и тела тоже меняет интонацию. То есть если слишком придавить, то есть все летит. Тартарары. Вот только осознанно, вот не спонтанно. Это вот мое любимое, то, что я придумала. Значит, тут у нас вот есть маленький человечек, который из Израиля в Хорватию путешествует. Почему я это сделала? Потому что мы всегда знаем, куда мы хотим перейти. Да, вот у нас переход, ой, вот там вот эта нота. Но мало кто вообще задумывается, откуда мы идем. То есть должен быть маршрут. Передвижение перехода из нижней позиции в верхнюю должно быть спланировано. Но обычно мы видим точку куда, но никто не знает откуда. А если мы знаем, что мы едем вот из этого места в другое место, у нас как бы уже создается траектория и план путешествия по навигатору, как мы туда вот... Кстати, она когда это рисовала, она меня спросила, через что я его отправлю. Через какие пусть он только вот путешествует. То есть вот эта вот визуализация карты, откуда, с какой ноты куда. Не просто куда, но с какой ноты, это очень важно. Мне кажется, что это очень поможет для ребенка как бы понять, что происходит. Вот тут я говорю, зачем вообще гаммы играть. В принципе, это даже идет для моих учеников, а не для преподавателей. Зачем играть гаммы, почему это так важно. На гамме можно создать все. Звукоизвлечение, красивый звук, распределение смычка, распределение техники, переходы, вибрато, музыка. Все, на гамме можно делать все, если сделать ее интересной. То есть как бы надо дать понять, я девочке одной говорю, что смотри, вот у тебя тут пассажи, если бы ты знала эту гамму, ты бы даже им уже бы не занималась. То есть идет как бы создание ситуации уже полезной для дальнейшего. Заставить, не заставить, как убедить, давайте вот это слово возьмем, убедить ребенка, что гамма – это необходимая вещь в нашей как бы жизни повседневной. Вот. Знание грифа как своего дома. Вот. Что я говорю тут? Играйте музыку вместо того, чтобы страдать. То есть это относится, собственно, и к гамме. Страдать вообще не надо ни к чему, никому. Вот. Очень... Вот для меня, то, что я для себя выбила, вот это объяснение, что нота до чего-то, да, нота до. Нота до перехода создает переход, нота до смены струны создает смену струн, нота до смены струн создает смену струн. То есть если понять опять откуда и куда мы идем, вот такие вот комбинации чисто психологические, они моментально дают очень хороший результат. Потому что даже если человек занимается, но не понимает, как соединять, ничего не получается. Ага, ну вот, да, гаммы. То, что я говорила, я использую и триоли, и квартоли. Это очень полезно для всех остальных, даже для концертов Берио и Шпора и так далее. Очень полезно гамму играть в разных комбинациях. И арпеджио 3, 6, 9, 12. У меня все играют гаммы вот так. 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 2 смычка. Это не принято в Хорватии вообще. Но как бы я настаиваю на том, чтобы это было, потому что на каждой группе на 3 такое распределение смычка, на 4 другое, на 6 третье. Как бы идет разное понимание, что делает тело во время гаммы. Вот. Да, и вот я пишу, используйте коэффициент в направлении верхней части смычка, оставайтесь в той же тональности. Это пожелание ко всем, и педагогам, и детям. Оставайтесь в той же тональности, потому что это больная тема. Вот, сейчас это просто, чтобы вы понимали. Распределить смычка для арпеджио очень просто. Да? Мы экономию мы даем. Если вот это может визуально показать ребенку, это будет даже гораздо попроще, чем много разговаривать. Меньше, больше, больше.
Теперь что? Вот, нормально. Как раз семейство штрихов, тоже мы это смазали, много обсуждали. Во-первых, смотрите, вот этот веер, это что? Это он мне показывал, как это движение руки. Вот большой палец основа, вот так он мне, вот это упражнение я делала. И вот веерообразно работают пальцы вокруг большого пальца, поэтому он главный, то есть поэтому идет мобильность пальца. Если понять, что это вот так работает, это прекрасно. Вот, направление движения пальца. Большой палец выполняет роль опоры, от которой остальные пальцы раскрываются подобно вееру. Мы смазали, выяснили, что как бы есть горизонтальная группа штрихов и вертикальная. Горизонтальная, вот, марката, стаката, спиката, деташе, пунктирный штрих. Это что значит? Это не значит, что все мне играют до свидания постоянно. Вот, идет вот это вот от марката, которая главная, от марката уже все выстраивается, все остальные штрихи и даже спиката. Вот, даже спиката. А вот вертикальная группа, рикошет и сетие, это вот которая действительно вот это вот чуть-чуть падение. Все остальное идет горизонтально. То есть рука выполняет круговые движения, большой палец и пальцы рисуют горизонтальные линии вдоль смычка. Поэтому спиката часто не получается, потому что все хотят прыгать. Мне тоже говорили, мячик покидай. Вот, ну, покидали. Хорошо. Вот, как бы, а в принципе спиката это то же самое деташе от струны. Это то же самое, если стаккато это вообще легато. То есть, но об этом можно говорить, что стаккато это просто легато, из тела чуть-чуть заостряется внимание на как бы портатируют пальцы, а движение тела оно не останавливается. Почему проблема стаккато? Потому что хочется остановить каждую ноту, она не останавливается, тело продолжает играть. Так. Да, аккорды. Ну, это вот, опять же, то, что я объясняю, не у колодки. Я не даю играть аккорды у колодки, она самая тяжелая, скрежещащая, очень неудобная. От центра тяжести. И то, что я вывела для себя, что аккорд, который состоит из 3 нот, у него самое главное средняя струна, средняя нота. То есть если мы ставим ручку на середину, как бы на срединную струну, и вот этим движением очень просто. Не бас, не вверх, а на середину. Как бы. И вот получается вот такая траектория аккорда. Как бы от серединной струны сюда. И для левой руки очень удобно строить положение аккорда от средней ноты. Как бы попробуйте. На Бахе это работает, как бы на сонатах, партитах Баха это хорошо работает. Вот. И, естественно, идут аккорды там, да, это сейчас мы туда дойдем, аккорды пиано-форте, меньше веса, больше веса, как бы вот это распределение. Но это, опять же, это я так сейчас немножко так показываю, что у меня есть. Если у вас будут слайды, вы посмотрите, можете мне потом прислать вопросы, если будут. Так, ну и дальше тут я немножко объясняю двойные ноты, вот тут страшные октавы, вот все подробно, вот как это происходит. Да, я это специально, да, вот, потому что это всегда большая проблема. Мы уже с вами говорили, постановка от 4-го к 1-му, интонация по 1-му, положение физиологическое от 1-го. Позиция большого пальца, интервал движения. Вот, что я выяснила для себя, как объяснять, что 4-й палец – это равноправный участник октавы. Он не несчастный хвост, который тащится за 1-м, а он равноправный участник интервала. То есть вот мы все вместе, вот эта вот позиция, вот этот домик, вагончик, как бы это ни назвать, это все вместе двигается. Потому что часто, даже если 1-й чисто, где-то там болтается 4-й, непонятно где, октава страдает страшно. Вот. А ощущение правой руки вообще для всех двойных нот – это пустые струны. То есть ни в коем случае нет никакого давления правой рукой на скрипку. Вот. Сексты, они более приятные, вот, потому что это самое такое естественное положение пальцев левой руки, это работают фаланги, вы только должны, естественно, знать сольфеджио, понимать, где большая секста, где малая, и углы пальцев. Но, в принципе, это хорошо, это приятно, вот ручка легла, все чудесно. Терция, что надо понимать, ненормальные терции, они, конечно, что мажор русский, а минор широкий, вот, потом где сильные пальцы, где слабые, а правая рука все время идет по открытым струнам. Вот, и тут, конечно, идут страшные децимы. Вот, то, что
Мазаль меня научил строить децимы. Это все очень просто. Вы строите октаву, растяжка первого, вы получаете децимы. То есть очень опасно строить децимы от первого пальца. Сразу все, это болезнь, это больные мышцы растянуты. А если мы будем ставим, растягивать. Первый палец, как я уже говорила, его функция растягивания и толкания. То есть он очень важен в определенных ролях. Этот вообще товарищ, он может быть и друг, и враг. То есть очень осторожно с ним. Он вот здесь друг, тут он враг. Вот здесь он тоже друг и враг в разных ипостасях. Вот. Как распределять вот триоли? Вот техника быстрой игры, если виртуозность триолька. Так вот я объясняю, что для левой руки очень хорошая комбинация сильных и слабых пальцев. Вот. Координация левой руки. То есть, что это получается? Если мы играем тра-та-та-та-та-та-та-та, правая рука играет раз, два, три. Не раз, два, три, раз, два, три. Ра-та-та-та-та-та. Импульс правой руки идет на одну группу. В этот момент левая рука играет, и левая рука думает, что она легата. То есть отдельно учит. Вот. И получается, что у тебя работы гораздо меньше, если идет импульс на одну триолю, а если ты уже в форме хорошей, у тебя идет импульс на 9 нот, допустим, или на 12 раз, на такт, допустим, если ты уже понимаешь, как разрабатывать. Теперь, как думать? Это немножко вот как пианисты думают, когда они играют. Они думают тарарам, тарарам, тарарам. Со второй ноты идет движение. То есть они не играют раз, два, три, четыре, они играют два, три, четыре, раз. То есть идет разное комбинирование квартолей в голове. Вот. А левая рука продолжает как бы играть свои вот эти вот легаты. Вот. Об этом, это не на одной ноге, но вот это хорошо работает. Это Мазаль мне сказал, что когда ты играешь вот такой перпетуум мобили, думай про вторую ноту в группе. Та-та-та-там, та-та-та-та, та-та-та-та. Почему-то сразу начинает все хорошо, быстро бегать и работать. Очень приятно. Так, ну это я. Тут меня решили нарисовать. Вот, да, так вот, с большой любовью. Вот, это вкратце. Если кого-то заинтересует более подробно, в общем, будут иллюстрации у вас, и книжка выйдет, и я пошлю ссылку издательства. Вот, я думаю, сейчас мы можем подключить. Хорошо, да, наверное, уже детей подключились наши студенты. Ксения, меня интересует первая Ксения, если здесь, Ксения Солотова из Праги. Сейчас посмотрим, есть ли она. Она участник семинара. Да. Должна быть Изабелла Говердовская и Соломон Маркман. Сейчас я возьму. Вот, давайте с Ксенией первую. Она просила ее первую подключить и бежать на репетицию. Ксения. Добрый день. Добрый день, меня слышно? Да. Слышно, только не видно. Пожалуйста, еще несколько минут. Сейчас я попробую перезагрузить. Сейчас я еще раз Не, не включу. надо, тебя видно. Все? Получилось? Да, ура. Ксенечка, пару слов и беги на репетицию. Да, спасибо большое, что мне пригласили вообще здесь и что-то сказать. Я с Евгенией знакома не так давно, как ее ученики, но эта встреча была очень неожиданная, я бы сказала. В общем, я неожиданно для себя решила все-таки поехать на мастер-классы в Вене, которые проходили, по-моему, в конце июля или в августе уже даже. И, честно говоря, я туда ехала сначала, чтобы просто познакомиться с новыми людьми, со скрипачами, и я думала как бы с ровесниками. У меня была такая цель, ну, я хочу там просто хорошо провести время и завести новых друзей, желательно в других странах. И, собственно, самое было большое удивление, что у меня появился друг, собственно, в лице педагога, который вел эти курсы, это была Евгения, и по какому-то недоразумению организаторов
нас поселили с Евгенией вместе в одной квартире, хотя я должна была жить в общежитии со всеми студентами. И поэтому у нас очень тепло началась дружба, но не с первого урока, и непонятно, кто напугался больше кого, меня, Евгения, или я, Евгения. И чем больше мы начали работать и общаться, тем больше я увидела параллелей с тем, что я уже сама находила. Я сейчас поступила в магистратуру в Пражскую академию, и вот занимаюсь 6 лет уже с детьми, преподаю. И я хочу сказать вот про методику Евгении. Ну, во-первых, она прекрасный диагност. Я думаю, вы все это уже видели. Вот эти элементы, я это называю скрипичная остеопатия, возможно, даже телесно-ориентированная терапия, поскольку я этим сама уже увлекаюсь, ну, 3, может быть, 4, 4-й год. Это теория построения движения Бернштейна, если кто-то вдруг слышал о нем. Он говорит очень похожие вещи, то есть мы все говорим о вещах в природе, которые существуют, просто каждый это своим путем уникальным приходит. И что меня поразило, кроме вот этой диагностики, когда абсолютно точно определяются все зажимы, как в теле, так и в голове, то это и на мою работу тоже повлияло. Вот мы разговариваем, да, про детей, то есть даже если мы все это сами знаем, потом встает вопрос, как объяснить это ребенку. Там 5 лет, 6 лет, и уже я начинаю придумывать какие-то игры, какие-то образы, что-то работает. Я звоню восторженно, рассказываю Евгении, что у меня получилось. И, наверное, вот общение с Евгением мне помогло в том, что я больше начала обращать внимание на отношение ученика к себе, ученика ко мне, ученика к движению, допустим, переход, да, та же вибрация, и даже то, как ребенок держит, например, смычок. Вот мы говорим, да, про вес тела. Когда я у 5-летних, 6-летних детей спрашиваю, где у тебя локоть, попробуйте спросить, вы удивитесь, вам предложат множество вариантов. Или, например, чем ты держишь смычок? Мне, например, ребенок показывает вот это место. Это я понимаю, что это подсознательно, он вывел вариант, что он напрягает именно это место. То есть дальше плеча зажатого он не чувствует ничего. О каких штрихах вообще идет речь, да? То есть вот Евгения мне помогла еще больше понять, что с детьми, наверное, нужно больше им вопросов задавать, чем давать ответов. И они очень часто сами вам подсознательно вот выдадут, в общем, проблему. Такая же была проблема, например, мальчик, ну, вот я думаю, у всех такое есть, способные ученики, например, да, но вот видно, что может, но почему-то не делает. Вот почему-то. И мы все говорим, ну, у него пубертат начался, сложный период. И с одним мальчиком, вот меня Евгения тоже подтолкнула как-то на это. Я говорю, вот почему ты что-то берешь, что-то тебе нравится, переходы ты хорошо освоил, да, почему ты не считаешь нужным взять то, что нужно опустить плечи? И когда я спросила, а что тебе мешает, ты же умный, он мне ответил, я слежу, чтобы красиво звучало, но не выглядело красиво. И тут я поняла, что была моя стратегическая ошибка, что до него не дошло, я не донесла, что мы, собственно, со звуком работаем. То есть он не понял. Моя задача состоит в том, убедиться, ребенок-то понял, что мы хотим от него или не хотим. Мы же понимаем, что мы говорим, а он-то понимает вообще. Вот, и поэтому это такое, да, мастерство наше. И Евгений, спасибо огромное. Наверное, вот последнее, что скажу, хочется еще раз поблагодарить, это то, как она поменяла мое отношение к себе, и мое отношение к себе изменилось благодаря ее отношению ко мне. Она действительно первый педагог, который мне сказал, что ты уже все умеешь, ты все уже знаешь, и я к тебе не отношусь как к ученице, как к студентке, я к тебе отношусь как к коллеге. Поменялась и игра, поменялось и восприятие, и отношение, и поэтому я это тоже встраиваю в свою работу вообще. А ребенок-то как относится ко всем аспектам, да, которые мы пытаемся ему донести. Вот. Поэтому это увлекательное, конечно, знакомство, дружба потрясающая. Вот. И дай бог, что у нас сотрудничество продолжится дальше. Вот. Я вам желаю всем успехов в вашей работе, и чтобы, главное, вы получали удовольствие, потому что дети — это удивительные создания, совершенно необыкновенные, хотя иногда они вызывают у нас разные эмоции, но я думаю, в целом
мы занимаемся прекрасным делом, и я думаю, мы каждый же знаем, да, вот хороший день, с удовольствием его начали, и все хорошо идет, да. Когда-то что-то расстроило с утра, и весь день у нас идет не так. Я думаю, в скрипке то же самое. Нужно, как Евгения уже сегодня нам говорит, сначала голову настроить на нужный лад, и тогда руки сделают все, что мы хотим. Вот. Всем удачи и до скорых встреч. Может быть, мы еще где-нибудь с вами встретимся. Спасибо. Спасибо, Солнце, спасибо. Я очень многому учусь, потому что вот эти вопросы наводящие, как бы, они меня заставляют очень много думать. Я же должна понять, как мне ответить, а она задает массу вопросов. И это прекрасно, это очень хорошо. Это меня наталкивает, я думаю, что следующая работа будет написана дальше. Так, есть тут у нас Соломон, да, Маркман? Соломон. Да, вот он. А, вот он, да. Здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте всем. Спасибо за возможность выговориться. Извините за мой русский, это все мой родной язык, но я вырос в Израиле, поэтому говорю немножко с акцентом и с ошибками. Вот. Мы с Евгенией тоже недавно познакомились, хоть я и очень много слышал. А Евгения от ее коллег и от общих знакомых. Но первое знакомство произошло в Оксфордской филармонии в Англии. Вот. И немножко о себе, чтобы контекст. Я закончил бакалавру и магистр в Королевском колледже в Лондоне. И сразу после этого, в общем, попал немножко в филармонию Оксфордскую. И преподаю немножко, играю в разных оркестрах и так далее. Кроме того, я подаю заявки на прослушивание в другие оркестры. Так вот, одну из этой заявки, из видео, я спросил, если я могу выслать Евгении, чтобы услышать ее мнение. И, честно говоря, я не знаком был с Евгенией работой, то есть я слышал о ней как о скрипачке, но не как о педагоге. Вот. И я выслал видео, и меня очень удивила реакция. Потому что я думал, что ничего нового, в принципе, я не услышу. А оказалось, что совсем по-другому все. И удивило то, что Евгения услышала в звуке мои физические и даже психологические ощущения. Вот на ролике видно только верхняя половина тела. Ноги не видны. А первое то, что мне Евгения сказала, что в моем звуке слышна неуверенность и что ноги неустойчивы. Вот. И от этого пошли объяснения. И все, что Евгения говорила, это просто в точку. Я правда так себя ощущал. И это было очень удивительно. Так сразу же на следующий день мы договорились о встрече, и опять же я пришел со скрипкой, естественно, и тоже произошло неожиданно, что меня Евгения попросила просто встать без инструмента. Вот. И Евгения стала ходить вокруг и находить все, значит, энергетические блокажи. То есть мы можем смотреть на зажатие как физическое, но это не корень проблемы, а корень проблемы идет же отсюда, у нас мышцы не работают сами по себе. Чем более человек заморочен, такой как я, например, тем больше у него проблем. И об этом говорят тоже и Юрий Савич Янкелевич, и Галамян пишут в своих книжек. Вот. Так, значит, Евгения стала ходить вокруг меня и указывать. Вот
Вот тут я чувствую блокаж в левой лопатке. Вот тут я чувствую блокаж в пояснице. И потихоньку мы стали выстраивать мое тело. А, Я говорю, что проблема же не в теле, а в голове. На то мне ответила Евгения, что у людей, у которых слишком все интеллектуально и даже, скажем, spiritual, это Духовно. духовно, нужно им наоборот приземляться. И вот это был ключ, который мне очень помог. И потом в занятиях тоже. Именно ощущать тело, ощущать связь с землей через ноги и вверх. Вот. После этого у нас несколько уроков было онлайн из-за того, что в разных странах. И честно говоря, мне Евгения очень-очень помогла. Не только скрипично, но ощущать себя более уверенным и выражать себя именно музыкально с менее усилиями. Как-то так. With less effort. Вот, так что я очень благодарен Евгении за все это. И сейчас через 2 дня у меня прослушивание в Германии, в Дрезден. И я чувствую себя довольно хорошо и много благодаря Евгении. Так что большое спасибо. Удачи. Спасибо, Соломон. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Вот. Есть тут Изабелла Гавердовская у нас? Есть. Здравствуйте, есть. Вот. Здравствуйте, видно, слышно? Тебя не видно. Сейчас, минуточку. Изабелла — это тот ребенок, который со мной постоянно работает. Ребенок. А какой у тебя, скажи мне, какой у тебя ник? Егор. Егор, вот он. Егор. Вот она. Вот она. Здравствуйте. Очень рада быть сегодня с вами. Я бы хотела рассказать о том, что изменилось вообще во мне за год работы с Евгенией. Год назад я пришла с дикими просто болями в спине, шее, в руках. Мне было очень тяжело играть, я не могла играть больше 1,5 часа в день, потому что все начинало дико болеть. И вот вот первый раз мы познакомились с Евгенией на Браче, год назад были курсы в Пучешче. И вот сейчас то, что рассказывал сейчас Соломон, я прям узнаю себя, потому что был точно такой же процесс, тоже сначала без инструмента, выстраивание тела, нахождение опоры. И вот за год работы я сейчас понимаю, что я могу играть столько, сколько я захочу. То есть каждый день часов 5-6 вообще спокойно, у меня ничего не зажимается абсолютно. Единственное, что у меня устает, это голова, потому что я концентрируюсь. И все, больше ничего абсолютно. Для меня это просто это чудо, это подарок, это вау. Такого я даже мечтать о таком не могла, если честно, последние несколько лет. И что мне нравится, что это не какие-то освобождающие упражнения, которые проводятся без скрипки, которые ты сделал, а потом вернулся к скрипке и все вернулось. Нет. То есть мы находим свободу во время игры, во время процесса, и это потрясающе работает. Всегда 100%. И если, например, сейчас меня спросят, чем я играю, я точно не отвечу, что я играю руками, я отвечу, что я играю всем телом. И это отдельное удовольствие, как нагрузка распределяется равномерно по всему телу, она в ногах, в бедрах, на спине, и как ты не устаешь от долгого процесса, это потрясающее ощущение.
И что для меня очень важно, вот год назад я пришла с огромным количеством страхов, которые мешали мне очень сильно играть, ну и просто заниматься, и, в принципе, выступать, потому что как только я выходила на сцену, у меня зажималось все вот. Я не могла управлять собой в принципе, я не понимала, что происходит, где я, что я, кто я. Это была катастрофа. За год мне стало гораздо легче. Я понимаю, что есть еще ну, какой-то процент вот этих глубинных страхов. Понятно, что это не дело там одного дня и не одного года. Вот, но я очень благодарна Евгении, что она мне помогает и в психологическом плане. Для меня сейчас это бесценно. И я начинаю воспринимать себя как значимого музыканта, а не просто там школьница, которая умеет играть на скрипке. Типа, да, молодец. Вот, но что я концертирующий, активный специалист, который точно знает, чего хочет, точно знает, что делает. Для меня это огромный скачок вперед, большой рост. Спасибо вам огромное. Спасибо, Солнце. Спасибо. Спасибо. Вот я просто не люблю о себе много рассказывать сама, но вот это вот наглядный пример. Изабелла будет прекрасный педагог. Я думаю, что Соломон тоже будет прекрасный педагог, плюс ко всему. Мне очень важно, чтобы человек чувствовал себя хорошо с самим собой. Вот. Потому что есть вот еще пару моментов, в которых, я не знаю, есть у нас время еще поговорить. Несколько минут. Да, есть вот такой аспект, который затронула Изабелла. Это волнение и страх, и на сцене, как себя ощущать. Вот есть очень много аспектов, как подготовить человека к сцене, в чем эти аспекты, как дома это сделать, как осторожно очень разговаривать, как этика должна присутствовать. Я помню, что обо мне говорили другие педагоги, как очень важно не ранить ребенка, а они все раненые, вот все. Я вам говорю, что они все раненые, они все ко мне меня находят. Чудесные, прекрасные, все с таким багажом комплексов, это какой-то кошмар. Очень осторожно разговаривать с детьми, давать критику, потому что вот эта печать, которую ставят в детстве, она остается до сегодняшних дней. То есть я уверена, что мы все на себе несем какие-то печати, которые нам поставили, и которые мы с честью на себе как бы все несем. Потом система образования, когда, с одной стороны, у нас была великолепная школа, и дисциплина, и качество, и все, но тут же как бы не высовывайся с другой стороны, и не будь лучше других, а мы вот пустим только тех, которых можно на всероссийский конкурс, а которые не на всероссийский нигде никогда играть не будут, и тебя никогда не пустят ни с оркестром никуда. То есть шло вот как бы только вот этих никуда, вот этот умеет, а вот этот не умеет. Это все делалось в открытую. Мы все это знали, мы все это видели, это очень тяжело. С другой стороны, если сильно-сильно хвалить, толку тоже не будет. Ко мне эти приходили, я видела американцев, которым все говорили, oh, how nice and beautiful. И когда ты им говоришь, что это совсем не nice и не beautiful, как бы, это тоже очень шок такой, потому что как бы вот этот баланс критики и похвалы, да, но моя девочка, которая работает в школе, ей очень сложно, потому что все должно быть счастье сплошное, всем должно быть весело. Вот, а как сделать, чтобы еще поработать в этом, это очень большой момент. Потом хорошо бы тоже то, что мы делали, со мной делали, я играла, то, что я играла в школе, я не играла в академии, я играла в школе такой безумный репертуар. Зачем, не знаю, не играла. Как бы концерты Паганини, Эрнста и все на свете было в школе. Вот. А потом было легче. Вот, то есть распределение правильного репертуара, чтобы не создавать стресс. Как бы. Ну, если есть возможность давать репертуар, но если только чтобы себя потешить репертуаром, тоже очень много аспектов, чтобы воспитать полноценно нормально. Вот. Чтобы заставить Изабеллу выйти на сцену, это большое усилие для меня было. В прошлом году это нет, и все, уперлась ни за что. Нет, никогда. Это просто надо снять, потому что и кто-то сказал в жизни, что у нее нет звука. Вот она не умеет. Ну, нет звука. Ну, нет. Вот все. И как бы Соломон очень любит сам себя вот сделать из себя ничего. Когда-то что-то произошло, как бы прекрасный, великолепный скрипач, который о себе самого плохого мнения. Вот это из той серии, когда я говорю, ведь хорошо, нет.
Я говорю, хорошо, это ж хорошо. Вот такие вещи, чтобы подготовить человека к вот этому месту. Это очень-очень большая работа. И вот этика. Этика. Ну вот, да, пока все, да? Да. Сейчас все. На это время уже все. Мы должны выйти уже в перерыв. Tai labai visiems ačiū už dėmesį. Šitos dvi pirmosios dalys jau mūsų baigtos. Ir mes dabar 1 valandai iki 2 valandos išsiskiriame pietų pertraukai ir kviečiu visus sugrįžti. Tie, kurie stebi mus per Zoomą, siūlyčiau neatsijungti, tiesiog išsijunkite garsus, išsijunkite kameras, likite prisijungę ir lauksime jūsų sugrįžtant 2 valandą, 14 valandą. Ačiū labai visiems. Stebi mus per. Ir mes jau pradėsime praktinę seminaro dalį. Ir per šias artimiausias valandas matysime, kaip lektorė praktiškai dirba su mokiniais. Ir pirmąjį noriu pakviesti Manelį Polismaką. Jis yra iš Jonavos Janinės Miščiukaitės menų mokyklos, jo mokytoja yra Virginija Verikienė. Na ir pasižiūrėsime, kaipgi vyksta darbas tiesiog čia ir dabar. Tai malonaus dalyvavimo, užduokit klausimus, būkite aktyvus. Jeigu sėdite prie Zoom, tikrai galite rašyti, primenu, į chatą ir jūsų klausimus mes būtinai perskaitysim. Prašau. Дороtas Абиаuskas куренис, kuris vadinasi Latvijos pati. Сегодня мы будем исполнять эту пьесу. Это пьеса Дороты Абиаuskai, которая называется «Трудящий ход». В первой и третьей позиции ученик 4 класса. Мы немножко чувствуем это пандемию, но все равно, как можем, так играем. Любим музыку, любим скрипку. И сегодня настроены, чтобы исполнять как лучше хорошо. Нам поможет экспромтом аккомпаниаторша Лолита. Очень большое спасибо. И желаю хорошего исполнения. Замечательно, какой хороший мальчик. Прекрасно, чудесно. А давай ты отойди, я боялась, что ребенок упадет. Давай поближе немножко, можем к пианисту поставить. А может быть, если можно. Очень хороший мальчик, прекрасный, все, и задатки, и музыкальные, и ручки, и нож, все. Скромный, да? Волнуешься?
Да, а давай, я тоже волнуюсь. Давай, во-первых, расскажи мне про этого кота. Вот как он там, где он бродит, этот кот, расскажи мне. Может, на литовском, ребенок, вы мне переведете. Вот бродячий кот, он где ходит, где гуляет, что он делает, какой он, какой у него характер. Вот, мне тоже так кажется, что ты не знаешь. Так, давай мы с тобой представим, что есть бродячий кот. Он веселый? Да, да. Он прыгает? Да. Вот я хочу, чтобы он был немножко веселый, такой прыгающий, хитрый, если он не знает, что такое хитрый на русском языке, да? Вот. А для этого нам нужно немножечко, чуть-чуть больше звука, ну и, конечно, не бояться. Да. И давайте я сейчас, то, что я вам подскажу, вы посмотрите. Вот смотрите, да, вот сразу, что мы видим? Вот, да, вот такое немножко узкое состояние ног, да. Давай, можно я тебя потрогаю немножко, да? Да? Давай мы встанем немножко пошире, да? Давай мы встанем немножко пошире, так, поустойчивее, да? Хорошо, чтобы тебе было удобно. Тебе удобно так стоять? Да, 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 скрепочку подними, пожалуйста. Можно даже еще ножки чуть-чуть пошире, да, вам еще чуть-чуть пошире. Вот, теперь классно. Теперь давай представим, что кот, что он делает? Прыгает по крыше. Да, причем очень весело прыгает по крыше. Теперь, чтобы он весело прыгал по крыше, посмотрите, немножко хватает левой рукой шейку. Да, то есть есть вот это. И есть чуть-чуть напряжение в левом локте. Значит, то, что я говорю, вот это немножечко, значит, это мы делаем такие качельки, чтобы были немножко такие качельки, чтобы левая ручка у нас спокойно шла. У него есть напряжение в левом локте, последите, потому что, смотрите, мальчик длинный, а локоть впереди. Опять, вот мы с вами возвращаемся к телу, да? Ему можно уже чуть-чуть, вот, смотри, как хорошо, отводить локоть чуть-чуть туда, тогда пальчики будут хорошо ложиться на скрипочку. Дальше вы посмотрите, когда он будет расти, если у него будут длинные ручки, да, длинные пальцы, то можно чуть-чуть приподнимать уже кисточку, но локоть отводить. И мне кажется, вот это будет хорошая... Постой так, пожалуйста, я на тебя посмотрю. Вот это хорошая позиция для него будет. На будущее, может быть, уже сейчас это дело и применять. Посмотрите, извини, пожалуйста, я тут с твоей ученицей пообщаюсь, он длинный уже. Мальчик, он будет раз и вырастет. Сейчас ему 10, значит, годочков через 4 он будет где-то вот такой. Вот, и будет очень длинный, и сейчас уже сразу, давай мы с тобой будем ставить ножки немножко шире. Это ты скромный, это очень скромный, потому что хороший мальчик. Давай мы с тобой представим, что ты не мальчик, а кот. Вот ты сыграешь про кота, становишься мальчиком, а когда играешь, ты кот. Да, вот веди себя так, как будто ты кот. Вот как в театре на сцене или как в кино. Это вот так. Значит, обязательно, и чтобы не было ситуации вот такой отдельно от ног. Немножко все чуть-чуть по... Так, вот. Теперь давай мы с тобой попробуем самое начало. Чуть-чуть больше звука можешь мне дать? Да попробуй, посмелее. Прям вот с тебя. Давайте с пианино, потому что так веселее. Я вам предлагаю чуть-чуть начинать обращать на это внимание, чтобы плечи начали раскрываться. Ты же высокий, а играешь как немножко как маленький. Ты же уже 10 лет. Это уже взрослый человек совсем, да? Солнышко, давай мы с тобой. Вот. Я тебе немножко сейчас помешаю, извини меня, пожалуйста. Я тебе помешаю. Теперь смотри, очень хорошо работают пальцы, просто подарок судьбы. Пальцы работают очень хорошо, ой, извини, солнце, а вот тут у нас как-то ничего не работает. Вот хотелось бы, чтобы у него плотность звука, смотрите, он ищет плотность звука интуитивно здесь, а она здесь. То есть ему нужно траектория, вот эта траектория раскрывать. Ему нужно площадь перед собой иметь больше. Солнце, давай мы не будем кланяться.
Попробуем немножко. Так, у вас сейчас подставка совсем не на месте. Поправьте подставку. Можно мы с тобой сыграем вместе 4 ноты? Ладно? Я вместе с тобой сыграю первые 4 ноты. Медленно. То есть вот это его потенциал. Это не я. Я ему помогаю. То есть вот это его потенциал звука, который есть. Если он еще чуть-чуть мне вот это все откроет, хозяйство, вообще классно будет. Ты сейчас почувствовал, что мы что-то другое сделали? Можешь повторить сам? Попробуй так же медленно. Молодец! Какой хороший ребенок. Теперь смотри. Давай представим, что ты хочешь вытянуться назад. Ты можешь мне немножко вот так отклонить? Отклонись. Чудесно. Вот отклонись. Так. И постарайся сделать такой же красивый, чудесный звук. Сам еще раз. Чудесно. А что будет, если мы еще дадим чуть-чуть смычка больше? Можно с вами? Чудесно. Молодец. Прекрасно. Так, стоп. Вот так, давай. Тело, которое идет, вот то, что я делаю. Давай немножко еще отставим. Вот. Вот так. Извини, дорогой. Извини, сын. Во! Красивый молодой человек. Так, красивый молодой человек. Значит, вот немножко, чтобы вот эти вот верхние части руки, чтобы они немножко больше летали назад. И ему нужно ощущение сзади. Вот то, что назад. Ну, все время считаешь, что ты хочешь упасть чуть-чуть назад. Ты не упадешь, но чуть-чуть открыться, чтобы вот здесь, да, чтобы вот здесь открылось. Тут еще психологически немножко зажим, но надо открыть. Так, что я еще хотела сказать? Сейчас. Очень серьезный молодой человек. О, а можно мне сыграть этого кота? Все-таки он веселый кот. Можно мне его как-то так с улыбкой? Давай, попробуй немножко. Это все-таки очень веселая музыка, а ты исполняешь что-то трагическое. Еще раз, давай. Получи удовольствие немножко, а я тебе буду мешать. Спасибо тебе, хорошо реагируешь. Теперь вот это место, там у нас есть струна соль, да? Пам-пам-пам-пам, а потом у нас есть струна ми. Покажи, как он прыгает снизу наверх, вот как кот прыгает, да, вниз. Покажи это звуком, попробуй. Ты музыкальный же человечек, давай.
коррекция музыкальная, очень хорошая. Давайте теперь чуть-чуть отдельно про каждую ручку, что я вижу, а вы посмотрите. Иди сюда, солнышко, иди сюда, не бойся ничего, ты прекрасный мальчик. Давай мы сейчас вот здесь мы поотдыхаем. Скрипочку почисти, пожалуйста, потом. Вот видите, что он делает сразу, да? Вот. Смотри, здесь должен быть всегда хороший воздух, и здесь у тебя должно быть хорошо простор. Значит, то, что по правой руке, я бы предложила, извини, у него вот это вот, значит, чуть-чуть посадить, то есть приблизить, опять, то, что мы начали говорить, приблизить большой палец к третьему, к четвертому, посадить немножко руку. Вот, давай. Значит, плечи мы опускаем, молодец, плечи опускаем, это отводим чуть-чуть назад, а плечо опускаем, еще плечи чуть-чуть. У него аж пульсирует здесь, вот это надо расслабить, чудесненько. Теперь смотри, мы когда ведем вот так, смотри, считай, что ты ведешь мешок отсюда. Теперь в этот момент, он уже длинненький, в этот момент ваша коррекция, я вот просто предлагаю, ваша коррекция вот сюда и доходит до колодки, естественно. То есть что происходит? Он идет хорошо до середины и продолжает идти в таком же состоянии. Это делают абсолютно все, от и до. Идем до середины, вы подкорректировали, он вспомнил, что колодка – это совершенно другая ситуация. И вот это же, да. И очень сейчас хорошо, чтобы вот третий пальчик, он все время был со смычком в контакте. Третий. Тут есть, извини, тут есть такой, смотри, глазик. Посмотри, тут есть такой глазик, и ты как будто хочешь третьим пальчиком этот глазик закрыть. Да? Давай представим, что ты этот глазик закрываешь, ты все время там. Так, плечики опустили, еще опустили чуть-чуть. Встань хорошо на ножки. Вот, хорошо встал. Вот это место отвести назад. Назад. Чуть-чуть, очень хорошо. Вот. То есть это тот ребенок, которому скрипку нужно держать чуть-чуть выше. На мой взгляд, опять же. Вот здесь встали, поправили, пошли дальше. И вот это хорошее сейчас. Теперь вот тот самый вес тела. Посидите своей рукой здесь, чтобы он его ощутил. Здесь немножко у него завышенное состояние, потому что, видимо, все это было онлайн, и как бы не было возможности потрогать. Вот это освободить. Потом я покажу, что делать без инструмента. Вот это обратить внимание, когда плотность звука будет очень хорошая. Вот видите, то, что я на картинках показывала, это идет естественное состояние из спины. Сейчас спина там напряженная. Так, хорошо, это мы сейчас оставим в покое на какой-то момент. Что у нас? Давай пойдем в третью позицию. Покажи мне, как у тебя стоит ручка в третьей позиции. Хорошо стоит ручка в третьей позиции, да? Значит, и мы из этого хорошего состояния скатываемся в первую. А это у нас одинаково, да? Чтобы одинаково удобные ощущения были и в третьей, и в первой позиции. Так. Вот. Вот этой гибкости не хватает, и этого контакта пальчиков не хватает, немножко идет то, что я опять же говорю, как чистое состояние. Хорошо, хорошо, молодец, молодец. Теперь мы будем, я вам покажу на этом мальчике чуть-чуть пару вещей смешных для, для тела. Ты молодец, ты очень хороший, у тебя все хорошо сейчас. Да, давай мы развернемся чуть-чуть, вот развернись красиво. Да, только не, вот, разверни. О, вот так было бы прекрасно. Тебе так удобно? Вот так надо бы, чтобы ты себя чувствовал, когда скрипочка рядом с тобой. Вот это очень важно. Вот, делаем вот эти упражнения. Очень все красиво. Вот смотри, какие у тебя красивые тут правильные линии. И вот сейчас мы раскроем. Вот так. Вот это его положение скрипки, видите, очень уже открытая, ниже. Может быть и выше, но
ощущение природных линий. Ему надо открывать, чтобы здесь была площадь и чтобы здесь отводился. Запомни это упражнение, поделай его дома сам. Запомни ощущение. Теперь скажи мне, вот сюда сейчас можешь мне дать весь твой вес? Сколько килограмм весишь? Дай все свои килограммы. Ну, прям вот. А плечи мешают. Поставь плечи. Вот, чудесно. Смотри, как хорошо, да? Плечи отпустились. Вот, чудесно. Вот такое состояние было. Вот сейчас очень тепло. Сейчас очень хорошие ручки. Вот сейчас было бы прекрасно. Сейчас было бы прекрасно. Вот, молодец. Молодец. Так, немножко отдохну. Мальчик спортом занимается каким-нибудь? Какую-нибудь гимнастику ему надо, чуть-чуть, у него спина, надо спину чуть-чуть укрепить, у него очень слабенькие мышцы спины, вот как бы нам для скрипки надо, я знаю, я поняла, что это мама, что это мама. Вот, немножко спину укрепить, чтобы мышцы спины были посильнее, какую-то растяжечку нам на спинку, вот, потому что у него все напряжение идет сюда, это чувствуется, как бы все вот сюда идет на плечевой пояс. Так, теперь иди сюда, солнце, давай мы встанем еще раз. Я просто поставлю инструмент так, как я считаю нужным. Ты сейчас ничего не делаешь, вот ты сейчас стоишь, разверни мне плечики назад, и вот эти линии сохраняй, да? Вот, даже так. Правильно, еще лучше. Вот. Еще. Вы фотографируете кто-нибудь, чтобы вы запомнили, как он должен выглядеть? Чудесно. Хорошо. Хорошо. Смотри туда, смотри на учительницу, смотри. Вот, этот мостик надо убрать. Есть какой-нибудь еще мост? А кунов маленьких у вас нет? Этот ему немножко как протез. Ему не подходит этот мост. Мост не подходит. Сейчас попробуем. Извини, ну как бы тут все для тебя. Подожди, я все буду делать, ты отдыхаешь, ты уже все сыграл. Ты уже про кота мне все сыграл, молодец. Так, посмотри туда еще раз. Так, теперь головушку просто так положи спокойно. На скрипочку. На скрипочку положи головушку. Так, а теперь как будто ты хочешь поиграть. Ну, ему нужен совсем маленький, тоненький. Это очень для него большой, высокий и широкий. Ему надо что-то уже кун. Я думаю, что-то типа тоненького куна ему подойдет маленькое. Положи сюда ручку, сейчас левую. Хорошо, возьми скрипочку, не бойся, она не упадет, что я тут сижу. Ну, в общем, ребенок будет играть без моста в будущем. Как бы. Так, а скажи мне, ты чего сейчас вот так вот ее схватил? Как кот? Вот. А можешь мне пальчики? Вот, выпрями пальчики. Вот так, обними скрип. Очень хорошо. Так, теперь чудесно стоим, прекрасно. Вообще без моста можно. Чуть-чуть подушечку. Смотри, как тебе хорошо. Тебе надо чуть-чуть, может, подушечку какую-то сделать, тоненький. Так, а теперь давай мы будем на качелях с тобой качаться. Вот покачай мне вот это место. Молодец. Вот покачай, 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 покачай. Так, а пальчики поплоще. Вот как хорошо. Чудесненько. Вот покачай, покачай ручкой, как на качелях. Вот так. Чтобы... Хорошо. Чудесно, 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 чудесно. Чудесно. О, тебе нравится? Мне вот очень нравится. Как... Теперь положи ручку в третью позицию, покрути мне так. И все в третьей позиции. И теперь покрути так же, потому что качельки. Вот качельками. Смотрите, ему вообще мост не надо. Я думаю, что класса, сейчас он в каком? В 4-м? Можете 6-й, 7-й пробовать, может уже даже без моста. Он будет высокий. Он будет высокий.
Вот это упражнение для левой руки делайте. Обрати внимание, как сейчас хорошо лежит скрипочка. Все правильно лежит. Хорошо, молодец. Вот теперь... Так, сейчас дай мне на тебя посмотреть. Так. Давай так, сейчас мы представим, что ты руку хочешь просто бросить на спину. Вот, чудесно. Ох, как хорошо, да, правда? И не страшно, и чудесно, да, молодец. Сейчас то, что я хотела вам показать, то, что я делала, когда мне было 35 лет, мы сейчас будем делать с этим ребенком, которому 10. Только ты ничего не бойся, давай повернемся. Так, пошире. Значит, то, что я так долго методически рассказывала, звукоизвлечение, значит, смотрите, рука идет назад, идет ощущение низа лопатки, это все вот не для тебя, это туда. Вот. Значит, идет вот это как бы раскачивание, как будто мы хотим играть в баскетбол, волейбол. Да? Вот. Теперь вот это сразу мышцы под моими пальцами там начинают работать. Да. Теперь идет медленное кино. Назад идет хороший замах, мы обнимаем инструмент, на нем сидим. Это первый этап, да? То есть мы это делаем. Вот. Это у нас страх струны, а теперь давай мы немножко скрипку все-таки по ней побьем. Ты не против, если мы немножко побьем? Можно. Вот это упражнение, оно развивает не без страха бросать смычок на струну. Вот, и сразу, извини, мы это все постираем. И падает рука на большой палец. Я потом на своей еще покажу. Вот. Это я ему очень бы советовала, потому что он боится. Ну, как бы он не боится, это неосознанный страх, как бы прикосновения с смычком, потому что еще не было вашего контакта долго. Вот, теперь вот такая замечательная, теплая, мягкая ручка должна все время быть на смычке. Вот, и вот так она должна выглядеть. Молодец, спасибо тебе. Идеально. Извини, так, мы пока тебя без мостика поддержим. Вот, побросали, то... А давай ты не будешь ничего хватать. Давай мы представим, что я тебе просто сейчас положила ручку, и все. Большой пальчик поставь. Ну вот. Вот. Мальчик длинный. Ничего не делай. Подожди, это все не сегодня. Мальчик длинный. Глубже. Глубже. Все ставить глубже. Вот на внутренней части ладони. Все поставили. Очень много есть теорий, где держать мизинец. Ну, можно и так. Можно и так, а можно и комбинировать. То есть в зависимости от длины и силы мизинца можно делать все, что угодно. Вот. Так, может быть, как раз наоборот, ему можно... Ой, извини, мы тебя запачкали. Вот, ему можно как раз иногда опускать его чуть-чуть, чтобы по виолончельному, да, чтобы... Вот. И чистый звук. И сразу идет чистый звук. И чтобы правильное положение силы. Вот это хороший звук. Вот это его звук, который нам очень нужен. Вот. И обратите внимание, что сейчас указательный палец совершенно стоит на месте и ничего нам не мешает. Значит, то, что это все очень сумбурно, очень коротко, но вот на эти вещи я бы обратила внимание. Значит, на первое, все, отпусти скрипочку. Первое, расширить ноги и соединить плечи назад, отклониться. Все здесь раскрыть, смягчить правую руку, поставить немножко все глубже, мизинец спустить, раскачать левую руку, чтобы не было узкого состояния. Какие у вас есть вопросы, пожалуйста? Да. Примерно эти вот все ошибки он что делал, я ему говорила. Я уверена. Примерно я говорю, мы очень часто о том, и в качалке тоже. Но вот теперь я рада, что... Плечи и ножки, они соединены всегда. Теперь не бояться показывать то, что тебе нравится, то, что ты играешь.
И очень важно улыбаться, потому что когда зажаты зубы, вот это все, шея, звука не выходит. Очень сам следи, чтобы звук был всегда чистый и красивый. Прям вот чистый и красивый звук. Скрипку вытри, пожалуйста. А то у тебя скрипка и звук. Вытер, но тут так намазал, что тут это все опять сделано. Какие еще у вас есть вопросы? Хороший очень мальчик, музыкальный. Я думаю, что можно такой репертуар давать. Да, и мы, вот, если тебе самотина. Ну, что и можно даже вот, чтобы трам-пам-пам, чтобы вот марката, может, какую-нибудь старинную барочную сонатку, песку, что-то вот такого плана, чтобы посадить основную технику на барокко все-таки посадить было бы хорошо. Можно. Ну, тебе нравится бегать? Это очень хороший ребенок. Очень хороший потенциал, только надо последить за... Сам-то все от этого я чувствую. Он в первом классе все нормально, второй, третий. Стал расти. Да, и просто Стал расти. Ну, все будет хорошо. Хороший, все. Есть у вас еще вопрос? Ну да, все ясно. Как бы у меня так Можно этюды дать какие-нибудь такие посерьезнее и на беглость, потому что я вижу, что человек занимается. Хорошо. Все ясно. Хочешь меня что-нибудь спросить? Большое спасибо. Да не за что. Как манеры сами говорили. Спасибо. Спасибо. Это золотые. Да, Боже, спасибо. Я уверена, что это все. Да. Поменяйте мостик или подушечку, потому что это у него как протез между шеей и телом немножко сидит. Спасибо. Давайте похлопаем ребенка. Так, кто у нас следующая жертва? Удивительно побежала позвать помощницу, и тогда попробовать на мне, а я такой сюда. Думаю, let's be negative in lavender. И у меня немного, 6 лет играю. Девочка моя ученица. Очень приятно. Хорошо. Так, на каком языке мы говорим? Я буду переводить. То есть я говорю на English? У меня хорошо говорить. Окей. Но мы можем говорить о том, чтобы все, которые сидят здесь, тоже поняли, что Главное, чтобы как бы ей было тоже удобно со мной общаться. Сколько лет сейчас девочке? 14. Какая высокая девочка.
Как зовут девочку? Алия. Я сейчас быстренько ей скажу на английском. Thank you so much. It's really, really, really beautiful. Are you nervous? Yeah, can I ask you to do two things? Just stop nervous, to be nervous. Can you take out of your boots? Ноты, ваши ноты. Извините, ботинки очень красивые, конечно. Как вы красиво играете, спасибо большое. Так, Али, do you like this piece? Like, what would you see in this piece inside? What's for you? If it's a romantic piece, what kind of sound would you have? Full, soft, full. I think we have a lot of soft, but we miss full. Да, то, что я сказала, да, может, вы переведете тогда. Then we will play, stand a little bit more stable and not so shy in the body. Yeah? Because your sound is always the same. Let's try to find all the colors. Да. Хотелось бы немножко, то, что я сейчас сказала на ушко, чтобы она перестала волноваться, но это сложно. Все равно это волнительно, и я поволновалась. Встать на две ноги и попробовать найти больше чуть-чуть красок. А потом мы поговорим про ручки. Давайте сейчас немножко... Да. What would you like to do? What you can do to make your sound a little bit fuller? Let's try. Let me see. Despite of that it's written as a piano, let's have a feeling that you want to project the last row, so you can give the sound from your violin to the... Надо передать, чтобы звук летел до последнего rяда, кто сидит в последнем rяdu. Taip, kas sėdi gale, tai tu turi perduoti tą mintį ten, kur sėdi žmogui pabaigoje. Евгения просит только вас сюда, потому что те, которые пап не видят те, которые в зуме. Čia daugiau ne dėl jūsų, dėl tų, gal, kurie žiūrės įrašą, gal ne visi žmonės supranta. Tai truputį, taip trumpai ansuosiu, gerai, daug kas labai matosi iš judesių. Yeah, what is disturbing you to be right here? Nothing. Nothing. Yeah, let's try to do, let's stop with the left hand, every note like you're there. So you have vibrato for each note. So now we see that it's difficult for you to do vibrato in the first finger. More in the second. Can you give me re, mi, re, mi, re?
to give you one from the north to the east, to the south. So you have to practice following the rhythm. And you see, even I'm much more than the rhythm, I do need to pay attention. And there are now, you are 40 years old. Yeah, because when you people that 8 years old, but you still want to be bigger. Yeah. Oh, the dream. Yeah, How much time do you have with it? Because I want to leave time for technique. Сколько у меня есть времени с ней? Я хочу немножко музыки, немножко... Да, есть, да, у нас 15-20 минут еще. Okay, ладно. If we talk about romanticism, now let's see how the legatos are written here. Re mi fa sol mi fa, re mi fa sol, tarararam, tara. So can you show a little bit more? A little bit more different. Tara, mi la. Так, and why you are so shy with the bow quantity? Because I feel like when I play here and here, the sound is just a little bit rough. So Can I hear your rough? What is your rough? Please give me your rough. Good. This is absolutely not rough, and I want you to give even more. Because the music is always going up, down, up. And when you play, I feel only like the flat, a little bit too flat, what you have. слишком плоско играет. To give the more speaking to the sound. And what you think is mezzo piano here, it's piano there. So you have to have mezzo forte here, so the mezzo piano will come there to the next bar. Allow yourself, позволить себе, вот всегда очень важно, особенно в этом возрасте, позволить. Allow yourself to open your feelings and a little bit more feeling of the music. Show me what is written. Let's do it a little bit more obvious what is written there. Stop. That's why I wanted to take out of your boots. So let's have both legs on the ground. Она поднимает одну ногу немножко, и лектор просит, чтобы стоять на обеих ногах. So your right shoulder can go to the right leg. Плоскостопие. Ar tu pilnapadė? Pilnapadystės turi kažkokių problemų su pėda? Šiek tiek, да, есть у нее немножко. Значит, плоскостопие, ей нужны Супинаторы. вот эти вот стельки, Да, я знаю. ортопедические стельки. И вот как раз с кем я говорила, немножко попробовать высоту коврика разную. Так, теперь, на что бы я встать? Потому что вот это каблуки забыть. То есть красиво ходить в ресторан на каблуках, пожалуйста, на урок в тапочках. Пусть она носит с собой что-то. Это... Но надо это поднимать, какую часть стопы. Ей нужно, вот на что я вижу, вот, ей нужно вот заполнить вот это место.
Потому что вот у нее, сюда, да? да, у нее стоят пальцы и пятки у нее стоят, а вот там пусто. Теперь поэтому, частично поэтому поднимается правое плечо, у нее нет хорошей опоры на землю, нет вот это, и она боится звука. Да. Sorry, it's for your future and for your health. Так, from you, I would like to have the second phrase. Can you have a second phrase? Make a little bit more out playing with both legs on the ground. This is the position of the leg. Вот это хорошая позиция для ее. Причем, чтобы она не падала вниз, you have to fall a little bit back. But with this position of the legs is amazing for you. Now, shoulders down. Just take it out because I have like mount there, like Твоя stones. позиция гера. Хорошая позиция. Хорошая позиция. Can we do без вас сейчас? This. Can you play for me? Sorry, I know, sorry. And I allowed you to scratch. Please. Now let's have a vibrato for the left hand and the same from the right. Да, only now, только сейчас я что-то почувствовала вот с этой стороны, у меня что-то пошло работать. Only now I feel that you trust me. Can you trust me a little bit because I want you to sound to be more and more substance. Do vibrato like crazy from here and from your wrist. Try. Браво. Давай, работай. Yes, you're this circulation. Oh, hello. Net parodavisi. Gerai, mes jau dainuojam jau visą dieną. Циркуляцию, у нее как будто вот она этот чайник замороженный, вот ей нужно какой-то генератор в нее воткнуть, чтобы вот это вот пошло. И не бояться эмоций тоже, ну это нормально. Не, бьете. I just explaining what I did. So the vibrato comes from this part of the left part, and you need to include this a lot there. Include and to have every single finger that you do vibrato from the right part of the body to make sure that this is restful. You need to include this. Where was my head? Это то же самое, о чем мы говорили. Если нижние мышцы, они ведут верхние, да? У нее верхние ведут нижние. У нее все идет сверху, как бы, да? Попробуем, тем более плоскостопие, попробуйте, как бы, чтобы ножки у нас стояли стабильно, а все остальное шло вверх.
чтобы снизу, so the energy comes, the sound comes from down to up, and then comes back down, but not from up to down. Yeah, I know that you understand what I mean. From the musical point, when you come to certain culminations, you can allow yourself to use more bow and to play a little bit more out, imagining that the sound comes from here out, like a beautiful flower. I'm talking banal things, I'm sorry. Действительно, очень банальные вещи, я говорю, ну, это как-то будет работать. It's very banal, really, very simple, but try to do it. Can we do now with the... Atsidaryti kulminacijų labiau išeiti, taip tiesiog kūną visą atverti, prašo. Can you play me? Poco accelerando, maybe. Может быть, poco accelerando, где... Нет, там еще вот я хочу, чтобы она сыграла. Это in the middle of nowhere, but 12, 13, 14, 14, bar 14. Здесь у нас вот Да. типичная партия. Да, есть, да, если да, будет да, удобно. 14, 14, bar 14. 14 taktas. 14. Si, la, mi, sol, fa, mi, re. Боги, которые делали так, давай, 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 я слышала таких много. Немножко вот с ней надо вот применить вот такой, давай, я не знаю, какое есть слово на всех языках. Извините, но иногда, когда ко мне приходят на уроки, я ей говорю, я как будто тебя прикручиваю, как этот шарманка такая, прикручиваю, а потом вот это идет мелодия уже. Ну вот Да, что-то что-то такое, похоже. типа давай, вот как раз на нее это сработает. Я это, конечно, не люблю эти, но чуть-чуть ее как бы вот вдохновить. Ой, Reikia tada prisukinėti. you can open here and then look. Take your time, put on the ball. Take your time and then play because don't make us a mix salad. Can we do fa, mi, sol, la, si, re? This bar. Извините. The next beat, poco accelerando. Try something new. Try to stand on your feet, на пятках. Try to stand on your feet and think that I'm behind you and fall to my hands. Atsistoti labiau ant kulnų, galvoti, kad kažkas už nugaros ir truputį labiau loštis. Poco accelerando. Beginning was really nice. Now, let's do it with me. Everything is fine. You're beautiful and musical and everything is fine. I don't feel this. Okay. Okay, now trust me. Can you lean on my hand? Bravo, play. Падала. Krisk į lektorę, krisk į tą pusę, tarsi jinai tave laiko. I hold you. Bravo, that's exactly what you need to trust me and you need to trust yourself. Tai reikia pabandyti. And this, you see,
everything is actually forte, but you give impression to them that it's actually it's all in piano. Now the passage here. Prašo pagroti kulminacijų forte. Take your time and don't be afraid. It's not so difficult passage, right? What is so difficult here? Let's tell me what is so difficult here. Oh my goodness, yes. Oh yeah. So that's because you hold your thumb. Yeah, because you hold your thumb and help with the wrist, help with the hand. Plus, if you do crescendo with the right hand, you will never lose it. Let's do it only us. Только мы. Пассаж соль, си, до, ре, ми. Let's Пассаж. пассаж. Nothing, right? Come here. Come to the frosh. We have 2 sextolas. Each sextola is what? Each sextola consists of 2 triolas, right? So, make sure that you hear all the notes. So, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Which note you're not playing? The easy one. Sol diez. I don't hear sol diez. Yeah, because we're not used to have sol diez. So what's happening? Уже что происходит? Она боится перехода, она уже думает про ноту ля. А нота соль, соль диез, она просто уходит в никуда. Can do, instead of 3 plus 3, you can do 2, 2, 2, and that will be the same 6. Čia yra 2 sekstolės, siūlo skaidyti triolėmis arba medėl. You can think like this, and it will be much easier. And it will be the same music. Try whatever you can, but to hear all the notes yourself. Don't. So can you make it on purpose slower? Just on purpose slower. Good. And sit down. Give me her. Super. Bravo. Do right. This is the basics. Fantastic. Yeah. Please breathe. Okay, this is what I want to talk about. How to practice passages, not to be afraid. Kaip nebijoti praktikuotis pasažą. То, что говорит Владимир Ханонович, все пассажи мы сначала делаем деташе. If you see passage in legato, don't practice only legato. So you practice staccato, détaché, legato, again staccato, détaché, legato, and change the tempo. Slow, fast, slow, fast, slow, fast. Okay. Can you make me this beautiful melody, tempo primo? Ноги она развернула, у нее развернулось правое плечо назад. И очень
более правильный наклон смычка по отношению к струне. У нее плюс еще вот это, ей еще и страшно, она идет сюда. Вот, чтобы немножечко все-таки сесть на большой палец, you have to use your thumb a little bit, like imagine that you have your bow like that. So your bow is belonging to the thumb. And the position of the legs and the position of your shoulders and back will give you more, that's already much better. Now, can you give me impression that this is the most beautiful moment of your life? Pagroti kaip gražiausią savo gyvenimo įvykį. Can you do it? Caricature of me. Daryk taip, kaip parodė, ne? Sukinėkis. This is just the beginning, это только начало, то, что ей можно делать. Ей нужно немножко спустить вверх. Вот все, что до этого места, убрать камни, а вот это оно и есть. Вот это то, о чем я говорила, ее можно крутить, вот это делать. Это выглядит совершенно безумие, но ей это необходимо. Тогда у нее появится вот эта вот свобода. Atsipalaiduos viršutinė dalis, jeigu tu praktikuosies, va taip grodama judėti apie savo ašį. Это. И еще один момент. Сейчас было хорошо. It was really, really nice what you did. Can you play me slow this? Crescendo. So it's the crescendo, this written, да? Нормальное crescendo, которое уже написано. То есть каждая нота, every note takes a more bone. Да? Let's try it. You need to do exactly, look. And twice broader than me. Try. And if you put your legs a little bit wider and your shoulders lower, it will be even better. Let's try. Немножко переведу, да, для тех, кто не понял, kad stovėti ant abiejų kojų tvirčiau, ar ne, ir kada eina šitas dvigubų gaidų pasažas į viršų, tiesiog sukti su smuiku truputėlį atgal, kad tiesiog atsidarimas toksai būtų platesnis visos pečių linijos. Super, that was much better. When you play the fast tempo, the impression will be absolutely the same for your So no fear, absolutely what you do, what tempo you do, like what's the stroke, how much more you give. So that's thank you. It's a very good reaction. Think what I told you, because this is what you really need to be more like a puppet show, basically. This is what we need. Super, bravo, thanks. Super. Thank you very much. Ачарья, Шумиля. Водички. Хорошо. Prašau, dabar kviečiu Mykolą iš Balio dvariono 10-metės mokyklos, Mykolas Tribinskas. Mokytoja pristatys programą ir kelias minutės lektoriui paduosiu vandenuko. Hello. So we speak English, right? Nice to meet you. Ну, пока подарок я. Paskui viską pasakysiu. Paskui viską pasakysiu.
Супер. What's your name? Nicholas. Nicholas, you are very, very fine musician. Very fine musician, very sensitive musician, and there's a lot of good potential. Let's work. There's a lot of work I want to do, like to try to do as much as I can. Переводить надо, не надо. Tiesiog lektorė pagyrė, kad labai geras muzikantas ir labai daug potencijos turi Mykolas, tai vat siūlo tiesiog imti ir dirbti dabar, čia ir dabar. The sound, the real sound of yours came in cadenza. The real sound, the real what I was expecting all the time, it came only in cadenza. Tas garsas atsiskleidė kadencijoje. Because you felt a little bit more free. So this, with the sustained technique, you feel a little bit more free. I want to touch both. So from musical point, it's okay what you do, but it's boring. Sorry, yeah, I'm very honest teacher, so I'm very honest. The stroke that you use, but because the stroke that you use, I feel you a little bit restricted. Can you tell me yourself, like, I see things, but I want you to tell me what is restricting you in the body. Garsiau, Mykolai? The speed of the piece. Now, can we do it only the first bar? Then we talk about Mozart, because there is a restriction in the body. Can you do me like this? No. You use very good your big body, big muscles. When it comes to the point of holding the ball, I miss flexibility of the fingers and thumb. So the thumb is very important moment. Basically, the thumb is moving my fingers, and this is what I really miss. Can you do it? Try.
sorry, I need to touch you. Don't be nervous. Bravo, thank you. Okay. If you want to have violin lower, it's up to you. Be my guest. It's up to you. Now, can we do just a second? Just a second. That would be very nice. You see, your hands are cold. One reason, because you're nervous. The second reason, because the blood is not coming. Если вы всегда чувствуете холоднющие руки, это значит, конечно, мы все нервничаем, нет человека, который не нервничает, но тут еще идет немножко циркуляция заторможена, то есть она не попадает в пальцы, в мелкую моторику. Тут сразу нужна мелкая моторика. Так. Okay. Now, the place you choose, are you sure this is a good one? Maybe it's better to have it here. Tell me what I did. And what else? Я спрашиваю, что я делаю, чтобы вы мне объяснили, что он делает. Can you now concentrate? Stop being nervous and concentrate exactly what I do and what you do together with me. So what? How? Пожалей. You can... Okay. What is this? You can tell in Lithuanian, so people will translate me. Что он делает? Нет. А если по-русски, так что это? Кисть. Кисть, да. Окей. Спросите, вы что он чует? Tu pasakyk lietuviškai, kas ладонь, да. Ну вот это то, что я хотела услышать. Окей. So this is what you need to have this kind of stroke. So yeah, a little bit more lower on the same level here. Говорю, горизонтальные штрихи, да, вот они горизонтальные, и деташе, и стиккато, они все идут от марката, то есть it's all horizontal. So if you see what your fingers are doing, basically it's the horizontal way of playing. Do it a little bit faster. Ta, 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 ta. Think that this guy, you don't need it, right? You don't need it. Just make sure that it's existing. Только вот он здесь, он живой, но он не должен только работать. Bones inside. And let's try to find the way to make your hand warm. Oh, super, it's already much better. Do me a big favor, please. Go down. Yeah. Oh, super. Now, do you hear that there are no really good coordination between left and right hand? Why? Is it new? The piece is new. Это новое произведение, да? I'm sure you can do it fine. I'm sure you can do it in time. So the coordination, Mary, the coordination is like left and right. Yeah, it's always left, right, left, right. Don't try to make it together. One small phrase. Leave it alone. Okay. In the same tempo like that. Tempo. Legato. Okay.
example, what is not working. Не бойтесь сразу давать большой темп. Это сразу понимание, где что не координируется. Immediately in tempo, you see what is disturbing. What is disturbing? Shifts. Yeah. Yeah. So the shifts are disturbing maybe because you're grabbing the neck of the violin. Let's try to make it a little bit more flexible. Still in legato. It's you look a bit stupid, right? But you are very smart. I know that. What kind of finger you do there? What finger you do? And then? Legato. Basically, all the piece would be nice if we practice legato. Let's do with your brilliant pianist. Спасибо большое. Let's do it сначала. Сначала. No, normal. And just a bit backwards, a bit broader, violin a little bit down, and try to make coordination already now. I disturb, yeah? This is how I work. You play, I'm doing something. Now, can I see in the music, we have forte, right? Or piano. What do we have? Piano. We have piano. And what do you want to do in the second phrase? Lighter. So we have piano and pianissimo. So what do they hear then? You don't make the reverence to the public. First of all, you need to have your musical idea, right? So we have and the next time you can do less. But if you want to make less next time, start more the first, or do it opposite, because Mozart like life. Mozart never do something similar. То есть, как нас учили, Моцарту всегда было скучно, он никогда ничего не делал одинаково. Тут я думаю, что Креслер солидарен вместе с ним. Собственно, ему тоже было скучно, я думаю. Всегда искать какое-то другое отношение к фразе, даже которая выглядит по-другому. So you always make the different mood. You can make different stroke. You can jump, you can do legato, you can do more on the string. It's up to you. But so the people will understand what you do, because you are potentially soloist. Potentially you are soloist, but there's nothing. Let's try to do 2 times now, beginning, сначала, but try to make something different and use your thumb to make the stroke. It's a bit more clear what you do. Now, again, natural crescendo. No one is disturbing you to do a little bit more for do. And can you do a little bit more for legato? Too modest and too shy. And let's try next time, like the second, a little bit more playfully jumping. Once more, from beginning, сначала. And play to me. Play out, play to me.
Значит, просьба моя, чтобы он не боялся от лежачего штриха переходить на вот это, который скачет. От лежачего на это получается одного и того же движения. То есть я ничего не меняю, кроме ощущения пальцев, которые дают вот это вот ощущение легкости в пальцах. Все остальное я ничего не меняю. Это идет через пальцы. Все штрихи идут через пальцы. Так. You still a little bit too shy with the legato. A little bit more. Can we do second time? Второй раз. Тема второй раз. That's okay? Can you little more explode? Re, sol, si, la, sol, fa, mi, re, re. Кашканович. Let's think about music. What's going on here? Re, sol, si, la, sol, fa, mi, re, ta, 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 ta. Can you show me how the violin sound? Bright and dark, and bright and dark. A little bit more difference in the bow division. Here, you can do a little bit more crescendo and to make darker string G, and then more characteristic with thumb and fingers, and to show this punctive. Same. Go. Try to do. Мы в театре, мы в кино. And again, and be a bit more brave. Musically, you need to have a lot of power. Nu, băi, didelės akis, o šiaip tai labai panašus į šunį, labai. Ir rusų kažkaip daug kaip pelė. Nosis būna šunų didesnė, toks nukis. Ir nosis būna, ir tada dabar jis panašus į pelę. My suggestion is to start to think that you Tu can gali su trintuku ištrinti. to sit down here and the violin in a position that you feel nice. Not necessarily maybe like this, maybe like that, but to feel confident. Here still I don't hear very accurate rhythmical side. Can we do second time? Второй раз, то же самое, только второй раз. How do you want to start this? What dynamic? How can we do crescendo from piano to forte? Let's try to do now. Let's try to show sol, la, si, sol, mi, fa, sol, mi, la, si, do, la, pam, pam, pa. So the second group always more.
Forget. No one is here. Can you do a little bit crazy, like more border, crazy, non-qualified? Don't worry. Life, yeah, nothing happened to you, right? But it's even much more. Now, more, Mozart was very capriccio. And a little bit more everywhere. Once more. It's because of this guy. Now, you see, when you try to use a little bit more ball, your left hand is in panic. Let's do it opposite. So left hand always go before right. So you need to practice also legato. To practice legato, so the left hand is able to catch this tempo. Немножко заторможенная чуть-чуть моторика. Может быть, потому что новая. Чуть-чуть. Flexible. Чуть-чуть больше гибкости и быстроты. То есть он может играть быстро. У него нет проблем играть быстро. Чуть-чуть побыстрее, может быть, думать. И let's think about groups, for instance. Group. If you think about group and not about every note, it will be much more useful for you. You see million notes, you're in panic. Okay, once more. Немножко what we see, problem with the third and fourth finger, right? So you see what's going on? Go out immediately with two fingers, not with one, with two. It's really uncomfortable position for violinists. So you make sure that both of the fingers go in a way and in one motion together. But it's much better now. With the duo with piano, second. Can you make something a little bit more different? Because it sounds the same time. Like si, do, re, do, si, la, straight. Can you imagine that this is two people talking? So turn away, change the method of playing immediately, and the amount of the bow and the character. My suggestion how to work from the string. I don't hear the good attack when you do it. Prepare left hand very good and to have a good attack from right. How long do you practice this piece? How new is it for you? Ну, он такой способный, что он может это уже играть.
Тут даже не динамика. You need to Mozart. Did you see ever Mozart operas? You should. This is what you should do today. Just put the Mozart opera and to look how many people on the stage, how many personages on the stage, how they all talk in the same time. Mozart is opera. You need to see it. So if you see fortepiano, it's not enough. You need to understand, this is the woman, this is the man, this is the father, this is the uncle, this is the priest. A lot of things going on when you see the Mozart opera. You play like a violinist. This is, you understand what I mean? Today, YouTube, Google, whatever, Mozart opera, any. So you can see, because Mozart is specialist of the putting a lot of people together. Now try to imagine one character, different character. Not so much dynamically, so character-wise. That was much better, and the sound is much better now. When you have technique, can you give a little bit more ball for legato? Nothing here. Мы всегда даем один импульс на легато, все остальное идет по инерции. Опять даем легато, все остальное идет по инерции. Coordination. Legato left hand. And you can also practice like a... You see, my left hand is always prepared for right. Left hand is always before, so marcato practice and legato practicing, you need to coordinate. Now, enjoy legato in the same place. Be a little bit more as a conductor. You know that Mozart pieces were written without conductor. Все концерты Моцарта написаны для одного человека, который играет и дирижирует, и концертмейстер одновременно. So the Mozart concerto is written for no conductor. So you need to conduct, you need to bring music to the people. It was really good what we did. Can you go from this place, please? Sorry. Где мы сейчас были? Ага. Мы здесь были. Здесь мы. Да. Let's do from this. Make a little bit more crescendo. And hit. Sing out. Absolutely sing out. Who can sing this part? Who do you see? Boy, girl, woman, man, grandfather, grandmother, whatever. Woman, bravo. If it's a woman, ta 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 ta. For this woman, what do you need? A lot of finger work and a lot of coordination between left and right. More refined stroke between hands to use phalanx and to start to use your thumb. Let's do tam param pam param pam para tema. If I'm not talking now, can you avoid
this position. Let's sit on the fan. Same. Sit down, sit down, and imagine that you've seen it. Generally, again, I will repeat it probably now every minute. You need to start to use more thumb because it's a bit stuck and pity. That's why you're stuck a little bit in the dynamic in the stroke. Can we do once more? And all the legato, imagine that you do this with your body. Fa, sol, fa, mi, re, sol, mi. Not so heavy staccato, but you need this motion to move it out of the string. You're a fantastic musician, but you're not showing it. To be a musician, you need to have already in your age, definitely, and you need to have a conception of what you do. Clear conception. If you have a clear conception of what you do, you know what the technique you need to use. Otherwise, it's just you learn the fa, sol, fa, mi, re, sol, mi, sol, sol, fa, mi, la. Okay, notes. But if you you immediately sing differently, immediately your body is reacting to what you need to do. Now, look how Mozart, what he does. It's again, fa, sol, fa, mi. Look. Now, he's boring, yeah? He wants to do variation. It's the same notes, but it's variation inside. Make it differently. Yeah. Mozart is always giving you opportunity to be something different. On Figaro, for instance, tom pom tirara, the woman praying, and this is the Figaro who is dancing around. Make it different from the violin. Make it a movie story. Re re re, let's see. Скажите мне, пожалуйста, какие он сейчас этюды играет, каприсы? Что у него сейчас идет параллельно? Что еще? А еще каприсики какие-нибудь надо?
А давайте ему роде какой-нибудь дадим. Я бы дала ему сейчас второй роде сразу, чтобы немножко вот это вот хозяйство сделать. Немножко, чтобы разбудить большой палец пальцами. А на левую руку я бы ему дала... Сейчас. Он может уже спокойно играть роде. Можно роде шестой среднюю часть, которая поползет немножко по грифу. И вот этот есть туда... Это тоже, по-моему, вот это было бы сейчас жизненно необходимо. Но и получить этот летют не только легато, но и из пикато. Из пикато и легато, то есть меняя. Сейчас дайте мне еще подумать. А Бах он играет какой-нибудь еще? Не-не-не, Баха каким-то там, или Телемана, фантазия Телемана еще не играли? А что еще сейчас в программе? А что еще в программе? А что еще? Вот else. Так. Ну вот для концерта Мендельсона ему нужно вот это вот все сейчас немножко разбить. Если попробуйте дать немножко, не надо играть целый этюд. You don't need to play all the etude. You need to play the piece of the etude, just a little bit. А пусть он поиграет гаммы триолями. Каждый день гамма триолями. И хроматика, триоли, хроматика, триоли, хроматика. Обязательно. Чтобы because you need to feel the groups. Grouping feeling and fast, a little bit fast technique. Тогда, then you don't have a problem with the coordination. I see a little bit problem for coordination. А не надо сейчас пока еще играть ему, да, Телемана, там, Баха, что-то такое еще не входит в программу, да? Но если он такой классный, прекрасный и способный, он не успеет еще что-нибудь выучить? Вы знаете, я бы добавила полчаса занятий с этюдами. Просто ему нужно немножко сесть на какие-то этюдики. Нет, я понимаю, что это все прекрасно, Моцарт, Мендельсон. Of course, Mozart, Mendelssohn, it's the most beautiful what you can do. But for this, you need a little bit more, like we say, kilometrage, you know, like you need to have kilometers and luggage to go on. Like, I feel like it's a bit lack of stability somewhere, but you have everything. It's really beautiful what you do. It's really beautiful, but it's really, really pity that you miss it. And how many hours you practice? But now, summer is summer, no? Not enough, not enough. At least, like 2.5, you have to. 2.5, it's minimum that you have in age number 4, like in your potential, in your talent, minimum 2.5, 3, you need to find somehow. Очень большая нагрузка в школе, да? Я поняла. Угу. Это сложно, но... Ну вот это трагедия, которая... Вот это просто трагедия. Просто ему надо заниматься минимум 3 часа в день, если он хочет поступить. То есть есть priorities. Вот если можно по какому-нибудь предмету 2 получить. Нет. А 3? Нет. Потому что у нас для поступления идет
Ага. И сами. То есть, если мы получим по какой-нибудь там физике или смело, то есть это может быть. Серьезно? Да. Вот кошмар какой. Да. Да. А вот это кошмар. Вы не профессор, который говорит нам в семье У меня то же самая ситуация в Риге с девочкой, с которой я занимаюсь. А вот слово в слово, один в один. Один в один. Ладно. Видите, когда талантлив молодой человек, он талантлив в многих сферах, хорошо учится, и математику хорошо понимает. Вот хочется, наверное, родителям, чтобы образование было. Priorities. Вот что главное, то главное, понимаете? Я когда-то в своей жизни я поняла, что у меня математика будет 3. Ну и ладно. Ну и будет. У меня не будет красного диплома. Ну не будет. Зато я как бы делаю то, что я делаю. Если можно где-то 4 получить, тоже нормально. Ничего не случится. Просто он теряет талант. Ему нужны часы. Вы понимаете, как машина должна найти как спортсмен километраж. То есть надо наработать мышечную массу. У него мышечная масса не наработана, как спортсменам. А есть все. У вас великолепный, талантливый ребенок, у которого есть все, чтобы быть солистом. Я вам это говорю, я редко хвалю, в принципе. Я очень редко хвалю, серьезно. Если я говорю, что хорошо, действительно, оно хорошо это есть. И поэтому как бы у него не хватает времени, у него не хватает времени быть и скрипачом, и музыкантом, и все еще показать то, что я от него сейчас вот за полчаса хочу вынь да положь. Он не может вынуть и положить, потому что у него не хватает километража элементарно. Вот это очень странно, что эта система стала вот такой, с этой физикой, биологией, я все понимаю, но она как бы лучше по анатомии детям преподавали побольше. Я вас не обвиняю, я никого не обвиняю, я просто вот вижу на то, что я реагирую на то, что я вижу. Вот и все. Спасибо. Дайте мне, пожалуйста, минутку еще, пожалуйста. Go here. So, look. У нас физика, и математика, и хороший, и собственный, и рядовой. Посмотрите, Смотри.
Спасибо еще раз. Уже 2 последние урока, которые нам остались, и хочу представить юношу Faustas Pauliukas iš Druskininkų Čiurlionio menų mokyklos, mokytoja Eglė Sakavičienė, ir maloniai kviečiu pasiklausyti. Amazing. Really super. You're a great musician. Он прекрасный музыкант. Он просто прекрасный музыкант. Very sensitive, very refined playing, beautiful sound. Everything is so nice. Few things, just few things. Немножко каких-то пару вещей. Он прекрасный. Просто очень хороший ребенок. I hope you will continue to play violin all your life.
I hope. I would expect it actually from you. Очень хорошо. Очень. Are you nervous a little bit? Yeah, it's a bit, because I would, whatever you want to do a little bit more outplaying. And there's the rhythm like ti ra da ra da could be a little bit more speaking, and sometimes it's not precisely what you do rhythmically here. Ti ra da. So 3 times here. Now all the colors and dynamic range could be more. Все, что он видит, все чуть-чуть как бы крупнить. Вот опять же, вот туда, не себе, а туда. Это все подать, и чудесно. Просто очень хороший ребенок. Очень хороший. Давайте попробуем. Let's start. What you start, up and down, just a little bit more clear beginning, so the pianist will understand what you do. Let's have a preparation, and then we'll say this. Can you put your bow a little bit more stable? Just stable. And a little bit more wider with your legs, so the sound can go out of your body. Can we try a few things? Let's try. I will play. Don't be shy, be a little bit more secure here. This is what we do. Вот это в тот случай, когда нам нужен указательный палец. Вот тут он, вот здесь он, да, нужен, поэтому он дает плотность. You have more contact. You have. Stop. Вот так. Put your hand. I need your hand. Нет, тут ясность, чтобы концертмейстер понял, что надо делать. Чуть-чуть разворот инструмента, и тогда плотность и соединение, контакт струны со смычком будет гораздо лучше, потому что у него немножко есть тенденция узко стоять, он падает. А вот если вот как бы ему надо вот туда, чуть-чуть развернули, и пошло. Теперь, if you will understand this sometimes, like we think that bow comes to the string, right? But sometimes we need to think the string comes to the bow. So the string comes to the bow, and you always have contact this way, not this way, this way. Вы понимаете, да, вот есть разное сопротивление, разное. То есть можно говорить, что мы играем на струне, а можно говорить, что струна идет по смычку. Вот когда струна идет по смычку, у него никогда не будет потери контакта. То есть для него, мне кажется, это сработает психологически. Струна по смычку, the string or bow. Let's try. And I will disturb you, sorry. Feel like this. Okay, sure, yeah. Now, can you try to like to try this position? If you play up, let's have more bow for re fa, because I don't hear re fa, just the bow distribution. I want to hear a nice bow change.
sorry, тоже предлог. Вот он уже вырос из этого. Все, он уже большой. Ему можно уже сюда. Все, он уже большой. У него руки уже очень большие. Так, я об этом и говорю. Он уже вырос вот из этого положения, ему уже можно менять угол и садиться на всю ленту. Вот прямо на ленту смычка, чтобы у него вот такой был все время контакт. Can you try to turn your bow a little bit different? So you have always 100% contact here, 100%. And don't grab the bow, don't grab the bow. Okay, it's like just here, not more. It was much better already. Let's try again. Take your time a little bit more. Can you give me more sound from the body? Of his playing. Вот это он играет лучше всего. Почему? Now, ta-ra-da-ra-ta-ra-ta. This is your best sound. What do you do? This is the best what you do. This is really, really great sound of violin. Why? Can you tell me? Or in Lithuanian you can explain? Спросите его, почему вот эта фраза звучит красивее всего? Wide. Maybe you need to play wide. Широко. Широко. Can you play even piano? Because piano and forte body is not changing. Yeah, we have the same body. Can you play the same feeling here, like you do here? And I think the intensity of vibrato, intensivность вибрации, also you need a little bit more for beginning. Even in very calm dynamic, you still need intensity. It's 3 times the tam, pa pam, ta tam, ta ta. It's 3 times the same. On rhythm, it's 3 times the same, absolutely. Он всегда играет 2 восьмушки здесь? Do you hear what you do wrong? Та-там, та-там, та-там. Good. Also, that's interesting, very interesting what you do. Doesn't matter. The points doesn't matter. This is nice, this is not. This is nice, this is not. So the volume, the weight of the body, it's not consistent. То есть вес тела, динамика тела и прикосновения, оно не всегда хорошее у него. Он как будто меняет, все время не идет, игра идет волнообразная.
let's try that the quality of the sound constantly good, because I don't hear you very well. Here. We can start from fa, si, re, do, mi. Here you get mi tararam, papam, do, mi, la, sol, fa, it's still punctured. That's already better. Remember, when you play piano, when you play forte, the body is still yours. The body is not changed. Тело не меняется. Форте, пиано, и мы остаемся сами собой. То есть никогда мы не меняемся. Это форте, пиано, тело остается самим собой. Меняется ощущение пальцев. Only fingers can make a little bit different and dynamic. Now, when you want to do the fingers dynamic, don't play like that. It's a little bit more sensitive phalanx. You need So you have always sensitive fingers to talk and the thumb. Not bad. Okay, let's go on, then I will. What hand is easier for you, left or right? Left. Then talk to me with the left hand each note. I want to hear mi, do, sol, la, do, mi, do, si, la, sol, si, re. Try to do it with the left hand, everything. Ну вот так звучали люди в начале 20 века. Я вас поздравляю. Look, if your left hand is so comfortable, let's make an effort that you talk. Immediately, what's going on? When you start to do something good with one hand, the second hand is immediately reacting. То есть это происходит нормально, да? Работаем с левой стороны, правая подключается, работаем с правой, поэтому со мной Мазель начал работать с правой стороной, чтобы освободить мне левую. It was such a good sound. Amazing. Just make sure that the quarter is quarter, mi, do, sol, la, da, 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 so in every single note. Let's repeat once more. It was really amazing. Now, you know why do diez didn't sound good? Because your right leg was in the air. And that's it. You need to put the left hand on the right. Вот с ним попробуйте, пожалуйста, крестообразное размышление на спине. Вот ему как раз нужно правое плечо к левой пятке, левое плечо к правой пятке. Вот тогда у него наладится. Ага. Yeah, we do have it. Fa, mi, re, do, re, fa, mi, do, re.
re, mi, re, do, re, si. So the right hand is helping. Do you really need your face to help you? But do you feel that you do it? You don't feel. Okay. Can you play me? I will not look on you. Tam, tara, tara. Верхний позвоночник, шейный отдел позвоночника, он играет переходы там, вместо того, чтобы играть переходы здесь. И когда идет верхняя позиция, он зажимает верхнюю часть шеи, и все. Тогда это напряжение идет. So when you imagine, when you go up, go with your body down. And whatever you do, try not to lose breathing through the throat, через горло, чтобы он все время понимал, что он дышит. Yeah, you always need to be alive, whatever you do. Even if you go to stratosphere, you're still alive. The shift, don't rush this note. And then you go. So if you don't hear the note before shift, you cannot go. To remember. So you hear re and you go to si. Let's try. Let's do down and up. Если вы не против, давайте сделаем вниз вверх. The buoyance. I allowed you to change the bone. Now, tra ta 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 ta. Down, 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 down. Put everything to the earth. It's beautiful what you do, really. To avoid this face stuff, I would suggest, can you try me to play without, try to do tiri, 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 tiri. You feel that you do something? No, good, it's better. Can you not control what you do with your face? What? I can't. It's fine, it's fine. Let's try that you don't have your head on the violin. Okay. How does it feel without head? Better or worse? Yeah, okay. But how your neck is feeling now? I'm experimenting. Can you try to put your violin not so deep in the throat and to have this feeling that you don't need to grab the violin with the head? Just like this, very light. Better? It's a bit better. It's a bit better. So try to practice sometimes like you practice without head, with a little bit and a little like a little sleeping position like on the pillow. Now play passage. I want to hear every note with the left hand, with piano. Can you give me all the intervals? You know what is intervals, right? So can you feel?
sound. So you have all the intervals, so you have a transition from note to note, so you stretch the interval. The stretch and interval will give you constant sound, constant. Look, let's think that you have time, a lot of, where are we? Oh, Боже. Да. First of all, give me vibrato till very end, each long note. Vibrato till very end. Here, you have a lot of time to do shift. Now, the shift you do, look, left going and then right. So you do shift on the old bow. Понимаете, что я говорю? Всегда, то есть всегда переход делается на старом смычке, а потом мы переходим на новый. То есть если это идет на вместе, опять же, вместе у нас не работает, получается стресс для тела. То есть идет да, and then take your time. Take your time. He will wait. And take your time, and a lot of bow you need, because it's a kind of cadenza. What is ad libitum? It's ad libitum means free. Send flageoletta, like the winter, and he will wait, just let's put you a bit wider, okay? Okay. Ритм неправильный. Ре, ми, ре, до, ре, до, си, си. Чуть-чуть ре задержаться и короче до и си. But I was showing not the time. I had the goosebumps. You know what is goosebumps? У меня мороз пошел по коже. Такой звук хороший, что когда идет прям мороз по коже, это правильный звук. Но это же только один такт. So you have amazing sound only for one bar. So you need to have amazing sound always, constant. And to keep this amazing feeling the volume there. Re, do, mi, re, fa, mi, so, slower. Every note to me or to them. Cadenza.
goodbye. Ta-ti-ti, bye, bye, and then coda. Don't rush. Close the curtain. Sorry, play. Сделайте, okay. Sorry, play. Just check something. Do с ди диез или бикард? Что у вас в нотах написано? До, ре, до, си. По-моему, это должно быть диез. Вот что это? Си диез. Это си диез. До, ре, до, да, ра, ра. Си диез. До. Да. Okay. Now, he's a type of left-hand talking musician. Извините. Ему нужно... Да, это как раз вот человек, который вот для него левая рука, это говорящая вот рука. Это не значит, что он левша. Это никакого отношения к этому не имеет. То есть он все будет делать, когда он будет чувствовать себя хорошо с левой рукой. Вот она ему дает. И сразу все становится здесь нормально. Чуть-чуть шире ноги, опустить тело вниз и музыкальным развивать. То есть у него есть столько всего сказать. Вот просто давайте ему репертуар вперед, если у него есть время заниматься. Because you're a great musician. Very rare in your age, such a great music feeling. А что он сыграл уже? Уже? А концерты какие? А какие концерты он играл? Да, вот нормальные концерты. Давайте Шпора сейчас какой-нибудь поинтереснее. Ему надо что-то поинтереснее. Что Раде ему будет неинтересно и скучно, и легко, а вот Шпора какой-нибудь, да. Потом, если он заниматься будет много, ему бы очень помогло Тарантелла, может быть, Витана рискнуть. Можно рискнуть сонату Корелли, можно рискнуть сонату Генделя. Ему музыка нужна. Ему нужна музыка. Корелли, Гендель можно... Опять же, сколько есть времени у человека. Чуть-чуть поднять репертуар на выше, на сложнее. Но чтобы ему было интересно. Дайте ему несколько произведений на выбор. Ему Сицилиана и Ригадон тоже бы не помешали технически. А может быть и рискнуть на прелюдию Аллегро. Ох, как он развернется. Прелюдия Аллегро, Креслера. Вот это вообще по шерсти, как говорят по-русски.
Тут он развернется, будь здоров. Потом у него хорошо получится концерт Гайдна. Очень хорошо получится концерт Гайдна. Дайте ему тогда Гайдна соль мажор, тогда у него все остальное пойдет. То есть, боже, репертуара масса для такого талантливого. Этюды, 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 этюды. Давайте Немазаса, давайте Гавинье, давайте Ферила, давайте Раде, давайте Донта. Давайте все чуть-чуть выше. Все, что можно завысить, я бы завысила сейчас. Вот это слышно. Это совершенно, это музыкант. You're a musician, that's the most important for me. Because above this, you have this. It's amazing. And of course, a lot of очень много души в человеке. Это чудесно. Это редкость. Что в ребенке столько души хорошей. Браво. I really enjoyed it. Really, браво. Dovanoti panašu, kad reikia įsijungti mikrofoną. Tai Aurelijų Augustiną kviečiu iš Kauno Naujalio muzikos gimnazijos, jo mokytoja Oksana Tunevič. Так, расскажите мне, сколько лет ребенку? Наше желание, мы приехали к вам, это хотели вести продвижение, решение работы, которые сегодня привели его По-английски, по-русски? По-английски.
Really? Alive? Живой? Какой- Хороший парень, очень хороший парень. Just I will talk, и визуально у него все очень прилично. Вот если... Это видно, это сразу видно. Это все видно. Это низкий поклон вам, потому что это... Мальчик очень тонкий. И ему сейчас еще сложно выразить все, что там есть внутри. Я бы посоветовала, сейчас я с ним поговорю, посмотрю его немножко. Вот это место, как бы оно закрыто. Я думаю, что идет очень много умственной аналитической работы, которая вот сейчас эту точку ему закрыла, как бы он, вот это вот все продолжается, это очень круто, очень все хорошо, все правильно. Закрыла то, что у него есть от природы, у него очень чувствительность большая. Чувствительность огромная, то есть Да. она сейчас немножко отстает от физиологии, но ничего, это очень быстро можно поправить, то есть это очень хорошо. Я бы ему позволила все его музыкальные идеи воплощать в теле, то есть не отделять музыкальную идею от тела. То есть это работает параллельно. То есть это те инструменты, которые у него будут, чтобы выразить, что он хочет. I don't know if you understood something. You understood something. So I'm only compliments, basically. A lot of compliments to you. A fantastic work of what you do with your body and muscles and hands. Really great. Really, really, really great. The music is now, it's a bit behind. Yeah, so music is a bit behind. The next step of your life is to put music beyond body, над, чтобы, скажите мне, пожалуйста, чтобы музыка, она всегда присутствовала. Музика висолика супротивна, как будто висолика вирш то, как вирш того и досу. Да, то есть она. The music is always exist. Even when you, of course, you are now making everything to feel comfortable, to make your body comfortable. Yeah? Let's do first phrase. First phrase. Только первую фразу. Only first phrase. Show me with your body what you want from your soul. Good. Question. Do you want to do vibrato or you don't want to do vibrato at all? Let's try a little bit, just a little bit. To do something like this. Just a little bit, but mostly I show the first note. Re, because the music is. So this is what right hand is doing, right? But the left is talking a little bit more than right. Now, legs
from the ground. From this place, start to breathe down, 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 down to the earth. That's imagine that your breath goes to the earth. And when you play, take a breath. I will try to play. Let's do it together. Good, good. Now, tell me, please, when you play ta-ra-ta-ta-tam-pam, what is disturbing you in the body? Okay, what else? It's a very good word, freeze. Let's go out of the freezer a little bit. So, I think what you need to feel, it's how the warm feeling here, very warm feeling, come through your body to there. So imagine that the sound comes inside and goes out of this. So it's kind of going through the, here it's a bit stuck. Here is a lot, here is stuck. Then it's going freezer. Sorry, I just checked. Here, look, can you feel my hands? And just do play to my hands and play a little bit deeper with the body, just more inside this ring. This is the dot what I was talking. This is the panic attack dot. No, you don't have. You will not have panic attack. No, I mean, if this is blocked, no sound for this case. Да, я его вижу, так вот, это очень, вот мне как, что делать, как это будет открыться. Вот я сейчас вижу. Нет, он должен, ну, то есть музыка должна идти сюда. Sorry, you're like an exponent, but let's make you exponent. То есть я показала ему, что это точка, как они связаны. Ведь мы играем и передней, и задней частью тела. Вот оно. И когда звук, он стал пропускать через себя звук, тогда он выходит из холодильника, как он сам сказал, что он сидит в морозилке. Да. Вот это ощущение дать ему. Просто вот оно точно параллельное. Вот это дальше. И он из тех мужиков, которым надо играть внутрь. Ему можно играть внутрь. И вообще, если вы хотите, чтобы... Если он хочет, извините, но это то, что мне сейчас идет. Да. Если он хочет карьеру, ему надо на альт. И тогда получится очень все хорошо, совсем. Но об этом подумайте. Хорошо. Потому что у него есть эти задатки. Да. Голова прекрасная, большие руки. Вы ему сделаете хороший аппарат. И пусть он дальше играет. Я понимаю, что он хочет сложнее. Нет, я хочу, чтобы он был счастливой в жизни. Ну вот я работаю сейчас с ним, а он освобождается. Я не знаю, что я делаю, но как бы я что-то делаю. Вот, и сейчас у него пошла какая-то жизнь. О, тепленький. Good. This is a good feeling. Just remember this. Okay, let's try to have this feeling out of the instrument, but you can go inside now. Together with pen. Давайте вместе с вами снимаем камеру.
if you want to go to this environment, yourself environment. The next thing. Не бойтесь его сажать. Вот ему как раз надо сесть. Ему надо... Can you tune the volume? Tune the volume. Ему надо сесть и вот почувствовать амортизацию. Он боится сейчас. Но все это нормально, все это очень хороший процесс, это в процессе. То есть если у него будет амортизация... Да, потому что у него рука была вообще поднята. Это делать. Ему нужна вот амортизация, чтобы сопротивление со струной больше было. Даже в Вивальди. Okay. Даже в Вивальди, пусть ему можно вот это делать, ему надо это делать. Особенно хорошо, что это Вивальди. Не бойтесь, если он будет играть таким звуком. Пусть он поиграет таким, ему потом легче отпустить. Ему надо позволить себе сесть. Но это то, что как бы я вижу на себе. Но опять же, обращать внимание больше, чтобы у него вот отсюда, все шло вниз, все вниз, все, что можно вниз. Мужикам играть проще. Вот положил и играешь. Вот весь свой вес. Вот это все здесь как есть, так и лежит. Пусть как оно ложится, так и ложится. Но это процесс, это правильно, то, что сейчас происходит. Я вам просто, может быть, чуть-чуть говорю, что надо делать на 2 шага вперед. Спасибо. Не на 1 шаг, а на 2. Как бы, может, я забегаю чуть-чуть, ну хотя бы как бы какой-то план. Can we do together? I'm dealing with your right hand, you deal with the left hand. As more vibrato as possible and moving as possible. Вот давайте вместе сейчас. Я вашей ручкой буду это делать. Вот. Еще раз. Тара. Образное движение, вот чтобы вот. И я держу, уже я не держу, я держу вот здесь, да, чтобы он сам уже управлялся, чтобы у него выхода не было уже самому управляться. Это... Ну что, вот что мы делали вместе, вот это вот движение, мы просто делали волны, как говорится, волны мы делали. Вот это теперь обратите внимание. Freezer, yeah? Freezer, both hands freezer. What I tell my student, where is the dot in your body that you can do suddenly born body? In which part of your body there is a fire? Find the dot of fire. That's where I can give myself. Maybe in my pocket. I don't know. Not on the clothes, inside the body. Which muscle, which place? You know, I'm showing you. So I'm always hard up here. What it's called with my hands are called. Can you imagine that from this fire, the fire is going everywhere? I cannot help you, only you can help you. Try, because you have to put this fire through all the muscles, and you have it, because you are very warm there. I know that you're very warm there.
Now, why I'm insisting on vibrato? Not because I want cream on the cake, because the vibrato makes you free. The vibrato motion makes you free, and the fire can come to your body. If you freeze, if you don't do vibrato, not for beauty. For now, it's not for, of course it's for beauty, but you need it for freedom. So because I'm locked from here directly to my hand, the whole vibrato thing is fixed, and you can do it. First of all, you do it from here, then you start to feel your shoulder blade, then it's coming from, then it's coming to your hand. That's already better here, but here, Yeah. let's hit it. Браво, браво, he's trying so hard. Он очень старается, он прекрасно это все делает. I know. Сейчас будет много выходить из него всякой гадости. Ничего, пусть выходит. Это то, что я делаю, ужас, конечно. Ну ладно, бедные дети. Теперь смотрите, с левой рукой он очень занят каждым пальцем отдельно. Что прекрасно. Не, я почему, вот меня тоже это немножко настораживает, потому что у него напрягается каждый палец, напряженный. Вот, давайте поиграем группы. Вот ему нужно как раз, чем больше групп он охватит, вот группное мышление ему нужно. Допустим, чтобы он не думал, что это сила сольфа. Вот такие какие-то упражнения, если можно ему дать, и чтобы он быстро это играл. И чем быстрее он это схватит, тем лучше. Ради крейсера первые, ну, то есть, кажется, шестой, ну, то есть тоже, ну, не говорим о том, что каждую ноту выиграешь, что группировка, но, наверное, это как не так бы. Что-нибудь на триольке. Да, вот что-нибудь на триольке, чтобы он почувствовал, что существуют группы, а не пальцы. So the feeling, what my feeling when you play, so every finger is separate. Basically, if you think that this is one whole unit, and every finger belongs to thumb, and you have group si, la, sol, fa, it's one group, it's one unit, it's not 4 notes, it's one note. If you think и еще хорошо бы ему бы еще хорошо, я называю это такие круглые гаммы. Эти круглые гаммы вот таким образом по полутонам. И еще что-то у меня еще было такое в голове. Вот это обязательно хроматика. И хроматику включить. Есть у Крейцера этюды там, и на хроматику тоже. Трели ему хорошо пойдут, допустим, вот хороший этюд, вот Крейцера, та-та-та-та-та-та, вот на секстоле, там на триольке, это хорошо вот ему пойдет, чтобы группы определить. И быструю часть, дайте ему чего-нибудь быстрое поиграть. Потому что он сейчас так зациклен. Ну, вы просто привезли, тут, как бы он очень хотел, мы просто летом разобрали Эллертона Тарантеллу, вот она идет на триоле. Шикарно. Ну, вот. Просто мы без концертмейстера сегодня приехали, поэтому тут такой выход из положения был. Спасибо концертмейстеру, что согласился медленную часть поиграть. Вот. Но я тоже чувствую, что у него надо, чтобы меньше, чтобы было бы на лад, вот чтобы это чувство движения разное, чтобы не одинаковое. Мы как бы и говорим о том, что и длинный смычок, быстрый смычок, медленный смычок, фразировка,
что это, ну, все меняется, что мне уже не одинаково. Ему надо сейчас Ну, я поняла, выйти я из услышала. холодильника. Ага, да. Самое главное. If you find the fire point, this is will save you. This is your success. The fire point in the body, and allow yourself to take out your feelings, even if it's disturbing. The feelings could be very sorrow. You know what is sorrow? Кислый и горький. Скажите, Рукштус и картус. чувства бывают кислыми и горькими, Skonus būna kartus ir rūgštus. и ему не надо этого бояться. Ir tau nereikia to bijoti. Tai yra gerai. Он знает, о чем я говорю. Он точно знает, о чем я говорю. Он хочет быть правильным. Вот, поэтому, ну, в принципе, сейчас 14. И я вот хочу ему уже, и он, конечно, тоже, он, безусловно, очень хочет программу уже играть много-много, и уже я думаю, что он готов это брать и делать для того, чтобы открыть, ну, вот и открытие. Ну, а что он играл до вас? Какой концерт танцоров? До меня он играл, ну, Зейца играл концерты, играл Вивальди, играл первую и третью часть, то есть это быстрые части, а так больше, Донкля вариации. Ну, то есть это... То есть для него, конечно, ну, я думаю, Виоти это да, сейчас потолок получается. Да, да. Давайте Виоти, конечно, в его возрасте было бы хорошо сыграть Раде, Да. хотя бы. Ну, у него голова хорошая. Голова вообще, чтобы у всех были такие головы. You have such a great mind. I'm so enjoying to work. Actually, not communicate, not even talking. Мы разговариваем без разговора, у нас с ним очень хорошо получается. Это мой человек. У нас телепатически идет. Посидите годик со скрипкой, а потом посмотрите. Ну, как раз 8 класс заканчивает, то есть на Вот, 9 можно. да, вот Ева, вот на альт. Вот. Я бы посоветовала, чтобы ему стало... Это уже не первый вариант у меня, когда хорошо идет альт, и жизнь складывается сразу. Чем быть несчастным, униженным скрипачом всю жизнь, лучше быть очень хорошим артистом. А с такой головой... Dėstytoja tau siūlo ateity pasirinkti altą, nes tu visus turi duomenis groti altą. Скажите ему, что это то, что я мало с ним общаюсь, ничего не значит, потому что я его очень хорошо чувствую. Kad dėstytoja su tavim nesvarbu, kad mažai kalba, bet jinai tave labai gerai jaučia. Что как... Он понял. Да, и я бы хотела его еще увидеть когда-нибудь. Ir dėstytoja norėtų tave kada nors dar pamatyti. Тут много есть вещей, которые надо расчищать. Низкий поклон, я знаю, что тут много есть всего. Но, в принципе, посадить на группы, попробовать поднять репертуар и раскрыть потенциал. И, может быть, ну рискните. Ну, что-то рискну, так получит 4 с минусом, а не 4 с плюсом. Неважно, как бы. Главное, чтобы он себя хорошо начал ощущать. Если человек хочет, он занимается, это счастье, это редкость. В этом вообще у вас дети в 14 лет все хотят заниматься, как вау. Или вы мне таких специально показали. Какие у вас есть вопросы? Потому что вот это основное, что я вижу. И вот это вот спорт. Do something. But not fast sport. Что-нибудь такое, like tai chi, что-нибудь такое вот для философов. Tai chi, да, something Japanese, Chinese, like something like tai chi, айкидо, tai chi, ушу, правильно, да, вот, ушу, tai chi, something like this. Will make your violin playing more easy and you will more understand what you do. Не бегать не его. Футбол это вообще не про него. Вот, так что, but something philosophy, like Asian philosophy will work. Or yoga, I don't know, but Ushu maybe with this slow motion, but controlled.
That's exactly what you need. And you will be good teacher. Он будет очень хороший педагог. Правда. Он будет прекрасный педагог. Это такой типаж. Спасибо вам большое. Хороший парень. Спасибо вам, что мы имели возможность приехать, потому Да что... нет, это Ева. Ну, Ева, мы уже Еву благодарим и снимаем там шапку. Спасибо вам. Спасибо большое всем. Labai ačiū. Noriu klausti, Kęstuti, ar mes turim klausimų чате? Ar kas nors mums klausia? Никто не пишет в чат. Может, здесь кто-то хочет еще спросить, потому что у нас уже все уроки окончены. И сейчас как раз время, если у вас есть вопросы, то лектор сможет еще на ваши вопросы ответить. Пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста, сюда. А вот я хочу спросить один вопрос по поводу каблуков. Вот сегодня моя ученица играла, но одна была только единственная девушка сегодня. Все другие парни, у них подошва плоская. А вот когда мы идем на сцену, да, мы хотим нарядиться, одеваем обувь, которая на каблуке.
меняется центр тяжести. Если мы, вот, например, занимаемся вот с такой обувью, как я, да, а на сцену идем с каблуками, так как это вот все равно меняется ощущение тела. Давай. А если стоя, тогда маленький каблук, да, для девушки? Почему я спрашиваю? У меня был такой опыт, мне было 15, и был концерт, я играла, сейчас не помню уже где, но мне мама велела обуться красивыми туфлями. Я говорю, я не буду эти туфли обуваться, потому что у них очень высокий каблук. Но она меня заставила. И я после концерта, когда играла, я совсем не могла думать о ничем больше другом, только о том, как я даю, что у меня тут так все небезопасно. Вот у меня такие ощущения. Конечно, максимум удобства. Если надо брюки, пусть будут брюки. Если нужна длинная, чтобы никто вашу ногу не видел, чтобы была длинная. Это все максимум для себя. Ни для кого мы это не делаем, все только для себя. Все только для себя. Хорошо, еще вопросы, девочки? Вот так. Вот так? Как он? Вот так? А где он? А напротив какого он держит? А вот как раз, может, ему стоит, может быть, ему стоит попробовать пойти, если у него большие руки. То есть есть такая штука для мужчин, кстати, больше, чем для женщин. Маза называют это коза. Это вот такое положение, когда первый и третий главные. То есть идет вот такой рычаг идет. Я пробовала на мальчиках, хорошо работает. Когда рычаг между первым и третьим, а второй не участвует в этом процессе. И тогда, если у него действительно большие руки, попробуйте сдвинуть между первым и вторым. Правила и исключения. То есть это интересно, потому что вы попробуйте. Я вас же не проверяю так вот скрупулезно никого, поэтому попробуйте. Ну, вот так. Можно посмотреть как-нибудь. А я имею ракушку, которая, наоборот, вся, вот она расслаблена. Ох, как это сложно. Как это Но она сложно. очень старается, и у нее руки вот именно большие. И она натурально может, не знаю, это хорошо или нет, она большой палец не с третьим складывает. Но у нее просто так натурально получается. И вот у нее все время все валится, но у нее очень хорошая голова. И когда она, то есть, напоминаешь, она это все. То есть ей как раз нужно ей говорить о цепкости
с ней. Да. То есть ей можно говорить о том, да. Потому что я боюсь, я иногда... Вот это сложнее, вы знаете, тоже я с Владимиром Финансовичем согласна. Когда зажатые руки, мы знаем, что делать, когда мы знаем, как... А вот когда рыхлые, и вот вернуть вот эту цепкость и ловкость обратно, вот тут нужно хорошие мышечные какие-то упражнения, чтобы мышцы укрепить, и говорить именно о кошачьей цепкости, что, в принципе, для других детей не сработает. А ей можно не только не хватать, а придерживать. Потому что если это все падает, тогда ей нужно придерживать, как бы ей нужно иметь опору какую-то с дерева. Цепкость, ловкость. Какие-то цепкость, вот другого слова у меня сейчас не приходит. Скажешь, держи. Будет хватать. А вот отцеплять, если это вот как кошка на дереве, вот ей можно как раз вот это вот ощущение вот зацепки, или как у лягушки цепляются, вот именно вот так. Может быть, вот эти липучки, предложите, если липучки на ванну, вот эти вот, которые вот как, или как лягушка, вот это, чтобы у нее была какая-то зацепка. А остальное все пусть она оставит свободной. Это сложнее, это намного сложнее, чем разжать. Это я понимаю. Это очень неприятно. И одна девочка, вот она вся вот такая, и тут как бы все понятно, что... Да. А вот тут все по-другому, да. Действительно все по-другому. Ну, это же все интересно и индивидуально очень. Да, это все индивидуально очень. Вы все большие молодцы, просто великолепно. Просто. Еще вопросы, девочки? Нет вопросов больше? Все стали тоже. Всем все ясно. Еще вопрос, пожалуйста. Конечно, для этого мы собрались. А как вы учите вам арпеджио переходы делать? Наверх, тоже заранее и заранее? Все заранее. Причем очень я обращаю внимание на ноту перед переходом. То есть вот эта вот картинка мальчика, который бегает, откуда мы идем и куда. То есть, конечно, никто не знает, мало кто знает, в какую позицию мы идем, номер позиции, но хотя бы иметь представление, что мы идем в четвертую позицию, седьмую, как бы в какой тональности, какой интервал, как это выглядит визуально. То есть даешь ребенку, студенту массу вариантов, только чтобы сыграл чисто. Вот. Плюс к тому идет распределение смычка, веса, и дать больше смычка на переход или больше смычка на смену, чтобы вот это все сработал весь механизм. Но это сложно. Особенно сложно назад. Вот это как будто никогда инструмент в руки не брали. Вот. Так, а назад? Все не надо. То есть вот так рассуждать, да? Ну да, нас тоже так многих учили. В зависимости, что удобнее. Вы знаете, сейчас вот что удобнее. Вот мне вот это бы не помешало. Мне как-то проще вот это делать. А обратно. И все на предыдущем смычке. То есть вот это меня учили, чтобы на предыдущем смычке. Но главное, чтобы понять, кто кого меняет и кто кого толкает. И что, да, система, что это взаимозаменяемые пальцы, они не прыгающие, потому что ведь все играют и приходят, вот мне так, арпеджио играет, но это все должно оставаться в контакте со струной в любом случае в двух руках. То есть чтобы очень часто происходит, открывается перед переходом смычок от струны, потому что страшно, как бы, а лучше это все как бы вот соединить в координации. Вот как-то так. Еще есть вопросы? Если не мешает интонация,
Вот так, да? Если не мешает, не болит, тогда не трогать. Да, не смотреть. Ну, что делать? Иногда надо не смотреть. Вы знаете, Владимир Ханонович всегда... Нас очень обманывает визуализация, визуальные впечатления, как бы, как же так можно играть. А иногда он мне сказал, да ты не смотри, лучше послушай. Потому что мы привыкли, нам же надо, чтобы все было вот правильно, красиво по школе. И это идеально, когда это еще и звучит. Но если есть какие-то особенности телесные, у меня есть, допустим, девушка, у которой мизинец в 2 раза меньше, чем все остальные пальцы. Ну что ей делать? Вот она как-то приспосабливается, это выглядит ужасно. Что делать? То есть такие разные очень варианты. Длина пальцев или очень маленькая кисть и длиннющие руки. Ну что теперь делать? Как бы вот и такие варианты бывают. Это еще интересно очень, генетически же связано и с местом, в котором ты работаешь, и откуда к тебе дети приходят. То есть генетика очень влияет. Чисто особенности и страны даже влияют. Это так всегда. Nu что, kągi, tenka pasakyti, kad šiandien mūsų susitikimas jau baigėsi, ar ne? Turim paploti būtinai lektoriai. Спасибо большое. Низкий вам поклон. Aš labai tikiuosi, kad ir tie, kurie šiandien buvo kartu, ir tie, kurie mus stebėjo per Zoomą, ir tie, kurie galbūt tik tai žiūrės šį video, tikrai atras kažkokių įdomių dalykų, naujų dalykų, o galbūt pasitvirtins tai, ką jie jau patys žino ir pagalvos, kad o kaip gerai, ir aš jau taip darau, vat, tai, ką sako jau daug pasiekęs profesorius ar ne dėstantis aukštojoje mokykloje ir turintis didelę patirtį, tai irgi yra labai gerai. Labai ačiū dar kartą visiems, kad skiriat laiko, nes iš tikrųjų tai pats svarbiausias turbūt dalykas šiandien žmogui yra laikas ir kad jūs šitą laiką praleidote visi kartu su mumis šitame seminare tikrai labai šaunu. Ir sakau visiems iki kito karto. Ačiū. Спасибо.